Здорово, всем привет. Так, здорово. Ну, сегодня, короче, у нас будет жесткая аналитика. Готовимся. Сейчас с минуты на минуту должен начаться стрим. Так, стоп. Не, походу 16 же он начинается. Так, да, стоп, подождите, я проебался немного. Ладно, похуй. Так, сейчас. Бравл, ивент. 16 же. Да, все, заебись, у нас есть 1 час, охуенно, я так и знал. Ну, короче, запустил немного пораньше. На самом деле, про себя я думал то, что вот уже сейчас должен быть стрим, но нет, короче, я сам себя наебал. Ну, похрен, в принципе, поиграем в лигу первый час. И после этого будем наблюдать за игрой. Вот такая у меня лига прямо сейчас, полетели. Да, поторопился немного. Не, ну, в принципе, я собирался вообще в 14 запустить. Мы, по моей идее, типа, запустить 14, чтобы в 15... чтобы поиграть 1 час в лигу, и в 15, типа, начался. Но по итогу я проебался в 16 стрим. Да пофиг, короче. Госвол лигу. Такой будем делать. Считать не умеешь. В смысле, только что при вас сосчитал то, что в 19 было, минус 3, 16. На самом деле никто ничего не заподозрил, если бы я не сказал, что с минуты на минуту начинается. Ну ладно, пофиг, если честно. Так, ладно. Что у нас тут? Тут пчелу пусть чел берет. Блядь, ну зачем? Нужно было пчелу взять, а потом поменять бы. Что скажешь по поводу матча нами? Так я вчера уже все комментировал. Ну, писюнов лютых заглотнули. Таких писюнов даже в первый день не заглатывали в час маки. Эти не, например, таких же. Халяв, забираем спайка. Здорово, Газмур. Такой, я вчера стрим был, я уже все там рассказал. Ну, сетка у нас вот такая. Вот. Получается... будет у нас Z1 против реплитотема. СК против TQ, темкуется, потом трайбы ЕУ будут против Z0. И тут не обновили, трайбы будут против СК. Вот это трайбы НАИ. Трайбы Америки. Не заметил, замерла.
халява. Ну чё, теперь никто не сможет, да, аргументировать то, что спайка никто не берет в чемпионате, никто не взял его. Все, ребят. Причем спайк там вообще спокойно лайн стоял. Ну, я считаю, халява. Ну, чё, даже не помню, попадал, и все равно, типа, выстрел прицепился. Ну, это кринж. Ну, соло. А, это не я убил, я думал, я пчелу убил. Ну, хуесос. На ПМ. Ладно, давайте соберемся. А, что со стримом? Забейте, хуй, меня залагало. Я не могу сейчас изменить. А что, у нас сколько стоит? А, ну не сильно. У меня сейчас 50 секунд. Ну это просто спидхак, опять же говорю, чтобы легче попадать было. Оп, всего танцевал. Ну просто легенда игры. Смотрите, вот такой выстрел, а это минус. Ну просто не повезло, я считаю. Ну как вам? Сквик убивает спайка за 2 удара. Ну типа это вообще адекватный баланс. Вот минимум 3 должно быть. Халява. Мне карта уже раскрылась. Ну, нормально, ребята, вас не так уж сильно отстает. Оп, мисс пчела. Халява. Ну это соло, считаю. Ну, могут быть сомнения разве у кого-то. Так, нужно быстренько исправить. Короче, ладно, все нормально. Понял, кринж. А, ну я понял, кринжатина. Галичная. Ну тут деф. Ясно, понял, дефа не будет. Ну, тут все просчитано было заранее. А, ну я понял, идеальную команду просто вдвоем умираем. А, ну понятно. Ну тут Unreal было. Да, кринж. А, чел еще в меня стреляет, да? Вместо того, чтобы у нас чел взял пчелу, мы с ним потом поменялись, чел берет Макса. Чел, это просто кринж, может даже не стрелять по мне. Брать сюда самого слабого мидера вообще, которого только можно взять.
А, ну понятно. Просто на лайке у чела залетает выстрел. Ну все, вот и халява. Халяву первую игру отыграли вообще. Ну, привет, Виталий. Ты видос, где я говорил Easy 3.0. Блять, я только скидывал этот скриншот, бля, я только этот скриншот скидывал с этого видоса, я его... Не, типа, я помню, вот, сейчас покажу вам другое. Сейчас. Блять, чекайте этот скриншот, блять. Не, точно, блять, 3.0 V-Stripe, блять, easy 3.0 V-Stripe. Не, тут 100% 3.0 V-Stripe. Да, музыка, наверное, громковато немного. Не, на самом деле я вообще не понимаю, почему там был пик кольта. Опять же, я на стриме говорил, то, что там можно было взять адекватную пчелу, можно было взять... что там еще было? Бель. Ну, нет, типочки, блядь, решили кольта захуячить. И пойти дабллайн, блядь, и отсосать. Просто 3-0 по итогу. Какой он, блядь, вы что, прикалываетесь? Что за хуйня, блядь? Что за хуйню не спамят? Нахуй это закрытие было? Вообще, блядь, беспомощное. Там в любом случае Пенни бы не прошла. Ну, ребят, это халява. Вот это неприятно уже. Чел отдал одну звезду. Ой, как хорошо. Оп! Подловили пацанчика на ошибке. Ой, что за ульта?
На, домой, блядь, хильси иди. Ну, здесь ты чекайте, вот здесь в уголку. Бля, вот такой пик нужно было взять этим. Как им? Типочком. Бля, пойду кружков-то одену, что-то мне вообще холодно. Оп, все, нормалек. Полетели. Бля, понял, уже дохера ульта заряжена. Опасно. А, у него уже ульта есть. Только не меня, хуесос. Хуесос. Блять, ну 147 хп. Вот ты рофлишь, блять, справа, где ты гуляешь? А, ну охуенная дальность. Ну все, халява. Чилы просто не дошли до нас, блядь, даже. Ой, господи. Не, слишком легко, слишком. 92%. Чё по прогрессу? А сколько слил? Ты мне так много за один слив дало? Охуеть, вы представляете? Не, подождите, мне, блядь, серьезно слил так много? Не понимаю. Что нужно проверить? Да где игра заканчивается, ёпта, я не понимаю. А, нет, я тогда еще до этого сливал.
Макса забаню. Здорово, Влад. Так, чё? Я тебе можешь Амбер взять, ладно, пофиг, бери Амбер, разрешаю. Амбер возьму. Тренер Нави? Не забейте, блядь, был бы я тренером Нави, они такую хуйню бы не взяли. Блядь, хуесос. Соло. Хуесос. Нет, хуесос. Хуесос на 100 хп. Мудак. Да вы охуели, мудачье, блядь, ебано, что вы себе позволяете? Нахуй все, блядь, разбежались. Кроваткам, блядь, завтра школа. Не, что за попадание, блядь? Не, кринж, просто, блядь, не попала метка. И от Амбер ни одного выстрела не долетело. Блядь, мы просто отсасываем, потому что этот хуесос на 8000 хп постоянно выходит, блядь. Как только мы к базе подходим, и все, блядь. И эти два хуесоса со своими 8000 хп просто нас давят, блядь, бесконечно. Ну нахуй так подходить, блядь. Амбер совсем ёбнулась. Ну все, мы проебали. Настолько, как она вселил пост в Твиттере, видел у Трайба? Нет. Я чё, думаете, я долбоёб сидеть везде? У меня ВК, я только сообщения нихуя там не чекаю. Иногда захожу, посмотреть шорты, когда, блядь, на практике сижу 8 часов, знаете, там совсем, блядь, мозг вытекает, когда делать нехуй. Вот.
А так мне вообще похуй. Я не долбоеб, я, блядь, не как тёлка ебаная, которая, блядь, кажется, в социальной сети зарегается, ёпты, чтоб сидеть, блядь, своих подруг смотреть, что они там сегодня сделали, блядь, какой нахуй у них завтрак был. Ну, ёпта, выстрел нахер. Блядь, пиздец, проебать столько хп. Не, увидите, что за хуйня происходит? У меня сейчас жопа сгорит, мы просто по КД в дефе, блядь. Пора как бы рашить, ёпта, нет? Просто по КД, блядь, дефаемся. Что за хуйня, блядь? А, ну охуенно. Все залетело. Не, ну это проеб. Я, блядь, почти каждый выстрел попадаю, нахуй. У меня типочки сливаются, блядь, подходя вплотную, ёпта. К типам. Я в ахуе. То же самое Амбер, блядь, не может, ёпта, сделать один выстрел по кольту и каут от него 2 выстрела. Я просто в ахуе с этого. Ну, удачи ему, короче, блядь. Блядь, все равно только Бог поможет. Ну, похуй, у меня еще что только автоатака. Все равно проебали уже, блядь, там 30 на 100, блядь, не вывести. Ну, блядь, мы позор СНГ проебали, я в ахуе. Проверяем профили своих команд. А, ну тут, блядь, понятно, все, мусор закинулся с 3-го мифика. А, и чел вместо того, чтобы сделать выстрел, ну понятно, все понятно, блядь. Это как чилы, он, блядь, в мировых финалах 0 понимания в игре. Вот ладно, там, блядь, просто 8 слотов у Ю региона забейте, кринж, блядь. У нас забрали долбоевую модали. Блядь, так и знал, то, что там будет авторское право на видосе. Самое главное сейчас вовремя выключать звук, чтобы АП не прилетел на этот стрим. Все, поменял все превьюшки, теперь они не воры. Это было, ну, просто вдохновение было. Ну, просто временно вдохновился. Куришь? Нет, не курю.
Халява. Это неприятно, конечно, чел умер. Ну, блядь, ну просто кринж нахуй. Чел мне несет даблы. Это же, блядь, не по мне виль попала. Просто за этой хуйней не следил. Мне кажется, что мне Сквик принес дабл. Охуенно. Бомжара, ёпта. Соло. Ладно, я съебусь лучше. Он мне сейчас газ, потому что начнет стрелять, не пиздец. Блядь, ебаный хуесос. Ладно, полетели. Потому что меня бесит, ёпта, почему у меня лайнеры его фокусят? Идите нахрен, идите свой лайн играйте. Лайн отыграли, все, ждите дальше, пока он придет, ёпта. Никаких дабл фокусов. Все, минус бель. Не минус бель, ладно. Ну, все равно Солянова, естественно. Все равно победа. Мне не СК топ-1 заберет. Не, СК в любом случае топ-1 не возьмут. Мне кажется, Зета. Ну, Зета заберет. Мне кажется, после вчерашней игры они поняли, что что-то у них не так, и они 100% должны были тренироваться. Чилимся. Изи-изи. 100-0. Даблайн. Коль прислова. Не того пикнули. Ну, блять, реально, что-то мы тут панули. Нужно было дабллайн пойти. Сто процентов нужно было дабллайн пойти. Не-не-не. Ростислав. Блять, точно 3-0 против Трайва, блять, будет 100%. Ну это просто Солянова ему. Ну посмотри на это лицо, разве могут быть сомнения? Это 100% 3-0. Всех теперь пикнем дабллайн с кольтом. Да. Может, сам пойдешь на чемп? Да если бы регион был открыт, вообще с удовольствием бы. Да я бы, знаете, с Соляновым, как чистый чел тут вышел. Из какой он там команды, я уже забыл. Короче, у меня был открыт... Открыт был. Из новой eSports. Это же та команда, да?
Бастера забаним, а то что-то... Прошлая игра мне не понравилась против Бастера. Ведь даже на самой открытой карте Бастер нас это изнасиловал, забейте просто. Короче, мирового масштаба. Реконник вроде. Ну что там реконник, я не знаю, просто у меня... Ну такая шняга, и тоже меня тут смущает, почему, сейчас покажу вам. Вот так вот. Видите, тут сетка есть, типа, все команды нормально написаны, только вот это, блядь, меня смущает. Почему здесь новый eSports? Блядь, мышку не видно, что за хуйня. Вот видно? Да, вот видите? Здесь. Типа, все с вами нормально написано, а тут написано новый eSports. Ну, может, это их старое название и переименовались, короче, хуй знает. Ой, так, стоп, нужно сначала убрать, а потом закрывать. Вот, да. Какой гром, блядь, чел, чё курил? Отис. Так у меня Отис 7. Я взял Отиса табель. Ну, можно было. Ну, у меня чел просто АФК встал. А можно руку поднять, чтобы мне, блядь, игру перезапустили? Ну, чела явно какие-то проблемы. Ну, хуесосы им, блядь, одну монетку зацепил. Да что за херня, блядь? Чё, какие стены? Алло, игрок мирового масштаба. Нужно представить, что я играю мировой финал. Ну тогда, блядь, нужно даблайн пикать. Тактика, блядь, 100% победная. Хуй-то. Отлично. Ну что, как-то джойстик не чувствую. $4400 неплохо. Ой, да спаси, блядь. Лучше бы Сквик сдох, я бы остался. Ну это проеб, я уверен, что нам нанесут. Да, да, все. Ну а Сквик, блядь, вообще не нужные. Бомжары беспомощные. 0 импакта за игру. А Светвир, ты, кстати, пиздабол, ты сказал, то, что посмотрел бы, как я комментировал. У меня вчера стрим был. Чё, нахуй он раскрыл?
Понятно. Ну что это, блядь, что это за выстрелы? Ну, блядь, ебаный джойстик. Я хотел вправо уже уйти, а не назад. Зря. А, ну охуенно. Блять, ну какой у нас беспомощный, блять. Ну нахуя на открытую карту фул, блять, открытую сквика берет. Ну, блять, кринж нахуй, ебаный. Да точно вторая лего, блять. Ну ты пидора, блять, опять вместо третьего мифика накинула, блять. Я в ахуе. Ну, потому что я говорю, хуесос с третьего мифика. Проверяем просто. Проверяем профиль аутиста, блядь. Зато Brawl Pass купил. Ну, понятно, на 15 на 3, 3000 ШД. И ни одного 35-го, естественно, блядь. Ну, это понятно сразу, блядь. Как он вообще дошел до третьего мифика, я в ахуе. На самом деле, согласен с тем, то, что они пытались лайн продавить и Лола плюс Кольт очень много у пассивов внесли, но они же не играют, ёпта, против каких-то бомжей на третьих мификов в соло-лиге. Чтобы челы просто будут назад отходить в любом случае, даже если они там начали бы давить, то челы бы назад отходили, и с мида бы начал чел накидывать по лайну бы, все, никогда бы они там не прошли бы. Тут соляного карта просто. Это изи. Изи победа. Привет, трип, тэч. «20 минут осталось, жизнь быстро время прошло». Так, нам предлагают предсказать победителей. ТТМ либо Z1. Я думаю, Тотем. Том Стамина либо TQ. Ну, давайте за Стамина, правда, не знаю, что там за команда.
Бля, был последний, мог бы спраута просто взять на похуях и все. Бля, да Карл слабо нахуй его брать, не понимаю. Трайб либо ZT0, естественно, ZT0. Потом Трайб BN, шутку BN. TRBN. А, это NA. NA, либо SK. Тотем, либо стамина. А что они, типа, зачем так? Ну, тотем, либо стамина. Еще бы знать, кто в какой команде играет. Да похуй, пусть тотем будет. Потом ZT0 либо SK. Но думаю, ZT0. И тотем либо ZT0, пусть ZT0 будет. Ебать, мне урон залетел, вахуй. Халява. Это называется просто лоем на ошибки проверять. А, ну там мина стояла, не повезло. Понял. Охуенный урон. Нет, Карл сам слабый персонаж, блядь, никогда его больше не пикну. В жизни, блядь, лучше бы спраута эту взял. Не, пиздец, ебать он слабый, я в ахуе. Биль по 2К сносит, идите его нахуй. Со своим Карлом. Не, хуй да. Никогда нахуй больше этого Карла не пикну. Бомжара ебаная, блядь. Я тебе прочитал нахуй книжку открытую, блядь. Господи, какие вы, блядь, бомжи, я в ахуе. Сюда нахуй иди, блядь, долбоёб. На нахуй. Господи, для меня, ебать, как крышки откнитые, блядь. Вы до сих пор не поняли еще? Похуй, слил гема. А, ну заебись. Охуенно. Ты будешь чем смотреть? Конечно, буду. Про слабый Карл. Нет, Карл просто хуета, а не персонаж.
Когда Карл был сбалансированным персонажем, я ебал на нем 3 типов. Сейчас Карла сделали хуем персонажем, он никого убить не может. Карл больше не пикаем никогда в жизни. Все, в соло-лигой Карла больше не будет. Он бой был до нерфа. Ну, не было настолько имбой, чтобы каждый бомжар на нем 3 ебал. Как это делал я, просто вылетая, даешь тычку, вылетаешь на гаджете, ульту подрубаешь, 2 убиваешь, 3-го добиваешься обычного выстрела, и все. В чемпионате крылы пикали больше, чем остальных персов. Ну, блять, хуй-то у них пики, потому что... Ну и больше сказывается к тому же то, что ты на чемпионате играешь, блядь, с сыгранной командой, которая не будет лайна сосать и т.д. и т.п. Там-то ты можешь, блядь, на Карле просто тупо с лайн стоять. А просто тупо с лайн стоять я могу, блядь, и на Шелли, ёпта. Просто стоять лайн нихуя не делая. Перебивая 1 на 1, блядь. А не когда, ёпта, на тебя... Ты пытаешься что-то сделать, а тебя, блядь, как минимум 2 фокусит. Причем при этом перекрестным огнем. Так что игра команда на команду и соло — это 2 разные игры. Ну, пускай берет Пенни, на лайн пойдет. Я вообще выберу. Он темпом повторяет на Карле сейчас. Ну да, он неплохо залетал. Но я не помню, против кого он там играл, что там за пики были, опять же, нужно смотреть. Я уж не помню нихуя, я просто это комментирую, все забываю, мне типа абсолютно похуй. Я просто помню, что Нави обосрались жидко, блядь, подливой. Помню то, что Зест хорошо себя показали. Сейчас Мак Гейминг, вот это вот, блядь, какая-то там БР или что-то такое показали себе тоже хорошо. Причем они очень хорошо себя показали против самой сильной команды мира. Блять, конечно, после этого ты уже сомневаешься, потому что она самая сильная команда. Но все же. Хуй-то Гео. Против кого он тут будет на Келли там играть, конечно, непонятно. КД Кирилл на Карле, когда его Тима руинила. Да я не помню, что там было, а помню то, что... И, кстати, играл против ZT, типочка, я думал, это Z. Я думаю, что за кринж, блядь. А это Zest. Ну там что-то там Western Digital был, что-то такое. Ну и правильно, что его не взяли, блядь. Поняли то, что нахуй надо нам позориться, блядь. Ну уже результат показывается не вот с этим, блядь. Пропиздяем играть. Да, мечтай, блядь. Ты против кулера стоишь или против кого нахуй так, блядь? Отыгрывать, вот это кринж, конечно. Домой, блядь, на базу, ёпта, быстренько свой носик засунул обратно. Сидим и не выебываемся. Мне все равно поуебываться хотят. Блядь, ребят, у вас нет шансов. Ребят, домой. Улетаем, ёпта, кстати. Да, мечтаем. Да, плачу.
прям стянули жестко, ребят. Что мне делать? Охуенно. Ну, тут, блядь, чел далеко не уйдет, я в этом уверен. Просто ЧТД, блядь. Куда побежали, блядь? Дурачок и птичиночек. Против кулера стоишь. Глаза разуй. Побежал мне. А, понятно. Домой нахуй. Все, ебать. Все, без ульты. Отсосал. Они не собирают. Халява. Да, да, мечтай, мечтай. Мечтай, дурачок, мечтай. Во снах, да, ебать, конечно. 8 минут осталось. Нет, я не знаю, идти еще в одну игру успеем или нет. Не, я думаю, лучше вот так пойти. Ой, только не на таре, так, стоп. А, ну охуенно. Позарабатываем золото. Оценим, кстати, скин заодно. Ну, такой какой-то, блядь, знаете, худощавый какой-то скин, если честно. Желтый цвет тут вообще не укладывается на таре. Желтый с фиолетовым, блядь, смотрится такой себе. Ну, халява, халява. Забираем золото. А, нет, пин уже, ребят. Нет, уже пины и забираем. Так, я уже открыл чемпионат. Я сейчас не совсем понимаю, что за рофл. Это типа я прям до финала, что ли, предсказываю? А смысл до финала предсказывать? Ну, понятно. Читы, читы. Он просто называется тактика крысич. Ничего думать, что я убежал. Но на самом деле я тут. Ну, понятно, хуесос. Ну, короче, не буду голосовать. А, тут нельзя не голосовать. Ну ладно, похуй, тогда так отправлю.
Мне отправил типа, что Z победит. Ну какая разница, у меня все равно скины есть. Ой, а что с лицом? Оформили 6 звезд и отсосали. Как печально. Ой. Куда не добавить награды на чем? Желтая лапа. Что за желтая лапа? Какой-то спрей обещали. И бачел затянул, конечно. О, нет, меня убьет, кстати. Охуенно, спасибо соседям. В воскресенье как бы сверлить, да, блядь, аутисты. Причем уже третий день сверлят. Никак досверлиться не могут. Что это за, блядь, подлива, а? А, все. Бля, соло сделал. Золото? Да зачем мне эти спины, блин? Мне золото нужно. Кстати, что по скинам сегодня? Ну, на Джина говно покупать не буду. Вот это, кстати, прикольно. Я думаю, его прикупить в Мэйбе. На Гавса, кстати, тоже можно. Но там же он с этого... С Brawl Pass. Вот на пчелу можно было бы. Точнее, нужно мне купить какой-то скин на пчелу. Ну, этот не хочу. Я хочу золотую пчелу. Которую лапкой трясет. Полетели. 4 минуты осталось до чемпионата. Тут, наверное, опять песенки будут. Оп. Ну все, соло, лайн забираем. А, понятно, хуесос. Понятно, хуесос. Я тут пришел, значит, скинотару почекать. Ясно, стрим снайпера обоссанная. Чё? А, у него по гаджету этот сильный выстрел. Уже есть вот эта ульта. Ну там не собирают же, да? Типочка, да, отлично. Да, что за хуйню эти натворили? Так, смотрим, что по времени. А, ну 1,5 минуты осталось. Полетели. Пока что вот тут показывают всю трешнягу. Показывают, что он 100 прошел. Да, Реконик из спорта, там было по-другому. Не знаю почему. Нихера у меня вебка тут. Ладно, пока не начался еще. Сами игры не начались. Нужно ход зону забирать. Халява. У нас, кстати... А, нет, у нас гранд-финал будет только играть. Ну, это минус я. Ну, пофиг, мы уже выиграли. Откуда столько гемов? Сдонатил.
Ну, то есть у меня тут все шум подавлением гасится. Потому что когда я молчу, вы не слышите, что у меня тут сосед развлекается. Опа. Что тут, кстати, по стадиям осталось? 2. Ну, тут уже начинается. 11 секунд. Ладно, полетели. Так, подготовим. Оп, оп, оп. 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 Это что такое? Это теперь так показывается? Pourra être sacré championne du monde, ça sera à la fin de la journée. On a beaucoup d'actions aujourd'hui et j'espère que vous êtes chaud pour toute la journée. And of course in English, for all of the English speakers in the crowd or you guys at home, of course, welcome back to the Brawl Stars World Finals. This is day 3, this is Championship Sunday, 16 teams entered on Friday, only 8 remains. But you know what, this is a championship. Ну все, полетели смотреть. Опять кубок очередной. Теперь он на красно-желтой подставке. I am Damascus. I will be your host all weekend, but of course, you know what time is it. Let's get brawling! Так, это что, музыка? Подождите, походу это музыка. Это начинается. На всякий случай лучше вырублю. Чтобы АП не было. Да, там музыка какая-то. Лучше вот такую послушаем. Такая получше будет. Ну, показывает нам кубок в большом масштабе. Естественно, нам всем очень интересно, как выглядит кубок. О, кто победил в мировом финале 2021 года? Ну, это какой-то странный вопрос, естественно, за The Division отвечаем. Ну, тут пока что, я так понимаю, это реклама какая-то идет. Что-то Майнкрафт тут какой-то. Я всегда играю в Майнкрафт. Никогда не видел что-то там, черных нигеров. Я верю. Что-то Breakout. Наш выбор. Что это такое? Всегда делай. Вегона, Take B. Чемпионы. Ага. Да, The Best of Us. Типа лучший анус. Ну-ка, все? Ну, господи, сколько это будет музыкальный перерыв длиться? Спасибо, переводчик, не за что, обращайтесь. Не, ну музыка подходит. На сцене рекорд самым быстрым за голду 3-0. Да, согласен. Z1, Z0 это одна организация. Да, это Z, просто есть тира 0 и тира 1 команда. Оно повторяется? Ну сколько начало будет? Вот уже начало. Правда, не понимаю. У них хера все еще музыка? Да, у них все еще музыкальная пауза. Сейчас, подождите, я тогда на 3 секунды иду. Ой, да.
Все, полетели снова здесь. Неужели закончилась музыкальная пауза? Ура! Мы вернулись назад. Последний день. Сегодня все решается. О, кто выиграет этот матч? Кстати, прикольно, что теперь так показывается нормально. Типа прям на экране. Ну вот, как видите, я проголосовал за тотемы. Челы голосуют за Z. Ну тут 60/40. Не знаю. Ну посмотреть на первую игру, Z1 очень слабо отыграли. Я ставлю все-таки на тотем. Мне кажется, тотем заберут. Да, сегодня самый интересный день намечается. Конечно, мне кажется, то, что самые интересные игры были Z Division Zero против сейчас Mac Gaming BR. Ну, посмотрим, смогут ли кто-то еще из команд составить им такую же конкуренцию. 3-2. Это единственный, кстати, счет 3-2. Посмотрите, только сам первая игра Z против сейчас Mac 3-1. И опять же Z против сейчас Mac 3-2, господи. Просто только сейчас Маки что-то сделали интересно. Все остальные просто отлетели под нолик. Клэш вообще под 0 отлетели, кстати, от стамина. Пять минут еще до начала? Бля, 5 минут. Жесть. Ребят, что нам 5 минут делать? And last but not least, Stripe Gaming NA versus SK Gaming. That is, at this point, one of the El Clásicos of the BSC. It certainly is, and by making it to the quarterfinals, these teams, they have claimed a whole lot of prize money as well. A $1 million prize pool here for the Brawl Stars World Finals, and $400,000 go to that first place team. That is going to be awarded when we crown our world champion. Халява, забираем. Ну опять же нам показывают призы, просто тянут время, ни хрена себе там путь радуги. Размотал пацанчиков. Ой. А вот почему, кстати, видите, они типа не поставили дальше, и 3 последних у них заблокированы, типа они потом будут ставить. А нам сразу сказали на всех ставить, то есть у нас нет варианта, у нас предикты сразу на всех нужно ставить. Ну это бред какой-то, мне кажется, опять недоработка от суперселлов. Отлично, чего-то атака захуячил. Халява. Этот Division 1 против ТТМ будут играть, говорят нам сейчас комментаторы, и говорят, что это будет очень интересный матч. Посмотрим, как все покажут Z1, потому что все-таки там из команды есть... В этой команде есть один игрок из прошлой команды, которая в прошлом году забрала мировой финал. Мы всегда думаем, как вы отреагируете на эту игру. Что-то там, короче, бла-бла-бла. И после этого они не могут, короче, даже карты нормально сделать, забейте. Бля, я думал, черт, туда заспавнится. We have a live audience here. We can see their reactions. We do want to see yours too from home. So excited to see how and what everyone thinks about the World Final so far. Мы всегда думаем, что мировые финалы типа будут очень жаркие. Понял, залагало. Et allez, c'est l'heure de notre premier match de la journée, le premier match éliminatoire, le premier quart de finale. On en a beaucoup aujourd'hui. Ну все, прошел заодно эту шнягу. Il est très important, ces deux grosses équipes, ils ont fait des bonnes entrées ce vendredi. C'est le moment de les accueillir. La première équipe, évidemment, fraîche d'un 3-1 vendredi. On était là, ils étaient prêts, ils sont là pour prendre le titre. Ils font partie des favoris de ce week-end. Ils nous viennent du Japon. Et si vous voulez les encourager, tout ce que vous avez à dire, c'est Zeta Gambare. Говорят, что это одни из фаворитов. Pour Zeta Division 1. Zeta Division 1! Полетели.
Shtetamo, Kenji, and Moya Goku, 2 world finalists on their team, 1 world champion from last year being Shtetamo. Kenji also making it to the world finals last year with Queen Nai. Moya Goku, this is his first world final as well, but they've set a high bar and a lot of expectations, taking 4 monthly finals in their regions as well. Just a star-studded team with a lot of expectations preceding them. Yes, and if you guys are thinking, well, you know, the World Finals, that was a year ago, well, they won MSI. That was in June. Они забрали мировой финал год назад. Well. They just have incredible results across the board. Last year, no one saw it coming, but now they came in as big favorites for this World Final. Говорят, то, что у них очень большие шансы забрать мировой финал в этом. Просто, ну, видимо, комментаторы забыли то, что все-таки Z1 и Z0 это немного разные команды. Ну, представляю сейчас команду Реплитатем. Говорят, прямо сейчас на сцену выходят сиамские близнецы Мару и Мару, которых никогда не разлучить вообще. Ой, Мару и Мару, Маури и Мару. Вот они, всем привет. Мару, Маури и Джокер. Говорят, что они также участвовали в финалах 2021 года. И посмотри, какой они результат смогут показать в этом году. Но я поставлю в этой игре на тотемов, я болею за тотемов. О, водичку водяры чисто поставили. Нормально 40-градусная, ну чтобы нервы не шалили. Давай, поставочку раскрываем. Оп, подняли ее, давай настраиваем. It is insane. It's never been done before in Brawl Stars. As of late, they haven't managed to continue the domination. It is sort of impossible to even make that happen. However, they might also be able to defeat the seemingly impossible of taking down Zeta Division 1. Не понимаю, что там говорят про доминацию, про невозможность чего-то, но я, честно, не совсем понимаю это. Ну, в принципе, нам это не важно. Мы ждем самого интересного, а именно драфта, мы ждем пиков, мы ждем мяса в игровом процессе. Говорят комментаторы то, что может ли быть такое, то, что одна и та же команда выиграет, забирают в 3 мировые финалы подряд. Сколько там задержка? Пару секунд. Поставь на самый минимальный задержку, которая вообще только может быть. Вот кто на компьютере смотрит, ставьте X2 скорость, и тогда задержка вообще минимальная будет. Like you said, this might as well be a grand final because of the caliber of both of these teams. It has been an extremely stacked upper bracket. Тут можешь посмотреть задержку. Насколько маленькая. Yeah, I mean, if you guys have been looking at social media in the last couple of weeks and saw some of the power rankings and tier lists from everyone up there, it was always Totem and Zeta Division 1 in that. О, так показывают нам карту вжух-вжух. За Тотем проголосовало 39%, зрителей за Z1 61%, соответственно. Началась игра, по банам у нас Джанет, Ворон, Макс от команды Z и Пока, Сту и Карл от Тотемов. Первый пик Бо, но пока еще не совсем ясно, куда он пойдет, потому что Бо как может идти на лайн, так и на мид. Пейни первый пик от команды Z1. Пчела. Достаточно интересная вариация. 2 дальника на вжух-вжух. На среднезакрытую карту по кустам. Интересно, что будет происходить в игре. Какой-нибудь будет расход. Что-то мне подсказывает то, что
Карл забанили. Да, правильно сделали. Поняли, то, что против Карла не вывести. Да, как я и говорил. Ой-ой-ой, Бастер. Слушайте, ну у тотемов сейчас пик просто очень жестко выглядит. Джин идет мид. Как и сказал, бой идет, скорее всего. Ну, не скорее всего, на закрытый лайн. Бастер идет на открытый лайн. Но там есть проблема, там есть пчела. Бастеру нужно очень хорошо мансить. В кустах будет не попадаться под выстрелы. Цепочка, видимо, рука залагала немного. Не смог ее опустить. Калет. Калет против Бастера была взята. В принципе, пик продуманный, да. Ну, слушайте, я даже не знаю, у кого пик смотрится получше. Ну, скорее всего, как мне кажется, Пенни пойдет на мид, а Калет пойдет на Бастера, а пчела пойдет на Бо. Я думаю, то, что будет такой расход. Это что, тактика Нави 2.0? Дабл лайн? Интересно, интересно. Прямо сейчас нам показывают, какие пассивки и гаджеты были взяты. Да, в принципе, как и сказал, у команды Z1 Пенни идет на миду. Вот. Ну, пока что, в принципе, оппозиционная игра, просто все стоят в своей позиции, простреливают друг друга. О, нифига себе, кстати, красиво выглядит. Что это было? Что это просто за монстр только что вышел, просто за один удар уничтожил просто этого Бастера. Просто Бастер был, Бастера нет. Жесть, конечно, урон от Калет. Забейте у Бастера просто. Я не знаю, это что такое было. Ой-ой-ой, хорошая стяжка от Маури произошла. Так, размена у Калет с Бастером произошла. Но сейчас Z1 лидирует, у них 8 гемов против 3 у тотемов. Пенни набил ульту, неприятно для тотема будет. Ой, плюс Калет грамотно чекает кусты, соблюдает мячи миллиметражи, еще и Джин саппортит. Опасно, опасно отыгровка. Бо продавил правый лайн. Снес мортиру. Ой-ой-ой, гаджеты от Джина пошли. Смотрите, как жестко тотемы выгнали их. Просто прессуют на базе Зету. Жесть, очень жесткая отыгровка. Ждем стяжку от Маури. Отлично, отлично, забрали Калет. Ой-ой-ой, как неприятно пчела попала до выстрела по Бастеру. Бастер забирает пчелу. 9-9, по гейму уже сравнялись. Босс справа лайн, смотрите, как жестко продавил мидера. Пенни сейчас не может, к сожалению, держать лайн, потому что лоу хп, хилиться нужно. И сейчас, да, сейчас выпадает гем на сторону команды тотемов, но они не могут забрать его, потому что Калет слева прошла, пришлось отходить. Но сейчас еще один гем будет снова выпадать в сторону тотемов. И ой-ой-ой, как неприятно сайд-темпа слил гем, очень-очень. Ой, сайд-темпа. Что несу? Мару слил гем. Это максимально было личное действие. Сейчас нужно тотемом забирать гем, да, Маури это спокойно делает. Ой-ой-ой, Маури, какая стяжка. Какая стяжка только что произошла, жесть. Просто Маури соло закирил игру. Просто офигенная стяжка произошла, только что подловил на ошибке. Все, это просто соло керри Маури. Все, это просто соло. Просто посмотрите на эту затяжку. Не, ну просто Гирс на дальность тут зарешал. Тут прям видно то, что именно Гирс на дальность был взят. То, что дальность очень сильно зарешала. Вот так вот Z1 в начале игры просто продавливала тотемов. И под конец Маури показал разницу, показал, кто здесь Джин. То батя этой игры. Ой-ой-ой, вышел Маури, зеточки дал. Ему остается еще 2 выстрела до ульты. Видимо, тотемы решили повторить тоже тактику Нави, дабл лайн пойти.
Maru's not going to be fooling anyone with that super, though. Does manage to push in, and Joker also closes in to get a little bit more damage. Gotcha popped. Maru, though, stays alive, but Reply Totem have gotten away with a lot of gems. Yeah, good work there from Totem. A beautiful super from Tempo, but it's only a 1-for-1 trade. Gem lead still. Ну смотрите, у тотемов уже 5 звезд. Ой, 5 звезд, что я несу, 5 гемов. Ой, опять просто очередная неимоверная стяжечка от Маури произошла. У тотемов уже 6 гемов, у Зета забирает только 3-й гем, перевес в 2 раза в сторону тотемов. Гейм упал в сторону тотемов, Зета его забирают. Не попал пчела по бастеру, не смогла его замедлить. Но все равно выбивает его. Вместе оперировались с Калет и выбили бастера. Ой-ой-ой, неприятно выбивать гема с бонусом. Главное, что гем остается на базе, что их не забрала Калет. Так что шанс еще есть, в принципе, по гемам более-менее равно, можно сказать, 8-6 прямо сейчас счет. Выпадает 9-й гем, нужно тотем срочно реабилитироваться. Если они хотят забирать эту игру. У Маури опять есть стяжка просто. Посмотрим, как он сотворит историю на этот раз. Ой-ой, неприятно. Как это пчела неприятно накидывает. Сейчас бы сразу выстрел от пчелы по Мару. Как только упадет щит, да. Что? Не смог долететь Калет. Опять очередная просто феерическая стяжка произошла. Чисто на контроль играют и решают не жадничать стяжками на мидера, тратить их на лайны. Ну, 9 гемов у тотема, в принципе, вот прямо сейчас они подбирают гем, сравнивают счет 10-10. Попадает гем в сторону ZT1, следующий гем будет выпаден на сторону тотемов. Калет забирает этот гем, просто феерический забор гема. Они, кстати, собирают гем. Они собирают 8 секунд, они спокойно собирают гем. Цепочки не умираются, пожалуйста, ж мировой финал, вы гем собираете. Блять, ну если бы караулили у... Они бы успели собрать, если бы не караулили ровно под гем, если бы они встали, то они бы успели собрать. Калет нужно было чуть пораньше затеять, но, в принципе, ошибка противника — это победа союзника. ZT1 забрала предыдущую игру, сравнивал счет 1-1 у них по гемам. Расход у них, в принципе, такой же, просто спокойненько. Вот Калет уже прошла в пустые. Команда ТТМ. Но решила дальше не прессовать. Поменялись эти лайнами. Джин теперь стал левый лайн, а Бо встал на миду. Ой-ой-ой, опять просто Калет выходит к бастеру, игнорируя его ульту, наносит ему урон. Правый лайн перебит командой Зета. Да, снова тотемом приходится нелегко. Забирает сайт темпа, точный выстрел Маури. 7 гемов уже у Зета. Не может Джин никак выйти в кусты, потому что мешается Пенни. Все, 8-1 в пользу Зета по гемам. Маури, смотрите, просто гениальные стяжечки от Маури происходят. Опять забирает, опять стягивает. Просто в моменте меняется ход игры. Снова все гемы у команды ТТМ. Господи, просто что происходит? Сейчас следующий гем попадает на сторону тотемов, они спокойненько его подбирают и просто уходят на базу, как ни в чем не бывало. Сейчас будет стяжечка от Джина. Да, не смог стянуть, но в любом случае, скорее всего, не смогут выбить Зету уже. Да, все, Зета не сможет выбить гемы. И это победа за тотемами. Первый режим гема забирает тотем. Очень хорошие стяжки, Джин соло и керри, Маури просто красавчик. Затащил эту игру. Ну, Зета не просчитала. Джин очень-очень метовый персонаж, очень сильно отыграл. Это же он учился у кулера. Не, он мирно учился. Просто сейчас показывают нам хайлайты, как Калет забрала бастера, как просто Маури стягивает 11 гемов. И сейчас должны, скорее всего, показать вторую стяжку от Маури.
Просто очень красивая отыгровка. Здесь он показывает, как убивает гема. И... Что сейчас будет? А, сейчас... О, да, показывает то, что просто, ну, не успели подобрать. Видите, если бы он, типа, не хватило ему дальности, если бы они сразу караулили у этой дырки, то гем бы выпал, они не успели бы сбить отчет. Тут они просто не просчитали. Там же нужно 8 секунд достаточно для того, чтобы гем подобрать. Семерка там уже, типа, не хватает. Вот если 8 секунд гем попадает, то они собирают это. Я не знаю, там же у них тренер стоит рядом, он же мог это ну, посмотреть. Понимаю, там, если команда еще была собрана на выбивание гемов, но тренер-то должен был им сказать. Не, ну Маурик вообще красавчик, просто затащил эти игры, соло керри сделал просто. Не, вот так вот Джин просто сосем, а потом просто в соляного делаем. Опять дергающаяся конвейерная лента от суперселлов. А знаешь, еще крупным кадром показывать, чтобы точно удостоверились, то, что она не проработанная. Так, прямо сейчас у нас Ring of Fire. Наконец-таки нормальные карты показывают, нормальные значки. Они как, знаете, там сначала показывают футбол, потом гема обратно. Ring of Fire, ход зона. Играет первый пик от команды ТТМ. Это Лу, очень сильный персонаж. Долго его стан лежит. И самое главное, что он широкий на весь проход здесь. Вот, в общем, персонаж очень метовый. Макс противопоставляют команда Зета. Мэг, да, тоже сильный персонаж. От Сей Темпа. Посмотрим, что ТТМ на это ответит. По банам у нас Гавс, Пенни, Пчела от команды Зета и Гриф, Отис, Бель от Репли ТТМ. Не знаю, что у нас будет по рикошету. Думаю, рикошета не будет, слишком такой персонаж. Ну, он должен на лане стоять. Мне кажется, что здесь все-таки лайн не будет стоять, если тут будет на мид рваться. Все-таки игра более агрессивная. Но Бастера пикают на открытой карте. Не знаю, как по мне, странный пик. И Гейла забирают, чтобы нельзя было законтрить Бастера одним браулером. I like what I'm seeing. They seem to really want to utilize that buster. Yeah, it definitely also looks like a max sort of counter comp, right? Let's try and Нет бана Карла. Ну, тут не думаю, что будет Карл, потому что тут все персонажи контрят Карла. Max is going to be going really fast once she gets that super up, and Meg is going to be difficult to face. Here's a Crow as well. That's going to be good for diminishing some of the health that Buster has to offer. It also can fire over his shield with the super, but I don't really know how much of a valuable strategy that's going to be. This one's a tough one to call. А что, кстати, Ворон, видите, как он, типа, он вправо смещен? Там у него синяя полоска такая. Вот это вот. Что это за рофл? Да, суперселлы. $1 миллион бюджета не могут нормально сделать. Ну, полетели. Смотрим за игрой. Ну, как по мне, тут Лу это уже full мета пик. Правда, вот насчет Бастера не совсем уверен. Но посмотрим, что будет. Ворон, кстати, взяли очень продуманно, потому что если Бастер будет пытаться прорашить, то просто Ворон завязает за медло и все. Ну, пока что мид за Зетой. Бастер просто выходит. Юзает свою ульту, отталкивает все выстрелы противников. Подкопили немного выстрелов, и все, как я и говорил, Ворон просто взял, всех замедлил. У Мэг уже есть ульта. Сейчас будет очень сложно, еще и Мэг в кусты зашла забейте. Это просто сейчас будет супер трайхард. Ой-ой-ой, не попал ни по кому ульту Мэг. Но все равно, знаете, сбоку так накидывать неприятно. Ой-ой-ой, господи, как же тотемов унижает прямо сейчас. Ну да, тут сразу видно, что у Зета был продуман пик с самого начала. Пик очень метовый, очень серьезный. Сразу видно, не пришли тут по приколу. Не пришли чаеху попить. Ой-ой-ой, ну тут сейчас будет замедлена Мэг. А, ну естественно, она умирает, у нее замедление сбрасывается полностью. Ну, это другой персонаж абсолютно. Суперсела гением. Так, ну, по процентам тут забейте. Тут просто по процентам забейте. Преимущество явное за Зеты. Но у ТТМа, конечно, на время
выходят на мид, но ворон накидывает с базы, это очень большая проблема. Как по мне, тут был абсолютно лишний пик бастера, все-таки персонаж рассчитан на более-менее закрытые карты или хотя бы на кусты по всей карте, но нет. Это, естественно, игра за Z, и тут пик абсолютно перевешивает в их сторону, в их пользу. Я думаю, что это счет 1-1 уже по режимам, и нужно будет смотреть следующее, что будет следующим. What a response from Zeta Division 1, and what a good draft as well. I'm not overly convinced by the buster so far here. Щитзоник всегда непонятно, почему у Лу гаджет на щит, а не на стан. О, посмотрите, новую тактику придумали ТТ, мы сразу зашли в вражеские кусты, посмотрим, оправдается ли она или нет. Ну, смотрите, два типочка просто стоят на миду. Мэг снова накопил ульту, в это время ворон просто чекает все кусты, не выпускает никого. Мэг пришла сейчас просто ультой, хоп, просто снесла бастера. На халяве снова вся команда ДТМ на респаун ушла. Забрали 1%, в принципе, на это нормально, собирайте чемоданы. Да, конечно, на гаджет, на стан от Лу был бы намного полезнее здесь. Ворон очень сильно напрягает просто. Не знаю, тут Ворон это какой-то монстр-персонаж, но очень хороший пик был последним Ворона. Ну, смотрите, временно, конечно, тотемы отбили мид у Зеты. Но, смотрите, опять резается Ворон, и опять он будет доставлять жесткие неудобства всей команды. Ну да, пока что, конечно, удается им отобрать мид. Ну вот, Мэг вышел со своим роботом. Также Ворон опять произвел свое замедление. И все. Снова мид приходит к команде Z. Ворон залетает. Неплохо, кстати, щит был от Лу, но, к сожалению, он им не помог. Все. Оп, хорошая ульта была от Мэг. Ой-ой-ой, как запродиктил Зета, просто улетел от ульты Гейла. Неплохо. Все. Зета забирает эту игру. Ну, тут по пику поражение, не знаю, Бастер, как по мне, тут был лишним абсолютно персонажем. Нужно было брать более такого решающего персонажа. Мне кажется, даже какой-нибудь Спайк бы тут и то лучше зашел. Ну, Спайк, я сам понимаю, что Спайк тут не очень. Кстати, смотрите, у них разные поставки. Типа у одного с дыркой по центру, а у другого полоски. Вон, у правого полоски, а у первого дырка по центру. А мне интересно, эти поставки Суперселлы сами привезли? Типа это поставки Суперселлов или поставки самих игроков? Less specifically on the battlefield, but more in the draft. I think this was an outdraft by Zeta 1. Yeah, I think there are some interesting ideas in what Totem. Ну, конечно, Зета просто унизили. Зета унизили. Тут все-таки не было Джина, да, который гема в один момент забирает. Просто надо кусты вражеским. Все равно не помогло. Ворон просто чекал спокойненько кусты. В это время два типочка забирали мид. Тут увидим DPS, видим количество киллов. Да, а Джокера просто на киллов поступило. 1-1 по режиму, как я и сказал, в принципе, по пику немного не удался. Сделал ТП с какого ума сложно. 42. Brawl Ball, it is their best mode. 74% win rate. Reply Totem, not really much to speak of on their Brawl Ball win rate. Yeah, no, it's a night and day difference, but we'll see. По банам у нас собака Пенни Бастер от Зеты и Гриф, Гейл и Вольт от команды Реплитотем. Первый пик от команды Реплитотем поступил Макс на мид. Не знаю, почему пчела. Не знаю, мне, кстати, интересно, будут ли тут пчелу пикать, потому что, на самом деле, пчела-то вот у нас мета, да, типа вот у нас у обычных игроков, а у них, как видите, пчелу достаточно редко берут. Кроу забирают. Интересно, будет ли тут Нита на лайне, потому что Нита на лайне очень дико им будет, плюс Гейл забанен. Интересно. Смотрите, опять, кстати, Кроу неровно стоит. Посмотрим, что он сейчас пикнут. Будет ли
Флэш, будет ли Нита, самые жесткие лайнеры здесь. Что нужно по поводу третьей карты? В халате? Нет, это не халат, это кофта, мне просто холодно в комнате. Отиса берут, да, в принципе, правильно, Отис достаточно сильный. Типа летчик, скорее всего, Ворон пойдет на мид, а Отис на лайн. Ну, скорее всего, Отис пойдет на левый лайн, потому что правда для него будет сложно, там чел сразу сбегает. Ну, ждем от Рэпли Тотема пик лайнов. Не знаю, будет ли все-таки Нита здесь, будет ли все-таки Эш. Но я думаю, хотя бы одного из этих двух бравлеров обязаны взять, потому что это мета. Пока. Дабл мид. Интересно, интересно, что показывают. Подождите, я же про ту карту, но не показывали ту карту, которую в этом в соло-лиге. Каким образом тут дабл мид? Ну, если только Бока на миду будет стоять, ну, либо они сейчас танка возьмут. Карл. Странно, странно. Не знаю, может, конечно, они что-то там заготовили, но не уверен. Наверное, может быть, там, знаете, что-то со скоростью Макса, плюс там залет от Карла, плюс хил Пока. Может быть, они на это рассчитывают, потому что, смотрите, урона-то у Зета не так много. Ну, в принципе, хоть из данных много, но, в принципе, Пока все это может отхилить спокойно. Пока плюс Балзят, чтобы контрить станы от Ворона. В принципе, это логично, но нелогично то, что это дабл мид. Емс, да, пик был полностью оправдан, потому что нужно взять бравлера, который будет носить много урона, и Емс тут как-никак очень хорошо подходит. Ну, посмотрим, как тотемы смогут реализовать свой пик. Посмотрим, как будет развиваться игра. У нас... Не знаю, почему, кстати, Йенс не стал заходить на мид. Ну, скорее всего, чтобы Карл не залетел. Потому что Ворон слабый лайн, но Ворон быстрее не сможет Карла убить от залета, при залете. Пытается левый лайн тотем пройти, но Ямс все это сразу законтролила. Также она сейчас Пока забирает, и все. 3 в 0 остаются. Все выходят с респауна. Ой, промазывает метка неприятно. Кстати, тем проходит, просто сейчас ульту по троим выдает. Просто выдает ульту по троим, залетает, все, халява, это гол. Это гол. Это гол от сайдтемпа. Это гол от сайдтемпа. Ой-ой-ой, ошибка неприятная была. Неприятная ошибка была, не смог мяч подобрать. Максимально приятно получилось. Так бы был гол. Опять ульту по троим выдают. Просто что делает Емс, я не понимаю. Хороший отхил получился. Но опять же, просто посмотрите. Господи, какая сыгралась от команды ТТМ, жесть. Просто красавчики. Хорошо сыграли, просто быстренько заметили момент, где-то можно забить. Без промедлений все правильно сделали. Это еще один гол, это еще один гол! Жесть, быстро просто Зети напихали. Красавчики неплохо отыгрывают. Просто на характере быстро видит моменты, где они проходят. Оп. Ну, просто спокойненько Карл, видите, никуда ему не нужно вылетать, просто спокойненько накидывает. Оп, ну это все, тотема просто обоссали. Ну тут вообще жесть, я не понимаю, как. Ну тут просто была ошибка от Зеты, вот в первых двух пиков тотему это усекли, типа, и сразу взяли пик на раш. Просто смотрите, 2 тапка осталось, стоит 200 хп, максимально неприятно, и не успевает Мару задефать, хотя он мог это прочитать и залететь на гаджете. Если бы он залетел на гаджете, скорее всего, Отис бы не пошел забивать гол. Скорее всего, он бы остановился и начал бы стрелять, засейвить ворота, но я думаю, что у них тактика продумана, и у них гаджеты
Так, ладно, тактика не продумана. Отмена по тактике. Хорошо, Джокер зафокусил. Помог, плохо. Неплохо перестроился. Так сказать, цель перевыбрал. Ну все, левый лайн сейчас за командой тотемов, правый лайн за командой Z просто обменялись лайнами. Пытаются вдвоем выбить правый лайн. Не совсем успешно. Неприятно то, что гаджет так завязался. Выкидывает мяч подальше, но это гол. Это гол от команды Z. Забирает, сравнивает счет 1-1 прямо сейчас у нас. Посмотрим, что будет в третьем раунде. Могут ли, точнее, решатся ли поменяться лайнами тотемы, либо оставить все так, как есть. Да, они решили разойтись абсолютно точно так же. Но при этом поменялась Z. Z поменялся лайнами, как видим, не совсем это для них хорошо вышло. Да, это гол от команды тотемов. Отлично, заносит им 18 секунд. Опять решили поменяться Z. Смотрите просто, как маг жестко продавил. Там показывают вебки. Corsair выдает. Карл. Господи, Карл что сделал? Карл залетел. Просто смотрите, как он жестко выдает урон. Ой-ой-ой-ой-ой. Неприятно, конечно, получилось то, что Карл так быстро умер. Блин, попал бы он киркой там еще раз, то это вообще халява была бы. Оп. Нет, законтрили Карлсу. Проходит сайт темпа. Конечно, сейчас есть некоторые проблемы у тотемов, потому что Ем все-таки нельзя под ее ульту подставляться, а она все копит ее, держит. Ждет подходящего момента. Забивается от темпа просто сквозь двоих, прокидывает в мяч. Просто идеальный момент подобрали. Опять же, отыгровка просто идеальная. Сыгранность у команды очень хорошая. Ворон запрыгивает на Карла. Карл быстренько улетает на Емса. У Емс больше нет гаджетов, но не повезло Карлу. Там яд Ворона все-таки дал свой результат. Не смог Карл снести Емс. Быстренько забирает Карла. И тут все. Тут уже понятно то, что Z забирают. Если бы немного дожали трайбы в начале, тотема. Если тотема дожали бы в начале бы, что в прошлой игре, что в этой, то было бы уже 2 гола и все. Да, конечно, в долгосрочной перспективе у Z пик получше, но в начале тотему очень жестко продавливают. Ну, очень-очень близкая игра. Вот это, да, там очень неприятно, то, что мяч не подобрал с первого раза. Вот здесь просто моментально выкидывает мяч, тут точно так же абсолютно. Тут можно было, кстати, и без гаджета. Зря просто гаджет потратил. Вот здесь он мог, про что я говорил, гаджетом Карл подлететь и засейвить ворота. Думаю, все-таки засветить ворота было бы лучше, чем вылетать на Емс, у которого был гаджет, который оттолкнул и просто убивает его. Не знаю, кстати, смысл был от этой ульты. Я думал, он ультой хотел выбросить, но немного просчитался и ульту завязал раньше, чем ему мяч в руки прилетел. Я думаю, скорее всего, так было. In reply, Totem, I think they actually put up a very good effort versus Zeta Division 1 on Zeta's strongest mode. However, the stats, they tell a bit of a different story. Shitampo with a whole lot of damage and kills, but Moya Goku also has been stealing the spotlight a little today. Когда вылезть полностью, мы не высовываетесь. Да, блин, я не знаю, зачем они вообще дабллайн пошли, зачем с кольтом вот это вот. Когда была бель, халявная, когда была пчела. Ну, показывают нам 4-ю игру. Будет проходить она у нас в сейфе. Пит-стоп. Первый пик достается команде Z. По банам у нас Спейни. Бан у нас Бель. Ой, Бель. Бонни. И Вольт от команды Z. И в бане также у нас Нита, Карл и Емс от команды Реплитатем. Первый пик у нас команды Z это собака, это Гавс, это Равс.
Ты с кем твинком залутал? Ну, только на один твинк залутал, на втором не лень. Макс. Пик от тотемов. Не знаю, достаточно странный пик в сейф. Макс, ну посмотрим, как он отыграет на нем. Также у нас Рика. Рика достаточно сильный лайнер. Ждем от Z спайка на лайн. Интересно, спайка. Обязательно должен спайка брать. Спайк имба. Без спайка это автолуз. Долго-долго думают и по итогу берут Отиса. Что-то мне напоминает данные пики. По-моему, такие же пики были у час маков, если я не ошибаюсь, именно на этой карте. Бас выбирает. Посмотрим, что тотему на это ответит. Не знаю, я бы, наверное... Ну, я бы взял, кстати, спайка, я думаю, тут максимально подходит. Можно будет закрываться, но я уверен, что спайк не будет, тут будет... может быть, не знаю, Эш какой-нибудь, но тоже маловероятно. Эш такой себе Барли. Obviously, we'll need to play incredibly careful around the walls because if the buzz gets anywhere close enough to hit a pool, that is going to be a free kill. Ну, Барли, кстати, хороший выбор, потому что ломать мешки Гаусса поменялись персонажами. Кстати, прикольно, что показывают смену персонажей. Смотрели пассивки гаджета. Зачем у собаки сквозь парад, не совсем понятно. Ну ладно. Ой-ой-ой, как обосрался. Ой-ой-ой, жесткий сейчас урон пройдет. Это ему прям жестко проносит. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, почти Мару получилось. Барли закидывай, все, он забирает. Нет, не забрал. Это ошибка 22 хп не забирать, это очень серьезная ошибка. Рикошет хорошо с лайн стоит, нужно подхилиться срочно ему. Ой-ой-ой, хорошая затяжка от Сайтемпа. Произошла вторая, Маури забирает. Да, Сайтемпа показывает разницу, показывает, что здесь батя. Накопил на ульту и идет на Джокера, идет на Рикошета. Но нет, он решил все-таки пойти лучше на сейф. Не успел Мару. Уйти из-под ульты. Не успел, к сожалению. Фокусит Отиса бедного. Все, отлично, забрали его. Умирает Рикошет. Макс только был себе ульту выдает. Снова присоска от дракона произошла. От база. Ой-ой-ой, киберспортивная ульта мы видим от Джокера. Смотрим за базом. Сейчас ждем от него затяжку. Сейчас затяжка будет. Ой-ой-ой, лучше бы мы этого не видели, Сайтемпа. Лучше бы мы этого не видели. Ой-ой-ой, смотрите, всех забрали. Прямо сейчас жесткий прессинг начинается. Барли будет сейчас бесконечно просто свой ульты накидывать. Плюс еще рикошет сбоку. Сайтемпа к нему присасывается. Ой-ой, зря ульту просто так потратил. По процентам плюс-минус равно. Плюс-минус равно по процентам. Барли нужно срочно помочь Рикошету, хотя нет, Сайтемпа решил просто по прямой пройти. Барли хилится, хорошие мансы, накидывает выстрелы. Но нет, не хватит. Не хватило немножечко. Еще бы один выстрел от Барлея. Я думаю, они хотя бы сравнялись. Подровнял на пальчнике. Ой, почесал, да, грудиночку почесать надо. Зачем это показывать?
or in Brawl, letting that just get out of their hands. Let's see now as they face a match point if they can make anything happen. Ой-ой-ой, снова бас присасывается, сейчас присосется, скорее всего, к сейфу и пойдет урон наносить, но нет, он решил все-таки лучше, что будет контрольный лайн, неправильно сделал. Ломает мид, сейчас будет присоска по Барлею. Ой-ой-ой, хороший фокус от Джокера. Сразу просто взял, ульту заюзал. Сейчас должен забрать собаку, 200 хп не пролетело, блин, ни один из выстрелов нормально от правой стенки не отрикошетил. Ой-ой-ой-ой, собака забрала быстренько Мару, быстренько наказала. Хорошая ультень по базу пришлась, но сайд-темпо переиграл. Сайд-темпо оказался лучше. Застанил, выходит, наносит урон. 3000 по сейфу нанес. Но смотрите, кто-то наносит урон. А, это Барли наносит урон по сейфу. И смотрите, Барли справляется со своей задачей. Он под рейджом наносит просто по 3000 урона с одного выстрела. Тотем остается всего лишь до дефаться, отлично, Джокер, хороший фокус. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, не получилось, к сожалению, тотемом забрать. Не получилось, и Зета проходит дальше. Зета выигрывает этот матч. Я, конечно, надеялся, что тотемы пройдут, но нет. Зета оказались лучше. Да, господи, Фантом, я это знаю, то, что они пытались угадать. По итогу обосрались. Чисто подливись. А что у них за уши такие дешевые? Не знаю, какой-то Китай какой-то. Ой-ой-ой, не, реально, это затяжка хорошая была, я сразу не увидел. Затяжка очень хорошая, просто прочитал даже по гаджету. Да господи, зачем мне это спамить? Мне это вообще не интересно. Yeah, really just a few blunders made that added up to be a whole lot for shit as well. So much value for him. That's what happens when you. Ну, мне кажется, Маури. Очень хорошие затяжки были от Джина. Берем Маури. It's mine now, says Zeta Division 1, and they take it, they run with it. 10 kills as well. It might not be the objective, but when you're continuously eliminating the Barley, the Rico, the main damage dealers of the squad, it's a huge dent in the potential output that Reply Totem had to offer. Джокер вообще на своем уровне не отыграл. Ну, не знаю. That was a phenomenal series, and I almost wish that we got to see the best of 7 between those two teams that we will have for the grand finals, because I feel like, you know, some different game modes, some different. Ну, я говорю, типа, дабллайн, легендарные пики, их никто никогда не забудет. I really wanted to see some more Reply Totem and Zeta Division 1 going head to head, but Zeta Division 1, they definitely have to be feeling pretty good here as well, and we got to decide an MVP. Of course, we asked you guys on event.monsters.com. Okay, it's shit down. Ну, сайд-темпо, мне кажется, просто дали, потому что он был в прошлом году, если за него проголосовали. Походу, Зета 1 опять топ-1 возьмут. О, господи, ничего, что Зета 0 еще есть. И Зета 1 опять топ-1 не возьмут, потому что в прошлом году были победителями Зета просто. А сейчас нет команды Зета, сейчас есть команда Зета 1 и Зета 0. Так что в любом случае Зета 1 не забирали еще мировой финал. Это новая команда на первый раз на этом турнире. По юридическим. Де юра таскает. Зета проходит за семифинал. Зета 1 оставляет тотему позади. Но тотему залутали 30 тысяч баксов. В принципе, неплохо на 4. Или на 5. We will later on also have Tribe Gaming EU versus Zeta Division 1's sister team, Zeta Division 0, and then Tribe Gaming NA versus SK Gaming. I'm gonna be honest, as you already said, all of those matches are fantastic. It's really hard to tell which one I'm the most excited to watch out of the three. I think this is just an incredible set of quarterfinals, and it just says how much promise and how much you guys can expect from our semifinals. Выиграет матч. Ну вот, у меня поставил я на стамину. Хоть я не видел, как они отыграли, потому что после этого я нашел баг и жестко пошел его спамить в Телеграме. Я не смотрел, как там дальше отыгрывали. Кстати, насчет Телеграма.
Телеграм, кто не хочет пропускать мои стримы, переходите. Я создал свой собственный Телеграм. Вот. Подписывайтесь, также там первым в СНГ я выложил баг. Я первый в СНГ выложил этот баг, понимаете, так нужно убрать. Вот, баг, и те, кому немного не хватало поинтов в первый день, они в первый же день получили тару. Благодаря моему багу, там я видел очень много людей, писало то, что помогло. Вот. Очень много людей меня благодарили за то, что я проинформировал их. Вот, так что если вы хотите быть в курсе всех последних новостей Brawl Stars, обязательно подписывайтесь. Чтобы СК разрывали трэп. Ну, посмотрим, что будет, но все-таки Sky Tribe это сегодня последняя игра в 1/4 будет. On the side of Team Queso, a lot of people had their doubts on them even, getting through the round of 16 this weekend. So, pretty different stories, but the expectations are different as well, as STMN should be coming here as a favorite. STMN, they're definitely a... Так, сейчас, секунду, у меня наушники лагают. Че, у меня музыка на паузу? Ой, это целая пауза. Перезагрузим на всякий случай, чтобы задержки не было. Все, полетели. Просто был бы вейп, сейчас тоже бы завейпился. Ой-ой-ой, чисто чисто на спорте вышли. Спартанцы. These guys are just some of the powerhouses of North America, and it seems like they always come back at the last moment to clutch things up. We saw it in the Snapdragon Pro Series. У чела лицо было такое, типа, чё? Чё? Кто это, блядь, такие? Did not fare so well for the two teams that were not able to go to the LAN, which led to STMN making it there. But when STMN was there, they completely owned the competition, taking Tribe for a ride in that grand final and taking it all in the end. Yeah, STMN is a team that has Ну, стамина чисто не торопится никуда. Водичку попили спокойненько. Слушайте, видимо, реально у каждого своя поставка, смотрите. Каждый на своей поставке играет. У чела вообще... Смотрите, что у него с чехлом. Он не мог хотя бы к мировым финалам подготовиться, просто ободранный весь пришел со своим чехлом. Просто с него лохмотья слезают уже. Ils sont européens, ils représentent l'Espagne. C'est les trois joueurs qui sont là pour faire voler leur drapeau le plus haut possible. Est-ce qu'ils vont être capables de gagner leur premier match de la journée? STMPO, Team Queso! Team Queso. Ali SSG, Boss и Джави. Прямо сейчас на сцену выходит. В гомгровом режиме Team Queso провели себя лучше всего. Ну, пускай геймы будут. Горячая зона. Ребята, выбираем себе горячую зону. Горячую зону выбираем. Ответ правильно вы видите на своих экранах. Ну там, кому поинтов еще не хватает, я, правда, не знаю, кому нужны эти поинты, если есть баг у меня в Телеграме. Он голубой конкурент, не забейте, вы прикалываетесь. They haven't really had any major achievements since then, and what most people rather know them for is the 0-7 they had in the Snapdragon Pro Series Season 2, where, well, they lost ангелбой вне конкуренции. Да, ангелбой побольше. На его фоне ММА кажется, вот, ну, чисто вот. Rearranged as well and brought on a new member. Boss, though, this is a big story for him because he almost went to Worlds last year, I believe, under Bunker ROG, and unfortunately was dropped from the team just a few months prior. Всех тренеров, кроме Нави. Не-не-не. Вчера вообще чел из этих команд, какой-то там Туконик или кто там. Там вообще чел со Соляна вышел. Я типа такой смотрю, типа он что, блядь, 1-3 играть будет, а там чел, короче, издал. But it's not the same Team Queso, not even really by not even really by, I guess, a third, right? They're missing 2 players, they bring on Boss. Maybe it's just growing pains. We have to see how they perform. It's good old-fashioned Brawl Stars to determine it. Yeah, this is a tough one to call, but
Ну, я проголосовал за стамину, так что будем болеть за нее. Не, вообще будем болеть за красивую игру. Типа, мы только зайти сюда пришли за красивой игрой. Still struggled a decent amount to put them into proper execution and actually find a winning game plan for them. Team Queso, they're facing a very confident team, one that is known to simply pop off at lands. And I think really my focus here for STMN, it's got to be OG. Usually he plays on, you know, not the greatest of Wi-Fi, pretty geographically distant as well, but at lands, you know, there's no delay, and you're right next to your opponents and right next to your teammates as well. I want everyone to kind of focus down on OG and see how this guy plays at LAN. I think he might be the strongest LAN player on the STMN roster. He had a great performance 2 days ago here as well. So I absolutely think you're right that there are, you know, a lot of eyes that are going to be on him just because of how well his form has been and one of the eldest. Блин, ну слушай, студия красиво сделана, но вот эта вот подсветка мне снизу нравится по контуру. Вот эти вот стадионы, на которых планшеты стоят, тоже прикольно сделаны. Вот интересно, а почему не сделать сидящие места? Типа, почему, например, чилы, когда в КС играют, то они не стоя играют? Это нормально все сидя сделано. Ну тут, конечно, матчи недолгие, но все же, мне кажется, сидя было поудобнее бы. Sometimes that can be a huge factor. Of course, you know, the matchup is always a big consideration, but simply being present at LAN, we saw from Reconic, it definitely comes into play. Are you experienced in this sort of venue? А, у них, смотрите, у них еще специальное место отведено, чтобы стоять. А, или это этому чулу? А, это этому чулу подставку сделали под ноги, потому что он низкий, чтобы ему удобно играть было. Понял. Или это у всех, я не понимаю. Чулу реально что-нибудь под ноги подставку сделали? Так, показывают нам карту, это кремовый торт, кремовый пирог. Чисто кремовый пай. Layer cake. По банам у нас бан от команды Стамина. Это Пока, Сквик и Макс. И Газ, Прок и Джин. Бан от команды CQ32G2SE. Первый пик от Бобби от команды Стамина это Тик. В принципе, пик очень хороший. Но не нужно забывать то, что все еще можно взять Спраута. И там уже можно будет посоревноваться, типа против Спраута, либо взять, например, Пайпер, который будет раскрывать Пенни. Пенни пик такой себе, потому что Тик будет просто сносить эту мортиру, и получается мортира будет просто юзлесс. Поэтому нужно 100% брать что-то, что будет контрить Тика. Бравлеров уже привел, это Спраут, это Пайпер, который сможет сломать. Также берут Отиса. Посмотрим, что возьмут на это, ответить на это Стамина. Я думаю, что будет какая-нибудь Пайпер. Пайпер 100% она здесь разматывает. Если Стамина возьмет Пайпер, то Team Quest уже ничего не остается, кроме как здесь Спраута. Но вот проблема, у Пайпера есть раскрытие. Если Пайпер раскроет лайн Спрауту, ему придется меняться. И тогда будет проблема. Уже при смене Джанет. Странно, почему не пикают Джанет, когда есть, например, на пике, например, пчела какая-нибудь, которая очень много урона носит. Причем, что у них персонажей, как видите, нет метателей, то есть тут можно вообще спокойно дальника брать, и все это халява будет. Причем, что у вас в команде-то есть метатели, которые будут, ну, если там вас подожмут, то он просто будет сквозь стены накидывать, и все это, то есть, получается, вас по итогу уже поджать не могут. Эш? А нам точно ту карту показали? Я сейчас не совсем понимаю, что это за пики. Не знаю, какие-то заготовки странные. Карл. Пики Нави, согласен. Карл, ну вот Карл, да, я забыл всем про Карл, то что он может залетать, но тут есть проблема, это Эш. Получается, не знаю, как-то даже Team Quest взяли пики, которые
которых поменять с браулерами. Ну, короче, зря не взяли Карла, как по мне, потому что чел-то будет сразу все читать. Ой-ой-ой, сразу забирает синюю команда TQ, но стамина не промах. И собирает Карла, который забрал синюю звезду. Забирают Джави. А, нет. Повезло то, что типочки вначале АФКшат. Ой-ой-ой, минус Пенни. Бобби хорошо вышел. Пока что игра идет в команду в пользу команды стамина. Ой-ой-ой, все, это зажали, это минус Джави, минус Отис. Оттолкнул, хороший стик, хорош. Да не, забейте, тут просто в одни ворота изнасилование не идет. Ну, тут на самом деле все очень опасно, потому что сколько там у Тика, 100 хп осталось, что у Эши там, ну, у Эши, в принципе, уже побольше осталось. Ну, короче, опасная интегровка проходит. Я думаю, что шанс есть поджать. Было накинуто мортира, но прямо сейчас, как я и говорил, Тиком будет сноситься она. Оп. Правильно сделал, что так накинул. И я не понял, если честно, почему Тик на месте встал. А, потому что его там метка, скорее всего, забирала уже. Да, Тик начинает сносить мортиру. Ой, неприятно мортира попала. А, мортира теперь тоже сама по себе ломается? Только сейчас это увидел. Ну, все, она не ломается сама по себе, а как она тогда сломалась? Или на со временем ломается. Короче, странно. Ну, смотрите, тем временем звезды-то уже сравниваются. Голова взрывает Карла. Ой-ой, Джави хорошо зашел. Но нет, к сожалению, TQ проиграли этот матч. Ждем следующий. Югар сломал. А, точнее, когда там гаджет уже стоял. Я тоже что-то не понял сначала, типа, что он сама ломается, а там, оказывается, гаджет был от Джанет. Ну, в этот раз синий звезда за командой TQ. Ему все, что остается, это просто аккуратненько отыгрывать. Но Алиса же считает, что аккуратная интегровка — это не его стиль. И идет умирать. Да, неприятно, конечно, получилось. Еще одна смерть от команды TQ. Эш забирает уже 2 килла. Сначала оказавшись самым сложным пиком, он оказался самым имбовым. Эш забирает уже 3-ю типочку. По итогу у него уже 5 звезд, включая синюю. Да, конечно, команда TQ есть очень серьезные проблемы. Но не будем забывать, то, что под конец они начали камбэкать звезды, и им не хватило немножечко абсолютно, чтобы собрать это минус Эш, Ой-ой-ой, ситуация, смотрите, это уже сравнялась, синяя звезда у команды TQ. Разница всего лишь 4 звезды. Это нужно сделать уже 2 килла команде TQ, что, в принципе, очень легко сделать, когда будет подходить время к концу, и когда будет просто происходить зажим. Отлично, поставила по немортиру. Ой-ой-ой, 12-13, посмотрите, какой близкий счет. Стоит мортира очень сильно, который будет напрягать сейчас команду стамина. Я не знаю, почему Тик, если честно, не фокусит мортиру. Но тут есть очень серьезная проблема. Оп, накинута голова. Тут у Карла есть ульта, он просто потихонечку наносит урон, мансует от всех выстрелов. Прямо сейчас уже будет залет происходить. И это, да, это игра за команду TQ. Красавчики, сравняли счет 1-1. Смотрим третий матч. Тренер говорит, что, блядь, давайте лучше отыгрывайте, также нормально, чтобы синюю забрали, чтобы хуй не отсосали. Карл в этот раз начал нормально залетать. Мне кажется, он вообще хотя бы залетел. В прошлый раз он забыл залет сделать. Поэтому его убили. Ой, хорошо по Эшу попал Карл.
Ну спокойно, Карл не агрессирует, не залетает на Тика, потому что понимает, что там может привести возмездие от Эша. Плюс у него синий, ему максимально нельзя умирать. Но смотрите, стамина начинает жать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Карл заметил ошибку, просто заметил момент, когда может залететь, и просто снял зажим с команды TQ. Команда TQ забрала всех игроков команды Стамина. Но вот тут Карл, кстати. Карл допустил ошибку. Вышел на Джанет, но смог отманцевать от мин. По итогу выживает. Ну тут сразу же сносится гаджет, это элементарно. Не прочитал немножечко. OG кто-то ставит гаджет. Ну, смотрите, перевес не такой же большой. Синяя плюс 3 звезды у команды TQ. При этом стамина поджимает TQ у базы. Стоит Мартина, сейчас она будет снесена. Тиком вот еще один выстрел. Но у Пенни, кстати, есть новая ульта. Поджимает Тика, но это опасно, потому что Джанет может сейчас накинуть справа по Пенни. Ой-ой-ой, Али ССЖ мансует, хорошо, не отдает звезды решающие. И Team Quest забирает баунти. Отлично, первую игру проиграли, поняли, как нужно играть, перестроились немножечко и забрали баунти. Счет в режиме 1-1. Тренерам объясняют, что давайте нормально, блядь, соберись, не улыбься, хуй ты улыбишься, блядь. Я серьезно говорю, играй нормально, хуесос, блядь. Что ты улыбишься? Нам показывают хайлайты с игры Баунти. Вот да, опять же говорю, у Эша там оставалось немного хитпоинтов. Что за кринж со стамина? Да нормально, нормально. Смотрим. Of time for Team Queso to adapt, adjust, and overcome. And right now, they are gonna be super happy. Yeah, look at that. Look at that. Наушники слетели. Didn't even keep the headset on. It started to fly off a little bit there, but I mean, pop off, right? Still. Let's look at the stats. I mean, it was a pop-off. Интересно, у кого-то был damage per second больше 300 в этом году? Не, ну самый маленький damage per second мы уже выяснили. В принципе, там не, ну, типа, чтобы переплюнуть, нужно просто бота врубить, АФК, типа, чисто встать. Вот, а самый большой у кого был? Сайт темпа, а сколько там было? И Константин 288. Ну, посмотрим, я думаю, в финале, там ближе к финалу уже, в семифинале, в полуфинале, там в финале самом, думаю, уже будут цифры посерьезнее. Хотя, по идее, игроки наоборот должны меньше поставляться, но посмотрим. У кого самый маленький был? Думаю, сейчас в чате где напишут, у кого был самый маленький. Кристальная аркада. Первый пик от команды TQ у нас Равс. Ваном у нас от команды Стамина. Это Отис, Ворон и Сту. А бан от команды TQ это Карл, Газ и Емс. Ну, Газ, блин, достаточно сильный персонаж, правильно, что они его банят. Газ очень сильный персонаж, потому что дает щит на 4000 здоровья, может себе накидывать, может другим. Плюс эти постоянные черты, которые взрывают. Так, Бобби берет Грифа и Бастера. Видимо, такую связку они взяли, чтобы Грифа не было у команды противника, чтобы не раскрыли два лайна и чтобы Бастер чувствовал себя хорошо на лайне. И посмотрим, какой у нас будет мид. Ну, тут я уже реально жду Макс 100% будет. Это прям, мне кажется, вообще миллиард. И думаю, что должна быть пчела, это обязаловка. Просто обязательно тут должна быть пчела на миду.
Может быть, скорее всего, еще Бо какого-нибудь возьмут. Но я, если честно, надеюсь, что пчела все-таки будет на лайне. Ой, на мидом. Эш на лайн, не знаю, как по мне. Ну, как по мне, если, конечно, Эш пойдет на Бастера, то Эш перебьет его, но если Гриф раскроет два лайна, будет проблематично Эшу стоять. Да, пчела, поздравьте меня, просто поздравьте, аналитик 3000. Пчелу забрал, красавчик. Но я думаю, скорее всего, Макс тут брать самоубийство против пчелы. Даже нужно брать, наверное, какого-нибудь Бо на дальности. Ну, думаю, Бо нужно брать. Хотя у них такой пик, чтобы если Макс будет выдавать скорость, будет достаточно импактно. Вот, его лайном. Ну, посмотрим, что они сейчас скажут. Да, забирает Бо. Просто я тренер, понимаете, сразу двух команд. Просто обращайтесь ко мне за трупиками. Ну, слушайте, я могу сказать, что пики равные, достойные. Но мне кажется все-таки, что раскрытие от Грифа будет немного поимпактнее. Но, я с ним забыл, пчела-то, пчела коп, пчела правильно, утекил, пчела очень жесткий боец. Мне кажется, что она будет выдавать очень много импакта. Ой-ой-ой, очень мало пчела попадает. Как мне кажется, это все же первое, да? Попадание от пчелы было. О, промахивается большим выстрелом. Отлично. Попадание. И давай, оформляй. Ну, обязан оформить. Давай. Ну, ты же не просто так долго держишь. Нет, промазал. Опять промазал. Ну вон, по Бо фокус. Ну фокус Бо простреливай. У тебя там ща, помоги ему с пушем. Ну куда стреляешь, помоги челу с пушем. Он себе на мид просто пропушил. Отлично, забирает. Нужно фокусить Бо. Отлично, за медло было накинуто. Стреляем в стену. Ну сейчас обязан был выходить. Плюс у тебя щит был. Тебе это не страшно было получить урон. Отлично. Пчеле выдан буст от Равса. Помогает лайну пчела. Отлично, было попадание. Никак по Бо не может попасть. Ну все, отлично, выбивает гемы. Прямо сейчас Джавис заберет гемы Бо. Также заберет, я думаю, 12 гем на миду. Потому что все-таки нужно забирать. Нужно забирать максимальное количество гемов. Давай, Джави, не подведи. Не, он решил не жадничать. Правильно, зачем ему лишние гемы? И эта игра за TQ. Отлично, хорошая отыгровка. Пчелу забрали, имба. Даже модеры, если на эту пути займут. Конечно, да. Ребята, если на займут топ-1, то я выдаю всем модератора. Блядь, сразу просто всему чату модератора выдаю. Если на топ-1 займут. Серьез лутнуть немного по-другому, как я вижу. Ой-ой-ой, просто босс в последний момент очень правильно. Очень правильно завязал гаджет. Это, конечно, угарно была мина от Грифа. Откинула. Неприятно. Да, конечно, по попаданию у пчелы небольшая отмена происходит. Если честно, не совсем понимаю, зачем вот этот Гриф раскрывает. Наоборот, он делает плюс для пчелы вражеской. Ну, хотя с такими попаданиями я бы еще поспорил. Все-таки лучше бы меня взяли на финала. Пчеле я бы показал разницу. Ну, да, вот сейчас. Ну ладно, там, блин, он закрылся гаджетом, неприятно получилось. Чекаем кусты. Нужно было дальше чекать кусты, не знаю, зачем туда, конечно, стрелял. Хотя бы один выстрел, пока он не вышел бы.
Ну ладно, цепочкам виднее, и они все-таки дошли до мировых финалов, не я. Опять у нас падает левый лайн, опять Эш умирает. Пчела пытается везде и сразу, но по итогу нигде у нее не выходит. Мансует тут ульты гриф, но решил все-таки одну захавать, все-таки как-то, ну, красиво будет полностью отмансить. Идет заряженный, идет хищник и, естественно, не попадает. Ой-ой, отлично, отлично. Наконец-то попал на замедлом хотя бы своим. Без замедломов-то атака накидал. Не может по OG попасть, не может просто идеальный манса. Хотя мне кажется, даже ты на месте станешь, что по тебе Джави не будет попадать. Ну, короче, урок на будущее, если пчела, то сразу давать ее боссу, либо там али SSD, то есть не Джави. Попадание отмены явное. Ой-ой-ой, хорошая вообще, очень хорошая сейчас была страта от Бобби. Взял, завязал отталкивание и на характере взял, пошел, забрал гемасик последний. Данную игру забирает на стамин на счет 1-1 в раундах. Да, отлично. 1-1, интересные игры. Сейчас будет решающая катка в гемах. Будет, кстати, интересно, знаете, если они на ничью выйдут. А чел пинами кинул! Чел пинами кинул! Я понял, чисто чел пинами закинул. Не, Джави хорошо. Он Джави фокус делает-то по Эшу. Не по Эшу, а поэтому по грифу. Ну, размен у нас по контролю на лайнах произошел. Странное решение. Я бы на месте Гавса сначала выдал бы все-таки метку пчеле. Но все-таки я думаю, Гавс такой подумал, что-то, блин, пчела он вообще отсосет. Лучше себе метку выдам, то импакта будет больше. Пчела решила подорваться на мини-грифом. Мне кажется, это у них флешмоб такой, подорвись на мини-грифы 30 раз. Или лох. Отлично, опять не попадание от Джави происходит. Хорошо, мансует отбой. Ой-ой-ой, чуть не забрал его. Опасны были выходы. Отлично, у пчелы есть буст. Начинает копить щит, можно и стрелять в этот момент. Ну, гем, в принципе, не обязательно, лучше его под джим делать, все правильно. Ой, не-не-не, очень жесткий сейчас зажим. Отлично попал ультует и минус Бо. Сейчас он же просто на правый лайн накидывает по КД. Даже не парится. Следующий гейм попадает на вражескую сторону. Его забирает Джави. Спокойно. И счет 10-5. Нужно убивать стамин, если они хотят забрать эту игру, но против пчелы это не так уж легко сделать, и я могу уже констатировать тот факт, да, Заберет пролетел по двоим, и TQ забирают данный раунд, счет становится 2-0 в пользу TQ. Стамина пока что 0 отлетает. They're doing what none of us expected, and a whole lot of you watching did not expect either. 2 set victories in a row already, leading into set number 3 with a massive advantage for the underdog. This is unbelievable because yes, all the odds are with stamina. Показывают хайлайты нам с данного мероприятия. Ты не раскладываешь модера. Ростислав, выдам модера всем, кто... ну, если Най выиграет, короче, дойдут до финала, то модера всему чату выдаю. Great lane play all around. I mean, I was seriously impressed by the mechanics on both teams. However, Team Queso, I think, really stole that sort of attention for me, especially when it came down to Colonel Ruffs getting those early wall breaks too. And we'll see how it comes to fruition with the stats. Ala SSJ, 314 damage per second. Гранами был настолько прекрасно, что мой друг начал сходить и упрыгнул в окно. Неплохо. Они уже 4 раза пины Нави кидали. Ну, может, они в поддержку. А то Нави так быстро отлетели, что типочки думают, что ну ладно, хотя бы пины их покидаем. Кстати, смотрите, сейчас чел застанется. Чел просто в стену ударится. А, ну тут не показали. Они решили больше не показывать этот позор.
314 у чела было? А ну-ка, перемотаю у кого. Реально у Али SSG? Жесть, из Гоун играл? А, он за собаку играл? Жесть, за собаку нанести 314 дэмэджа в секунду. Жесть, посмотрите просто на эту стату. Это жесть. 314 урона в секунду носить. Так, ну ладно, у нас следующая игра. Играем мы в нокауте. Бан от команды Стамина. У нас Нани, Джин и Бонни. TQ, Гриф, Ева и Газ. Опять Газа банит. Газ везде банит. Не любит его. Видно команды. В частности, TQ. Ну, по банам у нас... по пикам у нас пока что Брок от команды TQ, Пайпер. И я думаю, будет еще какой-нибудь дальник по типу... Нет, Макс. Макс взяли, Пайпер. Ну, Пайпер мета, просто один выстрел, один гаджет. So well just because of the insane movement speed that it brings to the table, not just for herself, but for the entire team. And something that stands out to me as well is that Piper gets pretty hard countered by Max, and I think that this is sort of, not like a double-edged sword type of deal, but it definitely is multifaceted. Not only is it going to be good versus Brock, but it's going to be great for... Так же тренировали сосуд. Да, видно, не надо. Так, следующий пик у нас Отис, в принципе, используется достаточно сильный персонаж, накидывает метку, который дамажит 1500 урона. И не может стрелять в этого ничего. Ну, вроде 1500 урона, как я знаю. We see that Fang is not banned out, and he's a pretty popular pick here in Knockout. Really anything aggressive, I mean, it's what we kind of expect to see from STMN. It's sort of what we have to expect of a last pick as well. But also notice that we haven't seen any thrower bans yet either. Так, что у нас будет по пику? Бель. Бель забирает. И ждем пика Стамины. Я бы на их месте взял бы... О, даже не знаю, наверное, пчелу какую-нибудь. Вариантов не особо много, все персонажи имеют большую дальность. И я бы взял пчелу. Мне кажется, тут не особо много вариантов. Тика, в принципе, да, Тика тоже можно было взять. Даже не знаю, у кого тут больше шансов. Ну, посмотрим, что будут, что покажут нам команда. Какая-то игровка будет. А, да? Ну, ребят, естественно, блядь, 2 бели, ёпта. Как он 2 бели? Ну, гениально. Нет, суперцела, блядь, красавчики, 2 бели. Ну, я просто поаплодирую, ребят, 2 бели пикаем. Да, начинаем игру, когда уже просто все раскрыто. Чисто посередине игры залетаем. Taken out of the picture by LASSJ. He wants this map to be wide open and wants to play duels. Zorn takes a bit of a beating early on, but... Ой-ой-ой, Бобби, блин, что по выстрелам? Нужно сначала один попадать, второй гаджет, а не первый гаджет. Ну, в принципе, Макс неплохо пытается продавить, против Брока отмансовать. Но это не очень успешно получается. Ой, давай! Отлично, забирает Джави. Пайпер вовремя подсуетился, гаджет успел нажать. Ой-ой-ой, передал дабл Максу, неприятный. Ой-ой-ой, Макс доигрался, Пайпер вообще в дым улетела. Господи, что происходит? Тик старается, но у него ничего не получается. Не, ну тут 100% поражения от Тика. Зачем, господи, он еще и гаджет юзает просто на 100 хп. Смысл от этого? Ты прикалываешься, братанчик? Если там не было шансов, ты просто гаджет просрал. Это точно мировой финал? Или я смотрю за соло-лигой 3-го ранга?
Пайпер 70. Ой-ой-ой, хорошо, Пайпер сделала, как завещал мини-кулер. Один выстрел, один гаджет. Отлично, фокус Отиса произошел. Пайпер улетел из-под ульты. Ой-ой-ой. Господи, что происходит? Почему чел не мог просто назад отойти от выстрела? Ну, отлично, сравнялись 1-1 пока что. В раунде. Пока что даже непонятно, что происходит. Попадает Пайпер, но гаджетов больше нету. Теперь придется полностью гаджетами, полностью своими выстрелами отыгрывать. Без наводок на этот раз. Не попадает Пайпер. У Макса все еще есть эти гаджеты. Думаю, сейчас будут он использовать, вылетать на Брока пытаться вплотную. Хотя нет. Хавает метку он. К сожалению, это смерть для Макса. Даже если он вылетит теперь, то Брок его просто вплотную затапает. Макс уже больше нет шансов. Ну да, как я говорил, Макс очень быстро снесут. И эта победа за командой ТК тут уже уверенная. Головешечка, конечно, полетела, но сразу фокус. Это все, один тик снова ничего не сможет сделать. Да. Это правда вытрененная. Ну что, ебан, что я никогда бы кольта не взял. С дабллайном. Какая расшифровка стамина? А, я не знаю. Вопрос хороший. Ой, жесткое раскрытие от Брока пошло. Ломаем бочку. Ну, смотрите, сейчас нужно просто аккуратненько Пайпера отыгрывать. Кажется, просто так вот не проебывать. Но Пайпер, видимо, эта идея кажется странной, и она просто хочет все гаджеты просрать. Ну, нормально пока что. Макс ульту набил, сейчас будет реализовывать Пайпер. Ну, решил все-таки, что полезнее будет выдать ульту только себе. Захавал 2 тычки от Бель. Поставил еще и Пайпер. Также хавать 3-ю тычку от Бель, скорее всего. Да, захавал 3-ю тычку от Бель. И снова остается OG один просто остается на поле боя, его снова давит. Как жалко. Видимо, стамина отлетает под нолик от TQ. Ой-ой-ой, что-то такое. Бобби реализуется. Реализует свою Пайпер. Добивает Тика. Ой, Отиса, что несу. Так, добили у нас Бель. Остается один Брок. Все, его забрали. У 3 есть ульты. Это очень важно. Макс вначале выдает ульту. Скорее всего. Да, отлично. И вместо того, чтобы бежать и рашить, под скоростью Пайпер решила просто пофокашить в кустах. Ну, максимальная реализация ульты Макса, считаю. Было попадание по Беле. Тик хорошо поджал Брока. Макс снова поставляется. Макс поставляется X2. У Тика есть головешечка. Так, что же будет делать? Макс просто хавает 2 тычки от Брока, тем самым поднакопив ему ульту. Ой-ой-ой, Бобби, красавчик. Забрал Отиса. Остаются 3 в 2. Ой-ой-ой, все. Ну все, стамина камбэк на последних моментах. Сейчас просто делают 3-2 на халяве, и все. Ну, посмотрим сейчас еще один раунд. Пока что счет в режиме 1-1. Посмотрим, смогут ли стамина. Ой-ой-ой, неприятное попадание по Пайпер.
much smaller of a choke point on that right side as well, and it's forcing Otis back quite effectively. Тихо, хорошо, Пайпер почти получилось. From that reflected shot from Boss. Still though, Zar having a lot of struggles in these long range matchups. Ой, снова гаджет Биль попадает по противнику. Хорошие мансы от Макса были бы, если бы не словил метку. Не схлопотал, теперь его очень быстро могут вынести. Максимально неприятная метка. Максу дает скорость. Ну смотрите, Отиса зажали, Тик просто не дает выйти через эту дрень. И нужно было дальше накидывать, чтобы он не вышел, потому что там был туман. Это минус Отис, отлично. Сейчас просто нужно накидывать по... Ой-ой-ой-ой-ой. Пайпер на 42 хп даблшот сделала, 2 точки попало. А что-то музыку подрубили. Рановато музыку подрубили немного. Ну, посмотрим, сможет ли TQ все-таки стабилизировать ситуацию и все-таки забирать эту игру. Или будет посос. У Брока уже нет гаджетов. У Макса есть гаджеты, у Пайпера есть гаджеты. И у Тика тоже есть гаджеты. Один Брок только потратил все 3 гаджета. Опять неудачные гаджеты от Пайпера. Макс снова захавал 2 выстрела. Ой, опасно. Зачем так рисковать? Ну, хорошо вышел, пропушил Брока. Господи, как же Бель попадает? Ой-ой-ой, хороший фокус от Пайпер. Забирает Отиса. Все, отлично. Стамина камбэк. Просто на самом опасной ситуации стамина камбэчит. И забирает нокаут. From the brink of defeat, no room for errors for STMN. They're still in it, but they have to win the next 2 sets in a row, and there is no room for error. With Team Queso looking revitalized. Блин, просто на самом Карполе забрали. В самой опасной ситуации урывает победу. Показывают хайлайты нам. Тут неплохое было добиться. Вот это вот, я не понимаю, гаджет от OG был. В принципе, ему и так некогда гаджеты тратить, но тратить их в никуда тоже, знаете, не вариант. To a 5th and final to decide who between those 2 teams make it to the semi-finals. In the meantime, Stamina need to be careful. Team Queso are not far away from the finish line. The pressure that has been relieved now is only temporary because a single game and it's a match point straight back into Team Queso's hands. Exactly. Ну тут очень хорошие, да, 2 попадания были от Пайпер. Интересно, они типа взяли с собой хотя бы там смены на пальчики, вдруг там, знаете, пальцы спотеют за 3 игры. Ну там же типа серьезное волнение, пальцы могут реально спотеть, и там взять, ну быстренько что сменить. Ну, типа, мне кажется, нужно продумать такие моменты на мировом чемпионате все-таки. Понятно, побили рекорд. Побили рекорд ММА, теперь он может не отчаиваться. Traditionally has been a bit of a disaster. In the BSC, they have a 25% safe zone win rate compared to STMN 62. It's nothing like out of the ordinary for STMN on the win rate of Heist. However, for Team Queso, it's a supreme outlier, right? Like you said, 25%, it doesn't look too great. However, Safe Zone, I think they have the right idea here. 8-bit, it's definitely a personal favorite of mine. It's definitely in a favorite 33 у Джави, ДПС и у Схара 55. Да, жесть. А на ком Джави, интересно, играл? Джави играл, сейчас посмотрим на ком.
totally instrumental, and it's a good thing that STM did not А, он на Утисе играл. Так, у нас сейф-зон. Ага, по банам у нас Брок, Бель, Бонни, Пайпер и Калет. Понятно, всех дальников сразу убрали. Ну, ники, в принципе, этому не нужно писать Грифу. Ну зачем мне Грифу? Ну, блин, просто чел без ника пришел поиграть. Чел просто без ника пришел поиграть. I think is an interesting direction. It's something we've seen in the past, but is not quite as popular at the moment, I would say, on Safe Zone. Yeah, not really that popular anymore, but we can't really knock it too much. It's still great for getting some long-range kills, but it really relies on having wide open area because that shot, it needs to move very far out and then close in again. О, добавили ник только что. And we've seen this before from Team K. Кольт по заветам ММА, по заветам Нави. Пик Кольта. Ну ладно, тут все-таки Кольт более оправдан, потому что здесь нужно лайн ломать. И Отис. Ну, пик более-менее, да, такой еще меняемый, правда. Не понимаю, что-то здесь делать Нани в сейфе, но посмотрим. Давно я не видел здесь. В принципе, сам-то перс по себе хороший, потому что на головешечке летишь, телепортируешься, наносишь по 3000 дамага с каждого выстрела. В принципе, неплохо. И посмотрим, что у нас будет от стамины Карл. Да, так. Ну и что у нас, в принципе, по пикам выходит? По пикам у нас выходит то, что у команды Team Quest все-таки дальность у персонажей побольше будет, но при этом Карл может залетать спокойненько. Гриф, естественно, был взят для того, чтобы ломать лайн. У Нани просто тупо и дальность высокая, и телепортироваться может, и все на свете. Посмотрим, что он здесь будет происходить. Прямо сейчас он показывает пассивки, гаджеты и гирсы. Кстати, почти у всех персонажей есть фиолетовые гирсы, эпические. Still being held back pretty effectively by Javi, who now migrates over to that left lane, and Boss is also taking a beating. Can't really dodge out the shots from OG. Оба лайна раскрыты. Ой-ой-ой, хорошее попадание от Нани. Так, у Карла пока что не очень дела складываются, он практически не дэмэджит Кольта. Ой-ой-ой, Нани телепортировалась хорошо. Ну, тут видно все-таки прессинг от стамины. Тут Нани очень много результатов сделала. Хорошая кирка от Карла, зафокусил Отиса. 50% снесли. Прошла всего лишь минута игры. Ой-ой-ой, господи, какие хорошие попадания от Нани происходят. Сразу зафокусил станцию, чтобы меньше урона сносило. Ой-ой-ой, накинули метку по грифу, неприятно. Ой-ой-ой, Карл 200 хп, решил все-таки не лететь, да, но у тебя до последнего. Нанес один выстрел, достаточно, нужно похилиться, лайн стоять все-таки приходится еще. Еще это не конечно. Ой-ой-ой, хорошая ульта от Кольта получил, практически полностью садил ее. Немного, правда, не хватило добрать, 500 хитпоинтов остался у Карла. Опять этот бит назойливый, просто по станции наносит урон. Карл вылетел на мид, чтобы нанести урон по сейфу, правда. По сейфу он ни одной тычки так и не попал. Сфокусил сначала Отиса, потом Кольта забрали, отлично. Карл все еще живет. Нет, все-таки Отис его приструнил, показал, кто здесь батя. По процентам у нас 35 на 61. Все-таки проценты идут в пользу команды Стамина. Да, тут Нани просто жесть какой. Мне кажется, у него там DPS будет точно больше 250. Очень-очень большой импакт от Нани выходит. Ну все, Карл пошел сносить сейф. Все, это победа за команду Стамина в данном раунде. Посмотрим, что будет дальше. That's all it takes for Stamina to bring things back to even. Things up
Неужели камбэк? Посмотрим, посмотрим. Ну, пока что стоят так более-менее на дальности, но я понимаю, биту очень сложно перебивать. Во-первых, у него дальность меньше, чем у Нани. Также скорость. И скоростью его обделили немного, сложно мансовать от выстрелов. Не получается на не забирать кольта. Ой, господи, как же Кольт хорошо отыгрывает. Как же Кольт хорошо. Сейчас, конечно, ошибка была, нужно все-таки было выдать выстрел с атаку в Нани, тогда бы он его забрал. И по Дэрейджону нанес еще минимум 3 выстрела, также бы отхилился. Ошибка небольшая от Кольта вышла. Полетел Нани. Вплотную выходит к биту, телепортируется, добивает его, но CQ остается 2 в 0. Кольт решил подхилиться спокойно. Он, естественно, нанес немного выстрелов по сейфу. Ну просто смотрите, Нани, он сначала по кольту дал выстрел, потом по Отису, по биту, по кольту. Просто Нани очень много импакта выдает в этой игре. Ой, господи, как же много урона проходит по сейфу стамина. Без снова по станции, со скоростью. Теперь-то биту будет нормально мансовать. Нужно срочно сносить станцию бита. Если цепочки также хотят, да, Нани это понимает, сразу же в фокусе станцию. Залетает Карл, забирает двоих. По процентам, я думаю, они сейчас более-менее сравняются. Будет где-то 60 на 50. Полетел снова Нани. Решил не телепортироваться. Просто выставил ульту, потому что там мог быть выстрел от кольта на префайре, и тогда бы Нани быстренько отлетел. Ой-ой-ой, просто красивые 2 килла от Нани. Выстрела 2 килла произошло только что. Очень хороший контроль выстрелов. Ну, Тики тут нужно очень сильно собраться, чтобы не пропустить лишние проценты. Но, к сожалению, для TQ стамина забирает этот режим. Забирают, все-таки продамажили. Красавчики реабилитируются. Да, кстати, там почти дошли, но нет, с перевесом 4% стамина забирает данный режим. И посмотрим, что у нас будет в последнем 5-м режиме. Камбэк из стамина, 2-2 счет. Стамина перестала кидать пины Нави, ушло проклятие таскать. Челы решили играть серьезно. Да, посмотрим, какая карта будет следующей. Показаны нам хайлайты. Отличный фокус на руки. Amazing stuff. Yeah, there's the reaction from OG as well. As T-Man definitely getting the crowd riled up in the background as well. Just fan favorites here. Whoa! И какой дэмэдж у нас у OG? 211. Ну, близко к 250. You outrange the 8-bit and he can't dodge your shots at a far range, so you can poke him, you get big, fast. Чё вообще не отдупляешь, что происходит? Ну, видно у них, что у них уже идет драфт, он так листает. А так листается только в драфте. Выбирать какой бравлер. Мне кажется, что уже пора показать, да, нам какой драфт происходит, какая карта. О, спасибо. И последний раунд у нас играется в хот-зоне. Да, пошел драфт. Так, по банам у нас Сту, Лу, Спраут от команды Стамина, и также баны от команды Team Quest. Это Гриф, Пенни и Ворон.
Посмотрим, что будет первым пиком. Мне кажется, тут 100% должна быть пчела первым пиком. Пчела самый сильный вообще здесь мидер, как по мне. Осис тоже неплохой пик. Но я уверен практически на 80%, что тут будет пчела на карте. Посмотрим, что решит пикать Team QS. Но у них тупо нету других вариантов. Пчела тут очень сильная. Их просто обязаны пикать. Бель. Решили взять Бель. На лайн посмотрим, что будет вторым пиком. I don't mind it. I think Bell is a very viable pick here. Not necessarily the flashiest, but one that can have some good value, whether you decide to go for some trick shots here and there, or will place down some nest eggs for a bit more of a defensive stance around that mid. 0 рублей. I think it's a safe brawler to bring in, and both teams are really trying hard not to get outdrafted. Yeah, well, to stop a double match point and of course. Бия! Отлично, ребят, ну все, просто тренер здесь. Тренер на базе. Ну забейте, это очень жесткая комбинация. Белли идет на лайн, пчела идет мид. Я даже не знаю, что просто 100 минут смогут ответить на это. Очень жесткая комбинация. Я не знаю, мне кажется, здесь какой-нибудь... Думаю, пока, чтобы убирать за медло от пчелы, которые будут пролетать по типочкам. Ну тоже, знаете, такой не совсем вариант Брок. Не знаю насчет Брока, потому что раскрытие все-таки такое себе будет. Кстати, Газ не в бане, да, можно Гаса взять. В чате увидел, Газ, в принципе, тоже очень сильный персонаж. Хорошо здесь подойдет. В пике, что одной команды, что другой. Посмотрим, что решат стамины взять. Бастера. Это поражение, скорее всего. Скорее всего, это поражение. И то, что метка от Бель плюс 3000, а под меткой 4,5 от пчелы, скорее всего, мне кажется, стамина не вывезет такой большой урон. Team QS осталось просто пикать Гаса и все. Раскрытие нужно гелом бы. Не знаю, посмотрим. Думаю, еще Пайпер сейчас возьмет, чтобы просто трипл дальник. Ну, думаю, какой-то ПМ. ПМ решили взять. Но все-таки хотя бы какого-нибудь такого бравлера, который будет жестко держать мид. Плюс хилка, плюс он не будет выстрелы высасывать. Посмотрим, что будет. Кстати, опять просто у стамина нет никнейма. Ну, сами боты, видимо, играют. Бот номер 2, бот номер 3 и Бобби. О, показали нам никнеймы, спасибо, ребята. Ну, смотри, как они смогут реализовать свой пик. Да, забейте, они раскрывают карту. Но смотрите-то, что происходит. Бобби с 3000 вниз. ПМ вместе с Отисом. Пчела проходит, ой-ой-ой, не смог закрыться. Ой-ой-ой, ПМ как хорошо отмацевала, но тут не соблюдала дистанцию. Слушайте, а стамина не держит. Пчела, мне кажется, должна идти мид, они неправильно разошлись. Тут не ПМ должна идти, а пчела. Ну да, слушайте, что-то даже не ожидал, что стамину будет так жестко держать. Мне кажется, дело в расходке, типа, это очень решает. Оп, подождите. Неужели это будет камбэк? Тут пчела выживет? Нет, все. Не смогли они удержать превосходство. Сейчас, мне кажется, не поменяется. Если пчела пойдет на мид, у них будет больше шансов, потому что пчела все-таки должна с мида накидывать лево-право, вперед, там лево-вправо, вперед, вот так вот чередовать выстрелы, и тогда будет намного больше шансов.
point of their own. One game is all it takes to lock in their spot in the semifinals. А, у Джави пчелу не забрали, забейте. Пчелы не поняли с гемов то, что ему не нужно пчелу давать. Но они не поменялись лайнами, это ошибка. Ну, кстати, тут ПМ очень сильно решает высасывание выстрелов, потому что у Бастера, хоть он и сильный персонаж, но по регену выстрелов, по кулдауну выстрелов у него отмена. Пчела вообще 0 попаданий, господи, мне прям плакать хочется. Я после этого считаю пчелу одним из самых слабых бравлеров, по крайней мере, в руках цепочка. Ой-ой-ой, хороший фокус произошел от Бель, даблкил от Бель, только что был произведен. Занимает контроль TQ, нужно переставлять хилку, как мне кажется. Да, отлично переставил хилку. Джави нужно... Ну реализуйте свою пчелу, блин, у тебя один из самых сильных персонажей. Отлично, попал сильный выстрел хотя бы. Уже заслуживает внимания. Ой-ой-ой, как отец хорошо сейчас законтролил пчелу. И... Остается Бель одна. Ну, правильно делать, в принципе, решила. Не знаю, что она решила, но как по мне, нужно все-таки подхилиться немножечко. Ой-ой-ой, ПМ выходит, просто хавает фул выстрелы. Ой-ой-ой, хороший фокус от Бель. ПМ хилится, Бель хилится. Отлично, метка накинута. Еще один выстрел, отлично, просто босс делает свое дело. Снова мид приходит к команде TQ. Опять просто при этом не читают они вообще Бастера. Бастер забрал, просто Бастер сделал трипл килл, если не ошибаюсь. Только что. По процентам стамина и TQ сравнялись. И нужно TQ срочно просто возвращать превосходство себе. Но остается 10%. Убивает Бель, убивает ПМ, убивают пчелу. И это победа команды Стамина. Просто и самая сложная ситуация в нокауте. Там, где их от поражения отделяла всего лишь одна смерть любого из игроков. Они вырывают эту победу просто из счета 2-0 делают счет 3-2. Просто я просто предсказатель, это сразу сказал, что так будет. Но Стамина красавчики. TQ тоже неплохо, в принципе, но нужно было собраться, получше все-таки отыграть, когда у вас был счет 2-0. Нужно было поднажать, поднадавить. Неплохо получилось. Красавчики камбэкнули. Да, вот это хайлайт. Чел по своему ульту кинул. Жесткий хайлайт. Ну, сам MVP этого матча. And by a large margin as well, because this was insane. Just never before seen stuff, and ой, случайно нажал. Ну ладно, пускай бой будет. Попросил Бобби за Кирилла. Жесть, там чел прыгает. Ну да, тут очень жесткий камбэк получился. Жесткое количество киллов от SSG. Ну, Бобби MVP. Show. We'll see if you guys agree. You guys go, Bobby. He still had a very good showing too. I mean, whether it was the Piper earlier on or the Buster towards the end, he was also absolutely fantastic today. It was a team effort. Zart absolutely has his moments too. Забейте, я на самом деле не понимаю, почему они после отыгровки Джави на пчеле в гемах они не забрали у него пчелу. Тут сразу было понятно, что чел не отыграет. Честно, не понимаю, почему они не предусмотрели это. Тут было элементарно. Well on the world stage versus such a stacked roster as well is absolutely impressive, and I hope to see what these guys accomplish in the next year. With that said, though, у них же там тренер есть, они должны были. Ты должен был сказать, что этому бомжу, блядь, почему не давать в руки вообще. Не нужно ему это. Перестали пинать кидать камбэками, да, согласен. It wasn't this time around. Stamina, maybe later on today we'll be able to make the dream happen.
I mean, we can only wait and see. We're only halfway through the quarterfinals. Rather, yes, we're halfway through the quarterfinals with two Тут они matches обсуждают out of the way and two stellar ones as well. что-то очень интересное, я уверен. So we didn't necessarily expect a really strong showing from both Zeta 1 and Reply Totem, as well as STMN. 3-2, ждем следующую команду. Следующие у нас будут сражаться. Следующие у нас будут сражаться Tribe Game PU и Zeta Zero. Ждем начала игры. О, Фрэнк и Арк. Pleasure to be joined with the game lead of Brawl Stars. Frank is here. Frank, it's an honor and a privilege to have you here. Thank you, man. Let's get stuck in. I've got to say, you know, it's been a phenomenal year for Brawl Esports, and maybe you can just describe for the viewers at home the atmosphere of the arena and how you've been enjoying the show so far. It's been absolutely amazing. I mean, the audience has been amazing and loud and cheerful. Yesterday was just perfect. Let's get stuck into predictions, because I know that you are a competitive man, and I know that you keep up with everything Brawl Esports. How have you been getting on over at event.brawlstars.com? Have you been getting them right? Have you got the Rage Quit Tara skin? And if it went wrong, where did you lose out on your predictions? I've got one wrong so far. Just the one? Yes, and that was yesterday, of course. And there was a 50-50 chance. Wow. Okay, let's talk about the year as a whole, as again, it has been the most competitive year for Brawl Esports. Which region has really shone for you, and has there been a particular player that has really stood out for you? Yeah, for me it was EMEA. Just having 7 monthly finals and 4 different teams winning, it's absolutely insane. For me, the team so far, even though they lost today, was Totem. This redemption arc of having a bad start of the year and then showing up here, you know, it's Затысила awesome. Трэп Могила. And along those lines, Ну посмотрим, как они отыграют. definitely Joker is the new rookie of the year. But for example, in the last Фрэнк дает очень интересные final in комментарии. EMEA, we had Dogstar Logs, Шилы поднимает флаг almost Испании. qualifying, which I think is absolutely insane. I, for one, fully agree. Just before we wrap up, recently we've seen a little bit of the Brawl Stars roadmap going into next year, but is there anything that I can squeeze out of you before we finalize things? Any sneak peeks for those watching at home? I personally have no sneak peeks for you, but if you're viewing this, you should stay tuned until the end. Well, that is Говорит, что у него нет никаких снэкпиков для нас. Well, 2 quarterfinals down, 2 more still to come. Комментируем вместо Фрэнка. Ну, тут фигня какая-то. We will be right back after a quick break. Ждем команда. Ой-ой-ой. Ребят, жесткий музончик подоспел. Я вам отвечаю, там именно такой музон. Все именно так. Честно-честно. Кстати, знаете что? Тут, мне кажется, можно какие-то пасхалки найти. К обновлению. А типа что, в футбол играешь и такой потом колючки спускаешь, и все нормально. И никого рядом с тобой нету. Опа. Так, полетели. 2 минуты осталось до того, как выступит у нас новая команда.
Ты говоришь, этот матч, ну? Что? За трайбл голосуют больше? Ну, на самом деле, на полном серьезе я говорю, то, что Зета очень сильно обосралась. Показал себя очень слабо против Часмаков Гейминг. И в это время Часмак Гейминг показал себя очень сильно, потому что выступая против самой сильной команды мира. Они показали очень хороший результат. И очень были близки к победе над Зетой. На финале, пацаны, естественно, Нави в финале. Естественно, ну, Нави в финале 100%. Давайте уберем. Ставки. Ставки у нас были. Различались только в первом матче. Матче Z1 против ТДМов. Все голосуют, что? Все голосуют за трайбов? Это что такое? Никто за Зету не голосует? Что за рофл? Это как так? Райан Трэш Панда? Типа Райан Мусорная Панда? Неплохо. Perhaps that new was it the penny skin? Yeah, be named after him there. Love to see that. Everyone getting extremely excited. Everyone taking their seats for this next match to come. And I think we should start talking about Tribe EU a little bit there because ну ждем представления игроков. The series yesterday against Zest looked fairly good, but in every set they dropped around to this Zest team who were plucky, who were just refusing. Говорят что-то про Zest. Tom for me a standout on this Tribe EU team. He had all the carries in the pocket yesterday, didn't he? He really excelled, and you know this is where I feel like Tribe would sometimes have faltered actually, but they were able to pick themselves up, remind themselves that they had the advantage more. Видно движение уже игроков, там готовятся. Стали уже видел только что. Он выглядывает кто-то из сцены. Видно руку. Ну, ребят, хватит тянуть, полетели. Ну, блин, у Трайбов очень красивый этот значок, типа бело-красным, красному любимый цвет, и думаю, его прикуплю. Особенно, если они сейчас выиграют, я вот... ну, там за деньги покупается, у меня проблемы с картой. Ну, значит, не прямо на стриме куплю. Ça, c'est ce qu'on aime. Et comme on s'est jeté au milieu des fans de Tribe, on va la faire en anglais, les gars. We're gonna switch to English real quick because we're doing every language out there. 2 matches were out there. Everyone's super happy. And I mean, you know when I'm here, right? You guys know where I'm here, right? You know it. Tribe for the win! Tribe Gaming EU! Чел уже чисто задолбался ждать, пока он объявит, и сам что такой, да ладно, ребята, я сам объявляю. Трайбы чисто на понтах вышли. Вышли побеждать, сразу видно. Чисто вышли разматывать, головы шишки сносить, под ноль, вырубать. Кто из участников Tribe Gaming EU выиграл мировой финал раньше? А, нет, Йоши, по-моему, блин. Я проебался. А, нет, еще там. Сколько еще матчей сегодня будут? Еще 2 четвертьфинала, 2 полуфинала матча и 1 финал. То есть 5 матчей еще. Ну да, видно, что у каждого поставка своя. Но при этом почему-то не все одинаковые. Тенсай от Чапи, это курва. Ну что транслировать, естественно. Zeta Zero. Ну, чисто BTS на минималках.
Мне кажется, нереально фанаты BTS. Chasma Gaming put them to the test, but Zeta prevailed, and no doubt have plenty more left saved in the tank. This team had to sit on the sidelines at the mid-season invitational as their sister team went on to represent their region and ultimately win the tournament. And Zeta Division Zero were barely just behind that one team, right? They had 3 monthly finals of their own. These 2 teams split the region. You know, I'm sure you love to see your teammates go and succeed, but I'm sure a big part of them wanted to be on a stage like this. Происходит настройка всего оборудования. Making the most of it. It was an extremely close game against Chasma Gaming BR. They got put to the absolute test and they almost got put to the sword. Today, they're going to hope to be a little bit more stable as they look to secure a semi-final berth. Exactly. Many teams have told me that they feel like Zeta Division Zero has been the stronger of the teams between the Zetas this year. But yesterday we saw a couple of cracks, and that is something that I'm sure Tribe Gaming EU, looking from the sidelines, are looking to exploit. Ultimately, for me, it's still Zeta. They've still dominated. Говорят, или китайцы, японцы? Они японцы, по-моему. Они из Японии. Ну, слушайте, за Трайбл проголосовало 59%, а за 59%, а за Зету проголосовало 41%. Я думал, то, что все будут голосовать за Зету, но нет. And look on that stage. One of the biggest notable differences for me is that there is not a 4th person standing behind. Ждем начала матча, ждем начала. Хотя бы пока нам, чтобы карту показали. They come from the players themselves, very self-sufficient. I wonder if that makes any difference here. Maybe the extra help, maybe another pair of eyes can go a long way. Tribe Gaming, you are going to hope that's the case. Yeah, I mean, for Zeta Division Zero, sometimes it does help to just be there left on your own devices, you know, able to have a bit more, you know, team speak and have things. Надеюсь, в этот раз все свои планшеты зарядили, чтобы планшет не разрядился. Ну, кстати, так и не понял, там человек говорил 5% или 95%, что типа не загружается. Ну, конечно, странно, Supercell, блин, не могут настроить свои проблемы справить в игре. Проводят турниры на $1 миллион и не могут при этом нормально сервера сделать. But these are exhausting games. These 5-set series really take it out of you. So this team's going to have to hope that they've had a chance to rest and recoup because the guys that played their first Правда, правильно знаки на выглядит. Да, мне тоже нравится. Мне вообще офигенный значок. For these guys, for the Zeta Division Zero team, they come in now and say, right, well, we've had the one night. That's all the time we're going to have. And they're going to have to make it count out here on the stage. And Tribe Gaming EU is one of the most frightening teams in the entire world, let alone on this side of the bracket. We've just seen an incredible matchup. We thoroughly expect this one to be just as close, Arc. We're about to jump right into game. It's going to be Canal Grande. It's time for Bounty. 52. Все-таки большее значение сместились в пользу Зета, но все равно преимуществом обладает команда Трайбов. 52-48. Не ожидала такого близкого голосования. Первая карта у нас в сегодняшнем матче Трайбов из Зеты — это Баунти, это Гранд Канал. По банам у нас Ева, чтобы они ходили по воде, в принципе, логично. Бастер и Пенни. И бан от команды Z — это Пенни, Тик и Спраут. Первый пик у нас от Ачапи — это Карл. Пик от команды Трайбов Джин и Отис. Не задумываясь, взяли Отиса вторым персонажем. Ну и правильно, в принципе, Отис очень сильный персонаж. Карл был взят, конечно, скорее всего, для того, чтобы быстренько забирать синие звезды. Ну, это одна из причин. And we are starting to see a couple of these genes pick up that gear, get a little bit of extra length on that magic hand. People underestimate, I guess, how much, like what it was, a quarter, a third of a tile can mean, but it can mean all the difference in those situations where it is win or die. Джанет от Зеты.
Посмотрим, какой последний пик будет у Зета. Думаю, что такого противопоставить можно Трайбом. Но все равно за Трайбом последний пик, и нужно еще, знаете, так не поставиться под какую-то контру, которую могут взять Трайба. Поэтому Зета очень сильно обдумывает свои пики. Все грамотно делают. И Равс был выбран. Не знаю, мне кажется, можно взять Брока какого-нибудь. Нет, решили взять Квика. Решили то, что раскрытие не нужно. Ну, я даже, знаете, не знаю, у кого пик будет посерьезнее. Вообще даже без понятия, пики максимально равные. Ну, посмотрим, как игроки смогут реализовать своих браулеров на карте. Ну вот, отлично. Синюю звезду забрал Карл, что, в принципе, он должен делать. Сразу левый лайн был занят Зетой. Все, Зета заняла 2 лайна. Право, конечно, не так уверенно. Но левый уже твердо стоит за Джанет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Плохая, конечно, ульта от Тотиса была. Какой манс только что был, но в любом случае он умирает тут станции Джанет. Ой, хороший обдристал Тенсай. Забрали Тома. Ну, также не будем забывать, как Том в прошлом году керил на Сквике. Просто все колючки у него попадали, и все разлеты, все замедления были постоянно накидывались по кому-то, поэтому будем списывать со счетов Трайбов. Замедление хорошее получилось. Собака отмассовала, отлично. Ну, скорее всего, мне кажется, что собаку заберут в этой ситуации. Хотя нет, мешки все-таки спасают. Ой, какая плохая затяжка от Дрейджа получилась. Забирают Джина. Счет 10-15 в пользу Зеты. Также у Зеты имеется синяя звезда. Нужно обязательно забирать Карла и еще кого-то. У Тенсай сейчас будет приземляться. Обязательно нужно забирать. Забирать Тенсая нужно. Отлично. Затяжка Дрейджа должна быть. Там типочек умер. Неприятно получилось. Но в любом случае, да, там у Тома было 2 звезды, и в любом случае нужно было забирать обязательно синюю звезду. Снова Карл забирает синюю. Теперь Трайбы решили оба продавить втроем один лайн. Не вроде как у них это более-менее получается. Отис забрал Карла, но Джанет разменялась и забрала Отиса. Джанет не отступает, видите, то есть даже лоу хп, но она аккуратно мансуя, не отдает свой лайн на команде противников. И по итогу прямо сейчас за командой Зета чистится 2 лайна. Пока что просто стоят каждый на своей позиции. Ну, в принципе, за этим некуда спешить. У него 8 звезд, включая синюю. А у Трайбс всего лишь 2, им нужно срочно камбэкать. Плохой, конечно, гаджет. Тут Лина не получится, Тотиса. Все. Перевес уже составляет 10 звезд, включая синюю. В сторону Зеты. Да, чувствуется, конечно, давление от Зеты. Трэп вообще очень мало импакта вносит. И даже мета на Сквике, на Томе, не может ничего противопоставить.
Ну да, начало, конечно, не очень хорошее. Z серьезно законтрили по пикам, и тут уже уверенная победа команды Z. Посмотрим, что будет в следующих режимах. Вот. И надеемся на интересные игры. Ну, тут остается 15 секунд. Пресс уже составляет 18 звезд. Уже 20 звезд. Да. 7 звезд Тенсая. Ну, нифига себе, кстати, как Тенсай в стену уперся. В прошлый раз, кстати, Z были синими. А сейчас маки были красными. Ну, смотрите, какой красивый манс был от Линайна. У него только станция забрала. Неприятно получилось. Ну да, здесь не было шансов, тут нужно было Карла убивать. Вот, потому что у него была синяя. are thriving off the back of. I mean, look at these stats. I mean, we mentioned about Tom yesterday just being such a crucial component in the Tribe Gaming EU organism, but at this moment, Tensai сделал 10 киллов, неплохо. 10 takedowns for Tensai, 5 for Chappy, 5 for Kuru. That is very strong stuff. Tom, as a player, pretty reserved, right? Fairly collected. Don't normally see him just sort of overreact or sort of maybe get too excited here. So in this sort of, I don't know, a low energy state, he needs to find a way to surpass his limits, or at least what we saw in that round so far. Gold Arm Gulch is up next. Knockout. Следующая игра у нас будет происходить в режиме нокаут. Карта прямо сейчас перед вашими экранами. Перед вашими экранами тупо, конечно, выражение. Ну ладно, сойдет. Ну да, хватит уже показывать карту, мы поняли с первого прохода на дроне сверху. Чуть запустили, квадрокоптер снимает. По банам у нас Фэнк, Гром Спраут, также Тик, Брок и Бонни. То есть забанили сразу всех метателей. От Трэба поступил первый пик, это Ева. За это отвечает Джанет. We saw this from SK Gaming, right? They had Semantic, I think, sort of towards the top of the map on that Eve while they used Nani on that diagonal. So that is available here, of course. Still Nani not picked up quite yet. Джин берут Зета. Посмотрим, что ответит Трайба, но я бы на их месте брал бы Пайпер. Пайпер, Пчела, что-нибудь такое. Я думаю, Пайпер 100% либо Бель будет. Проверяем. Пайпер либо Бель тут должна быть, но ему нужен дальники 100%. There's a snowball element to this as well, because if Zeta Division do win that first round comfortably, Tensai maybe doesn't have to use super. Какой-то скучный комментатор. Ничего интересного в игре не происходит. Там просто в одну калитку заносят Трайбом. Да, кстати, совсем забыл про Гаса. Гас тоже очень неметовый персонаж. Может причинять очень много неприятностей. Но я думаю, что будет еще один дальник. Нет, я решил взять мидера. Ой, мидера, блин. Танка. Бастера. Ну, посмотрим, как они смогут его реализовать против пика преимущественного, состоящего из дальников. То есть, что Джанет, что Джин — это персонажи, имеющие большую дальность. Ну, наверное, они рассчитывают на то, что когда будет
дым, когда будет поджиматься, что Бастер будет наносить много импакта. Но за эти достаточно просто не допустить закрытия карты, либо просто размотать Бастера в самую первую очередь, то есть втроем зафокусить и все. И последний пик от Зеты был Отис. Показывают там пассивки и гаджеты. У Отиса, кстати, глаз, у Джина тоже. То есть они все будут видеть, где находятся противники. Не-не-не, забейте. Просто Зета в одну калитку уносит трайбу. Я вообще не понимаю, почему так много на трайбов поставили. Ну, Зета хорошо, Зета сыгранность. В одну калитку опять же уносит. Бредди Клэд. Tom gets his hatchlings, they're going to head straight in 10-size direction. Eat a couple shots, but really doing very little to furrow the brow of this Zeta Division 0 roster. Ну, Том пытается накидывать справа. Точка не пропускать. Газ стоит мид. Бастер просто бегает по кустам. Ну вот они опять же просто играют на закрытие карты, на сужение. А что за кринж? Почему у него морская звезда так далеко летает от него? But what is going to be the response? I like a fast splatter on the ground, though it means that Tribe can't advance any further here. They use montage, but for what? How do they capitalize on the extra control they got on the map? They shield Lina, they want to send him forward. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо Линань сделал. Ой-ой-ой, что это? Это камбэк от трайбов? Линайн очень хорошо сейчас сделал. Я не понял совсем эту стяжку от Джина. Лучше бы он оставил на следующую игру. Получился какой-то бред. Ну хорошо сыграли, получается, сначала просто вышел под ультой, поражал, после этого Газ дал Бастеру ульту, то есть 4000 дополнительного хп, и все, просто продавил 10 000 хп, это не дефается на 11 даже. Tensai though, of course, has crescendo again. Kuru flashing that super again and again. A constantly looming threat, but last round it didn't get the value Zeta were looking for. Tom has got the egg as well. The hatchlings could be coming into play. Ой, хорошо, хорошо. Tensai to the front of it. Low on HP, but the magic puff's coming in now. Lanam with a shield. Ой, Отис хорошо прошел, накинул меточку, и все, трайбы посыпались. Красавчик, просто Отис вовремя подсуетился. Забирает эту игру. Да, конечно, долгие игры, все команды играют аккуратно, не торопятся никуда. Просто там Джин с Газом потихоньку набивает ульта, ничего не делает. Get a shield on Lina, take space with that montage, get value out of the rest of your brawler's longer range damage. Okay, immediately drop the base gets removed. Zeta really hoping to try and put the squeeze on Tribe early into the round. That still might be the case. Utility belt going to be used by Lina, but he has to back away at Charpy. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Тенсай успел отрегениться выстрел. Быстрее, чем у Лола, у Евы. Что несу? Подряд бравлеров назвал. Отлично, Джин вышел, даблкилл. У Джина есть ульта, у Джина также есть ульта. Ой-ой, решили что-то изменить они. Ой-ой-ой, хорошая отыгровка от Линайна.
И, наверное, снова нужно поджимать. Ой, хорошо, хорошо. 100 хп, отлично, красавчики Трайба. 2 в 1 остались, он просто остался на стоять за стеночкой. И в случае чего просто накинуть на чайп, когда он выйдет. I feel like it should still be trying to take this one, but we've seen crazy things occur in knockout. Ну, тут пока что игра, естественно, будет на стороне Трайба, потому что даже если Ачапи набьет ульту, то в любом случае он сможет бить только одного, им не хватит выстрелов на двоих. И Лола выйдет на него, плотно затапает, либо даже Бастер может выйти. Да. 1-1 в режиме. Could determine a game for Tribe or a set for Zeta, and Tribe going down the right-hand side, but a bit of an early shield because they didn't quite anticipate that. Ой-ой-ой, какая отыгровка, просто полностью поменялись лайнами. And Zeta clocked it now. It's reversed roles, and that was a bit of an investment that just didn't quite pay off for Tribe. Tribe thought that they had to read on Zeta Division 0. Ой-ой-ой-ой, Куру пытался стянуть, но не получилось. Хотя была очень близкая стяжка, если бы стянул, было бы очень много импакта от нее. Там уже Трайвов могли бы вынести. Ой-ой-ой, это минус Джин. Нужно забирать Бастера. Отлично, отлично. 2 в 2 остались, шансы есть. Причем очень высокий. Нет, блин, зафокусили Трайбы. Зафокусили Линайна Трайба Отиса. Ой, ну все. Тут, естественно, Джанет ничего, однако, не сможет противопоставить. Да. Счет 1-1 у нас в нокауте. Посмотрим, что будет дальше. Even that use of Janet Super, of course, crescendo across the map, really not enough for Tensai. It all comes down to a final round here. Tom is really starting to get some really nice connections there. Getting that early start and just positioning moving forward. Ой-ой-ой-ой-ой, как же Джанетки приятно зафокусили просто. Выстрел от Гаса плюс взрыв привидений, и все, и Джанет нету. Остается 3 в 2. Definitely not expecting, I think, Lenar to be sending shots his way amongst those bushes. Underestimating the amount of damage that was bound to be coming his way. Поджимает Трайба. Это, конечно, пытаются показать, что у них все нормально, что они вообще не волнуются. Но внутри ты, конечно, не понимаешь, что у них ситуация крайне плохая. Ой-ой-ой, какая хорошая ульта, просто отразил все выстрелы. У Отиса обратно и забрал его. Тут просто Джину нужно поднабить ульту. Поднабить ульту ему нужно. Отлично, он с этим справляется и не дает ульту врагам. Умирает дыму. Полетели снова они обменялись лайнами, снова обменялись позициями полностью. Каждый пошел к своего противника. Of Lenar, who is encroaching rapidly across that top side of the map, and Tom's getting full value, of course, out of that extra Eve utility. There's a lot on the line here for Tribe. They'd love to even up the series now after a difficult first set. Both these teams unwilling to give an inch. Kuru now with the magic hand, just off the back of that shot there. Ой-ой-ой, господи, как неприятно танца опять забирают вторую игру подряд. Ну просто понятно, руина. Ну смотрите, сейчас, может быть, Кур сделает здесь затяжечку отличную. Ой-ой-ой, затянули. Ой-ой-ой, остается снова 2 в 2. Сейчас они подхилятся быстренько, и у них есть очень большой шанс, потому что остается Отис против Бастера. Отису достаточно просто набить свою ульту и все. И Бастер не сможет стрелять, они... Вот, ситуация, минус Линайн. Это минус Линайн. А, красава, Джин просто зафокусил. Красавчик, просто красава. Зафокусил цепочку, зафокусил Еву, понял, что по Бастеру не нужно выстрел давать, потому что он так умирает от метки Отиса. И 1-1 у нас в решающем раунде в нокауте. Зета поджимает.
Well, look at this on the top of Chappy, yeah, just starting to creep round fast splatter as well, looking everyone down. Ой-ой-ой, как неприятно опять. По Отису выдали выстрелов много. Точнее, отразил он много выстрелов. Ева опять ставит свое растение. Ой-ой-ой, смотрите, Джин идет давить, Джин. И эта стяжка отличная, отличная стяжка. Линайт пытался помочь своему тиммейту, но ему не получилось этому сделать. И Ева остается одна против 3 игроков команды Z, и, к сожалению, это поражение. К сожалению, это поражение трайбов. Z забирает эту игру. И счет 2-0 в пользу Z. Because time Uber is running out. There can be no denying that Tribe have absolutely improved over the course of this series, but they're going to have to improve to the point where a reverse sweep is a must. That is not something you want to have to deal with. SCMN are able to do it, sure, but it takes a lot out of you. Реально, смотрите, там подставки есть, они типа еще разного размера, чтобы пчелы вставали на них, типа, если ты низкого роста, чтобы ты на подставке стоял, чтобы ты дотягивался, и чтобы все одинакового роста были. Чтобы не было видно заметно, ну, чтобы не было заметно такая разница в росте. Я, если честно, не понимаю, почему так много проголосовали за трайбов. Если тут очевидно превосходство... Очевидно превосходство Зеты. Ну, может, это как у нас, типа, тоже все голосуют за нами, хотя они берут дабл лайн. Идут. Вот да, вот это самый красивый момент. Ну, Джин тут просто соло сделал. Is what allows Kuru to get the 1v2. Stunning stuff. Оп. Линайн 89, Кур 90. If you're about to get hit by that fourth shot, Kuki Popper comes in. All of a sudden, you're taking twice the damage you thought you'd be. Ну, BTS выигрывают. Естественно, все-таки побольше у них опыта все-таки. В любом случае, трайбам будет сложно, им нужно собраться. Не знаю, как они будут камбэкать это 3-0. Ой, 3-2. They will have to rekindle some magic. Often this year they've been the victim of a lot of reverse sweeps themselves by being in the lead and then having their opposition turn it around. Well, today it's looking closer, like they're going to have to start to learn how to do that more so themselves if this one keeps going the way it seems. This team, you thought, when Tribe EU, they'd finally shaken the monkey off their back, right? They dispatched Na'Vi, who were the ones that knocked them out, last year, of course. A really disappointing end to their campaign. Getting a chance to go up against a team like Zayla Vision Zero is something that, of course, equally excited about and also pretty scared of. This team brought the consistency in that EMEA region. 3 monthly finals wins, 3 second place appearances. It's kind of the team that has everything in Europe, but everything may not Показываем карту. Следующий матч у нас будет сыгран в Бравлболе, футболе. It's a very aggressive game mode, as we know, and Sneaky Fields just seems to bring even more of that out of the mix with so many options in terms of brawlers and metas to consider and try, but not taking any chances, banning out the Nita. Not the first time we've seen that today. По банам у нас Вольт, Нита и Макс от команды Трайбов и Ворон, Отис и Бакстер от команды Z Division Zero. Speaking of assassinations, Crow being banned out as Zeta Division Zero, as well as the Otis and the Buster. Yeah, Surge also is extra frightening now because it's not just a matter Мне of с первого пика у Трайбов. Obviously, Power Shield makes him excellent, really durable, a great 1v1 brawler. I like the M's lock in here, of course. It's going to be very, very important to try and keep tabs on where your opponents are. Of course, the charisma will light up Zeta Division Zero if they're standing in that потому что area. нафиг это надо. Is everything on Sneaky Fields. Yeah, exactly, and it's a great way to try to suppress. Не так много участников. Это первый чемпионат, который на 3 дня разнесли. 3 предыдущих чемпионата были 2 дня, а этот 3 дня. То, что много участников. What do you think about Gene with a vision gear on this map? Или не знаю, почему разнесли. Участник уже вроде столько же, кстати. Или больше. Ну, хз, короче.
Как карта называется? Снеки Филдс. На русском я не знаю. О, написано же. Yeah, Carl is obviously going to be a problem here. We've not really seen that many teams have a great answer to it. Teams have tried Daryl, teams have tried Ash, teams have tried highly durable, sort of good close range damage brawlers to deal with it. But it's less about the Carl, and it's okay. So if you counter the Carl, quite likely Карл у нас из этой, кстати, поступил пик. Трайбы пикают Гейла. Опять это Джанет, опять просто вездесущая Джанет уже на третью игру подряд берут ее Зета. Yeah, I feel like Gale here is a great thing in Brawl Ball to have. Ultimately, you know, in those moments where you are under pressure, you have got the ability to place the ball in the back pocket, put the twister on top of that ball as well, and you know, if they were able to lock that into play, they can deprive Zeta Division 0 of a goal. And Ash, I love that here. We've seen already today, you know. Даже не знаю, что могут из Зета, наверное, какого-нибудь грифа на раскрытие, в принципе, что вполне возможно. Headfirst into your opposition, there's very little you can do about that. This is an incredibly short-range composition from Tribe Gaming EU. They really want to take advantage of the bushes as much as humanly possible. And Ash is a great answer to Kyle. Can absolutely stand up under that sort of 1v1 kind of pressure. And again, this is a team that... Барлей решили взять. Okay. Coming in against a team that... Посмотрим, как они будут отыгрывать на этом. Я же не знаю, мне кажется, все-таки у Трайба поувереннее пик смотрится. The brawler came out, and I don't know, it's going to be a bit of a first for me actually to see a brawler like Barley in Sneaky Fields, in all honesty. But I quite like it. I mean, the Sticky Syrup mix could be Brawl. choice with the Ash, so Trade will have to be cautious of that. So frustrated. Ой-ой-ой, Эш пытается прорашить. Не, ну, в принципе, самое главное, он отжал, получается, позицию. Пытается выйти на Куру, но промазывает, блин, попал выстрел. Скорее всего, у него там зарядился бы следующий левел, и он бы убил Барлея, а так получилось, что нет. Да, забирает Z лайн. Ой, господи, какая хорошая сыгранность у Зета. Просто он сразу обнаруживает проблему в утечке Эша на левом лайне и фокусит его вместе с Барлеем. Не-не, ну вообще тупая эта гровка, просто по прямой идти на Барлея. Ну все, вот сейчас гол будет. Сейчас будет гол от Зета. Не знаю, какую-то фигню они сделали. Видимо, совсем уже расслабились. Против Трайбл думают халява. It's interesting, isn't it, how we look across regions, you know, North America and Latin North would choose a Lu to counter the Ash. In East Asia, the Barley, and it is working. But if Trade can just start... Ну второй фокус Тэша. Без шансов. Не, он не очень жесткий фокус. Пытается Карл попасть по Гейлу. Ну, правый лайн сразу видно, он просто мертвый. Там, типа, позиция такая, что ни тот, ни другой не может выйти. А самое интересное на левом лайне, потому что нужно ждать, пока Барлей перебьет. Либо если Джанет перебьет мид. Но он открытый, мне кажется, конечно, у Зеты. Хотя нет, у Зеты, наоборот, меньше шансов должно быть, потому что все-таки Барлей. Ой-ой-ой, как Трайбы поражали. Но проблема в том, что мяча-то нет. Мяча-то нет. Прожимай, меч-то на базе лежал. Отлично, забрали Джанет, не успел нам улететь. Эш проходит соло. Отлично, забивает гол. Поймал на ошибке. Нужно было Барлей все-таки немного левее отходить. Не знаю, зачем у него в центр пришли.
Хорошо подловил Дрейдж. There's no margin of error here for Tribe Gaming. They have to win this set. There's no more freebies left. And the strategy was perfect. Wait it out, suffer the punishment, the pain, and then deliver it tenfold. Gonna have to make a repeat of that. And now Zeta Division 0. They're wise to these shenanigans. Ну все, Барлей снова выбил левый лайн. Правый лайн у Трайбов уже нет, он потерян. Я же пытаюсь снова через мид выйти, но у него ничего не получается. Его сразу же Джанет пресекает данные попытки. Забирает Линайна. Ну и хорошо зафокусили также Емс. Барлей закидывает ульту на контроль. Все, это минус Линайн. Минус Сэш. Остается одна Емс на дефе. А мяч лежит, кстати, у них в уголку. Сложно будет зайти его выкинуть, оттуда мяч, достать его, выкурить, чтобы гол забить. Мне кажется, это опять, знаете, игра чисто до раскрытия, так что, мне кажется, полторы минуты ничего не будет происходить, а потом опять Трайбл в конце продает, и все, и будет халява. Ну да, Барлей просто прессует. Просто прессует Эша. That's a lot of these back to back. Tribe, I mean, coming in. They need a W. They've got to start to get some aggression. They've got to get their utility ready. If it is the overtime play which they need, is more often than not, it's just Zeta all over. Я еще прорашил немного, но сейчас его быстренько обратно, мне кажется, поставит Барлей. Да, отлично, хорошее попадание на Барлея. Плотно выходит, просто выстрел дает. Я же не читает. Ну, сейчас быстренько Гейла также заберут. Он остается 30 секунд раскрытия. Трайбам осталось немного подождать. Тогда уже можно будет нормально продавить. 15 секунд. Не, зря Эш пошел. Нужно отхилиться срочно. Господи, как хорошо он прошел сейчас. Ой-ой-ой, еще и стан. Господи, что происходит? Но опять же меч на базе, Емс побежала за ним. Эшу нужно жить. Но нет, добивает его Джанет. Залетает Карл на Емс. Забирает Емс. Дрейдж пытается снова что-то сделать, но у него ничего не выходит. Не знаю, что он сделал, просто перед прошлым меч назад выкинул ульту, просрал. Жесткая отыгровка получилась. Он просто держит, не получается пропушить на этот раз. Зета лучше держит контроль. Он нам показывает фанатов, в каком напряжении проходит вся эта игра. 10 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как хорошо Куру просто в уголочек закинул. Красава. Прям видно, как фанаты Трайбов расстроились. Прям видно, что они расстроились, что не ожидали такого постава от фанов. Что за пас? Пас вообще офигенный был. Киберспортивный пас. 1-1 у нас в футболе. Глобальный счет 2-0 в пользу Зета. Трайбам нужно срочно камбэчить, если они хотят вообще дальше остаться на этих финалах. Нет, все, это гол от Зета. Хорошо Зета вначале поджали. Мид выбили, лайн выбили и все. И просто пошли забили гол. Ой-ой-ой, Дрейдж перебил лайн. Хорошо. Ой-ой-ой, Ем добила Джанет. Эдж просто прихлопнул Карла, и это гол от команды Трайбов. 1-1 по голам. 1-1 в режиме, 1-1 по голам. Интересно, еще минута 20 до раскрытия карты.
Снова я что-то не прессует. Ой-ой-ой-ой. Неудачно вышло. А смотрите, какая что пропушил. Сейчас будет стан от Линайна, это гол! Отлично, красавчики. Красавчики Трайбы камбэчат. Первое очко достается команде Трайбов. Первое очко, которое они зарабатывают. По итогу глобальный счет 2-1. Все еще в пользу Зеты, но есть намеки на камбэк. Только посмотрите на этот гол. Окей, мы посмотрели. И вот это хороший стан тоже получился. Ой-ой-ой, просто посмотрите на это, просто посмотрите. Ой-ой-ой, что это такое? Ну, тут просто в открытой зенице, тут нет хайлайта, конечно. Ну и туда, тут просто имба тактика, гил с мячом, этот мяч в ворота. Опять у чела опять руки нет, вы посмотрите, у чела опять нет руки. Нет руки у чела. У Дрейджа, посмотрите, где рука? Где рука у типочка? Алло, ребят, вы руку ему отрезали. Что вот это? Вот это есть рука, а здесь нет руки. Почему у Дрейджа нет руки, алло, ребят? 339. Да, жесть, инсайд 339, 21 килл сделал. To make their way into the semi-finals, Tribe are going to have to dig deep. I've got to say as well, looking back at the replay, that beautiful pass through, just like got the perfect pass angle off the back of the wall to their teammate on the side of Zeta. Так, следующая игра у нас будет происходить в гемах. Блин, будет, кстати, прикольно, если они осаду сделают, но они не сделали. Блин, осаду самый лучший режим убрали. Hardcore Mine у нас прямо сейчас на экранах. По банам у нас от Трайбов поступили Сквик, Бац и Ворон, а от Зеты Отис, Гавс и Бас. Пенни первый пик у нас от Зеты. Ну, карту, на которую чисто забирать надо. Макс на мид у нас от Зеты будет. So 8-bit ban and Tribe do love to play it in mid here. I've got to feel like that one should be coming up. Rico's open. Yeah, Rico lane as well. I mean, that would be the icing on the cake, really, wouldn't it, for Tribe? And it is going to be the 8-bit. I wonder whether it be the Rico too. We know that Zeta Division 0 would love the... Yeah, и Рикошет. I love this. Yeah, I really do. Рикошет Линайн. Линайн Рика. Zeta Division 0 have to really push aggressively to sort of get rid of the damage and get rid of the speed zone. So интересно, на Рику будет играть. Ну, Том, я думаю, также останется на этом типочке, а Дрейдж и этот поменяется с Линайном. Отлично, опять нет у нас никнейма у Пока. А, нет, они вообще полностью поменяться решили. Protective tunes has been huge, right? That invulnerability window is very important for anyone benefiting from that Poco gadget. And then Screeching Solar can really nail you through some of these walls. У Макса и у Пенни глаза, а у Бита хил. У Трайбов нет глаза, у Зета есть глаза. Everyone running that speed gear except for Tom. He's running the vision gear as well. And one singular Rico bounce, and that's going to really help him out a lot. Dre's just thinking,
И как много урона пока. Неприятно вот это вот с ульты, с выстрелов. Неплохо правила прибили. На лемпоне засела. Неприятная. Милянин уже идет разбираться. Схлопотал 2 выстрела. Минус станция бетан, у него есть еще одна. Просто посмотрите, бит настолько медленный, что он даже просто уходя прямо не может отмыть станции Пенни. У Пенни уже есть новая станция, новая пушка. Очень большие проблемы у Пенни. Никак не может, вообще просто не может ничего сделать Пенни. Пенни все еще на лайне. 10-й гейм забирает инсайд. И это победа команды Z. Тут вообще в нолик просто сбрили. И тут Лена уже ничего не сделает. 0 шансов. No chance. Проверяем, просто по них вплотную выходит. Ну, все, даже так. Даже Макс просто в нолик. Tom could not get himself out of the bottom left part of the map to help with that retake, and frankly, Tensai was untouched for the majority of that round. He was forced back for a time by Tom on the right-hand side. Вторая игра, но все-таки у Z пик подинамичнее. Мне кажется, что у Трайбов очень мало шансов. Но они решили поменяться. Тут сразу залетает, вырубает Пока. Trage would need to get that damage booster down. He's going to have any chance of being able to contest the mid and cheat cartridge out if needed. Так, смотрите, Сту снова набил ульту. Он планирует вылететь на Пока, это явно. Оп, полетел. Но Пока сразу заюзает ульту. Дамажит Сту. Решил игнорировать его, сразу ворваться на мидера. Отлично, забирает. 3 гема забирает. Вопрос, может ли он уйти с ними? Да, он сможет уйти с ними, скорее всего. А, нет. Не повезло, долго ульта у него не копилось. Ну ладно, самое главное, что времени он потянул, мидер убил. И, как говорится, что еще нужно. Неприятно то, что левый лайн там рикошет засел, будет сложно Коко выбить его. Но вместе с Максом они просто по кругу его сжали и все. Но данные мувы дали команде Трайб собрать 6 гемов. Прямо сейчас у них паритет по гемам 6-6. О, Поко убивает 100. Ой-ой, Том сгорает на огне от Пенни. Лена неплохо поджал Пока, но 1 хил от Пока и все. Ой-ой-ой-ой-ой, какая ошибка от 8 бита. Тансай забирает 10-й гем, и все. У Трайбов без шансов. Хотя, подождите, у Трайбы засели на базе, они оба гонят их на их базу. Что происходит? Почему Зеты защищают свои гемы на команде у противников? Да, все, это победа. Зета выиграла. Зета выиграла со счетом 3-1. Но они правильно что сделали, решили не идти на свою базу, потому что там было 2 типочка, шли просто пойти на базу к противникам. Professional Brawl Stars roster, and he'd hoped for so much more. Such a valiant fight against Zeta Zero. This team have looked frightening every match they've played so far, and they almost had this over in 3. Жесть, зрители, они вот так смотрят на них, капец. Им реально такое ощущение, говорю, как 16 лет. Это жесть. That's 2 for 2 on Zeta Division rosters in the semis. I mean, every month this year, it's come down to Zeta Division 0 and Zeta Division 1. It would be fitting for it to happen on the world stage as well. I'm just gonna throw that one out there early, but maybe getting ahead of ourselves. But this is the first step forwards and a big leap for Zeta Division 0 as again yesterday. Ну все, Трайбы домой. Первые Трайбы отлетели. Европа отлетела. We're running low on European hopes here. Ark, it's been a tough day at the office for the EMEA region. And here are your stats at the end of Gem Grab. You see Lenar on that stew, really trying to do what he could to 2-2-8. 2-2-8 у японцев. Неплохо. Just a little bit too hard to catch, and Kuru was the blunt object. The Poco running it down mid.
more often than not able to put this pressure on Drage, pressure on Tom, make it impossible for Tribe to get any map control. 2-2-2 японцы забирают на халяве. И сейчас будет, наверное, опять какой-нибудь вопрос меж игр. Dre struggling a bit to really like finalize the kills, hoping for the aggressiveness of Tom and Anan to come in and pick up when they were on low HP. But you know, like you said, you know, EU hope ну, VP, естественно, Сенсей на халяве забираем. Кто следующий? А следующий у нас это СК и Трайт Гейминг с Америки, NA. Take a breath, ladies and North gentlemen. America. Tough one, of course. Tough pill to swallow for Europe, but they still have a hope left in the game. And Tribe, as it happens, also still have something left to work with. Before we move on, talk about our next match here. The question is, what team can stop either of these Zeta Vision Zero teams? Сейчас у нас опять, наверное, какие-то будут музыкальные перерывы. To be brought down now. STMN have the tough job in that first semi-final, and now we're about to find out who has it in the second. Который раз отлетает на этой карте. Вот, перед вами прямо сейчас сетка. Tell us about this rivalry a bit more. We got to flesh this out because when I looked at Zulan's had this intense stare on his face all day. He's like, man, we will not lose this game. Yeah, he was asking us what our predictions were, and we were honest, but at the same time, you know, go back to 2021. In that World Finals, the first round, it was Tribe Gaming NA versus SK Gaming. Okay, to be fair, a slightly different roster. Back then, it was Semantic with their Jeton as well as Skyrex. So we got to bear that in mind. Ну, естественно, СК, за СК ставим. It was the first match, and no one could believe it. But now, this year, with MSI, you know, we saw it, didn't we? It was Сейчас such СК an знает emotional rollercoaster for both teams. Самое главное, чтобы не кидали пинай, а то будет поражение. Something up in the fifth and final set, which they couldn't, which meant that SK Gaming went into the grand finals to face Zeta Division 1. That's right, and now, of course, let's have a look at the journey so far from Tribe, because I think we really want to set the stage here. Again, it's a rivalry being renewed. SK striking the most recent blow, I guess you could say. We saw Tribe go up against a Na'Vi that didn't look themselves. I think that's like the safest way to put it. MMA obviously showing up there. Well, we previously didn't see a slightly different look at that roster. Still a lot of energy for Tribe because it was important for them to sort of, you know, get rid of this Na'Vi team who looked threatening on paper. Yeah, they looked very, very strong. There's no doubt about it. And many teams were saying just how strong Na'Vi were looking and how much expectations they had of that particular team. But Tribe Gaming NA just made it look very straightforward. Мы стримим рекомендуют. Печально. Ну, YouTube меня любит, это все знают. О, показывают ММА. Это та самая игра, где ММА набил 42 DPS за Ворона. Говорят, Нави нереально быстро отсосали, самый быстрый отсос, внесенный в книгу рекордов Гиннесса. Ну, здесь, мне кажется, если бы ульта была, то он бы успел улететь направо. Ну, по крайней мере, можно было попытаться. Ну, тут тупой улет был. Что это за полеты такие? But the question for me is, like, were they tested enough, you know, because we saw Tribe against a team that had a great reputation in the EMEA region. So coming into this one, they're going to have to really go back and remind themselves that this is Tribe Gaming NA that they are facing. Yeah, it's a question, right, for SK, like, how much of a warm-up did that matchup sort of function as? Yes, they должны выиграть. Ну, посмотрим. 5 минут у нас до того, как СК придут. And one player on the other side of the field. But again, that's him, that's his energy. You know, don't take anything away from him. But for Tribe here, I know there's a lot on the line. There's a score to be settled, a grudge, and they'd love to be the one that could take a tilt at Zeta Division in that semi-final. I can't wait to bring them out here. The energy is really starting to fill the room, so let's not waste any time. Let's go meet our first team in this match. Et on est là, il y a beaucoup de bruit quand même dans la scène. Est-ce qu'on est toujours chaud? Ça s'arrête pas, on est toujours là. Encore un match de ce premier round avant d'avancer dans les demi-finales. Et je crois qu'on va la faire comme tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de supporters en anglais. On va la faire en anglais celle-là. Encore une fois, one tribe fell.
One tribe remain. Are we ready for the second one? Tribe Gaming NA! Tribe looked phenomenal on day 2 as breaking the will of Navi. Tribe Gaming NA нам показывают. But it was convincing. Быстро достаточно. Хоть и написано, что перерыв 5 минут, но они их сразу вызвали. Какое животное сопровождает хозяйку енота в Пенни? Знаешь, что ли? Енот. Какой тупой вопрос. Ладно. And this tribe team brings Eslivy in as that young gun, that real talent. Corey now moves into more of a coaching, more of a sort of analytical role. Кто-то не может объяснить, только что трайбы отлетели, что они еще раз вышли? Трайбы только что отлетели, им что, второй шанс дали, что ли? Да, ну и кринж. We know what's the next team, right? We see all of them. We ready? SK Gaming! О, смотрите, вообще дедушка пришел. А что ты за дедуля был? For SK Gaming, this matchup is their ultimate rivalry. Semantic, GA. Смотрите, там реально вообще бабушка, дедушка какие-то. Жесть, фанаты чисто СК, чисто фанаты СК. Фанаты СК. Чисто бабушки с подъезда. Historically, the World Finals haven't been kind to SK, but today they are looking to step out of that trend and show the whole world why they deserve to go all the way. SK Gaming is a name steeped in tradition, history, pride, and legend. So many incredible names have been under this banner flying, and this time it was Semantic to brandish it in front of the crowd and their foes. This SK Gaming squad have unmatched LAN experience as far as the rest of their region goes, but out here, it's all to be settled. They absolutely wanted to go up against a team like Tribe. He wanted to serve them up 2 consecutive L's. Don't forget, this SK Gaming team is a super team, right? You bring together the best teams in Europe, the SK Gaming of the day. Лучшая команда в Европе. SK Gaming. Говорят комментаторы. This match has got everything. Yeah, this is the grudge match that we all wanted to see on the world stage. At MSI, it was SK Gaming that prevailed, but Чел еще в Панаме вышел. Ну нормально, в Панаме играем. Почему бы в Панаме не поиграть? Там ему голову не напечет случаем? So much history between these two teams, and you know, again with the amount of energy on the side of Tribe Gaming NA, combining that with the energy of SK Gaming, it's going to be nothing short of fireworks. SK Gaming are the last EMEA team remaining in the composition. Не, ждем Z1 против Z0 в финале. So proud. A big region for Brawl Stars, the biggest in fact. And this is it. They fly the flag for that entire continent now against this Tribe team. Remember, SK Gaming are also looking at this game. Division 1 saying, we want that rematch too. We want all the rematches. Неплохая идея. MSI lost that 5-set series. We want to run that back in 7 this time around. So it's crazy to say that. А то опять дабл-лайн пойдут с кольтом. Across the stage. They're only halfway up, baby. But it would be, you know, it would be reminiscent of what we saw at MSI if that were the case. And на самом деле, тупая тактика, типа они вместо того, чтобы тренировать свой скилл, пытаются как-то наебать систему. Ну, чтобы они раз на раз вышли по пикам бы разъебали там или еще чему-то. Но они пытаются наебом систему вывести. Опа, кремовый торт. Кремовый пирог у нас первая карта в баунти. Here it is, Tribe Gaming NA versus SK Gaming. We've said it multiple times. It's a grudge match. There's a lot of history here, and we're about to watch that all simmer to the surface.
По банам у нас от трайбов Джанет, Спраут и Бастер, и бан от команды СК. Это Карл, это Пенни и это Пайпер. Первый пик от СК. Прогнозирую пики. Ну, первым будет Тик. Доверяем. Так, от трайба будет пик. Наверное, Отис. Ну, либо Брок. Либо Отис, либо Брок. Ну, Джин, ладно, смотрите, они просто решили сначала Джина взять, а потом этого Отиса. Проверяем. Не, если сейчас не угадаю, то, ну, типа, чилы просто мы света не слушают. Really a bit out of position. They don't want to take the risk to have it played against them in the scenario, but I think range is going to be quite key. Brox, Bells, Piper's banned out here, so... Ну, Гаса еще можно, но нет, они взяли Равса. Равс, достаточно странный пик против Тика. Не знаю, о чем они думают, конечно, при выборе персонажей. Так, ну что, пикнут СК? Ну, СК, я думаю, возьмут либо Гаса того же самого. В принципе, персонаж хороший. Рикошет также, кстати, может быть на лайн. Отис, бля, вот совсем забыл про Отиса. Я вспоминал, кого еще называл. Ну, Отис, короче, я называл то, что Отиса возьмут. Ну, потому что сильный персонаж. Ну, им нужно еще, короче, какого-то уверенного персонажа брать. Я не знаю, я бы Гасу взял на их месте. Не, решили Рику все-таки взять. Ну, Тайкаус, естественно, тут будет Рикошет. Разве могут быть сомнения? Брок на раскрытие, в принципе, что я и предсказывал. Пикнули, правда, немного позже. How the wall break abilities are going to be used in general when they come out. Obviously, as Livy has the option to use that as part of gadget, whereas for Ruffs, it's baked into the super. Having everything opened up for Zulan just to be able to really get his super back as quickly as possible. Absolutely. And land it. Got to land those supers quick early. Ну, сразу раскрытие лайна подоспела. And here we go. The crowd is screaming in the background as Livy breaking up the mids there with rocket fuel. That's the second one he's used just to allow. И хороший фокус, сразу рикошеты пошли фокусить. О, правый лайн сломали, чтоб Тик не поджимал. Is Livy getting pressure down heavily? Fat splatter there as well to put the Brock out of commission for the time being. Tyra needs to be wary. Ну, скорее всего, СК пройдет, мне кажется. Ну, СК все-таки пик посильнее, тут будет посерьезнее. Ой-ой-ой, как опасно было, семантик чуть не добили. Повезло то, что выстрел от Брок не долетел. SK back up almost to avoid trying to give Zulan too much charge, but he does have the hand now. This is such a classic way for this to play out. We're in under a minute and there's only one star. Поджимает СК. У них синий звезда прописана. Никуда стяжечка. Ой-ой-ой, стянули Отиса. Неприятно. Теперь СК нужно убивать. Теперь им просто так не отделаться. Нужно рашить. Погули попала одна ракета. Это неприятно. Ну, там быстрая пассивка на хил после 1 секунды, так что, в принципе, не так страшно. Да, теперь поджимает трайбов уже.
Ой-ой-ой, ульта опасно, у Джина 1500 хп осталось, нужно не стрелять, хилиться. Ой-ой-ой, забирают семантика второй раз. Ну, это победа за трайбами. Хорошо прожали. The amount of overwhelming support here for Tribe Gaming NA. But nonetheless, it is the first one. They've got to keep that level of consistency. Очки поправил, самое главное. Для победы нужно очки поправить. They really do bite back. An early fat splatter there for Semantic. Moving forwards then for the Blue Star and having that high Пока что, в ground. принципе, ничего такого. Тико вообще нормально, он на открытый готов играть. Снова синяя звезда достается команде СК. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Чуть не добили Джина. Ой-ой-ой, господи, какое раскрытие от Брока жесткое. Аккуратно, аккуратно. Нет, опять семантика добивают. Ой, еще и каусы стягивают. Господи, что трайбы творят. Просто разносит СК. Прям Брок чувствует игру, не попадает по выстрелам, только сказал. Не, ну как я говорил, Рикошет это не очень сильно видится, типа персонаж, он не может так много урона выдать. То есть нужно было газ собрать. По 1500 урона все-таки по импакту был, да. Все. К сожалению, это поражение для команды СК. Тут уже видно, что инициатива полностью на стороне трайбов. Остается 30 секунд. У трайбов 10 звезд, включая синюю, у СК всего лишь одна. Да, вообще Рикошет ничего не может сделать. Ультом никуда. Отис просто тупо дойти не может, чтобы даже свою метку повесить. Тик то же самое, Брок все раскрыл, поэтому так работает. Отис опять помазал метку своей. Снова фокус от Рикошета убивает. Все, халява. Трайбы забирают СК, первая игра. 1-0 в пользу трайбов. Трайб на плюсу после вынуса Нави. Ну, если бы Чилл Даблайн не ходили, тогда было бы все нормально. Chaos, we got excited about his Rico. It does not deliver. Yeah, it was a pick which is absolutely characteristic of SK Gaming, but it just didn't quite get the value which they were looking for. It was funny as we were sort of passing Tribe in the corridor. I said to them, you know, SK are one of those teams where you can either choose to play passively like they do and give yourself a chance that way, or you just go super aggressive. It just feels like Tribe giving an A went for the latter here today, and so far it's working out. SK are stirred on the stage. They're not looking themselves. We know SK could bark. They were doing it yesterday against a single opponent. But where's the bite? They come out with absolutely no stars over the entirety of that bounty set. I mean, Показали только что хайлайты прошедшей игры. You see the looks on iChaos's face. These guys have got to get into the game. They're going to do it quick. This is only a best of 5. Wow. I don't know what you had for lunch, Uber, but посмотрите киллы 0-0-0. Просто жесткий эпизод. Ты на Джине закирил красаву, ну, естественно, я. Да, здесь, конечно, СК обосрались. SK have got to find a way to get into this game, or they might be left behind. I felt like they had some good early pressure, SK Gaming. There was one point where they forced Tribe Gaming back into their own spawn, but Tribe always threatened Magic Hand, and they also said, well, if you don't pressure now, we'll just top ourselves back up, Magic puffs and that natural healing, and then we'll come straight at you. Gem grab here, double swoosh coming up. Get a couple of picks. Дабл жук играет у нас Tribe СК. По банам у нас от команды Трайбов поступили ПМ, Бастер и Отис, а от команды СК у нас поступили Амберы
Бой и первый пик достается команде СК. Посмотрим, что они возьмут. Но я думаю, должен быть мидер, все-таки Джин. Я думаю, Джин, скорее всего, будет от СК. Нужно забирать все-таки первый пик как-никак. Думаю, вариантов не так много. Нет, решили все-таки взять Пенни. Мартира считают они, что будет поимпактнее. Думаю, Трайба не упустит возможность взять мидера. He's 9-2 now on Gene in sets, if you want to count that last match. Outside of what we've already seen from them as well in this tournament. And again, Penny's one of Chaos's most played brawlers this season. Definitely likes to go in that direction. We know why she's powerful. She's really much more versatile now with Salty Barrel. Versatility's fine. I just want to see SK. Нет, Джин нужно обязательно брать. Макса нет. Они решили играть на миду Макса. Ну, на лайн, значит, можно, в принципе, спокойно брать. Даже не знаю кого. Мне кажется, можно Грифа какого-нибудь взять. Джанет решили взять. В принципе, да, гаджетом нам будет много покрывать большую площадь, из-за этого типочки не смогут хилиться, придется выходить из кустов. Опять разработчики-красавчики просто не могут написать никнеймы игроков, кто вообще что пикает. Ну хотя бы, знаете, вот это дабл жук, типа нормально пишут, теперь там гем, а не сейф какой-нибудь. На футболе футбол, они в хейсмит пошли. Кроу. Карл и Кроу. Поступает пики от команды СК. И что же на это ответит Трайб? Я думаю, будет какой-нибудь покер, чтобы снимать замедление. Ну, либо нужен персонаж, у которого будет контрить Кроу. Даже не знаю, что тут можно взять. Пока! Не, я просто посмотрел 2 предыдущих дня, я уже знаю, что они пикают. Ну, посмотрим, как сейчас семантика, думаю, покажет, как нужно играть на Уоррене. Никаких 92 DPS не будет. А почему СК за Зету голосует? Что вообще происходит в игре? Ой-ой-ой, замедлил. Ворон Джанет. Карл залетает на плохо, не получилось у Макса помочь. Not a huge kill in the grand scheme of the round. It means that Chaos has a bit more mid-control. Zulan wants to push up though, try and continue to be annoying, be aggressive. He actually just lights Gia and Chaos up there with that screeching solo. Gia takes a ton of damage. Ну, в этот раз Поко вместе с Максом смогли убить Карла. Yeah, now Zulan can push forwards as well and get into a very aggressive position. Start to try to... Не кажется, или Буэлли без щита играет на скорости? Ой, неприятно мортира по Поко попала. Now Zulan holding onto the super there just when he thought he'd go down. He's actually able to hold his ground against Gia and that tailspin. The turret puts a wrinkle in things now, it's a bit more annoying. Salty Barrel being removed there. Chaos not able to really do anything. Ну, 6 гемов, что у одной команды, что у другой, паритет. Разница в 1 гем, они, в принципе, подбирают просто те гемы, которые выпадают им на базу. В их сторону.
Немного не хватило урона Пока, чтобы остаться в живых. Там прошел размен. Ой-ой-ой, Джанет почти убила Карла. Сейчас будет гем подать на сторону СК. В принципе, они его подбирают. И вот сейчас, смотрите, СК поджали трайбов. Но гем достает все равно трайбл, но очень большой, кстати, риск был проиграть. Ой-ой-ой, как хорошо Зулан на Пока вышел. Ох, ни хрена себе, там вот Гуэля залетела по двоим. Спас только гаджет Макса. Так бы они слили все гемы. И Карл смог бы просто на ульте подлететь и гемы все забрать. Но не успевает трайбл забирать, не успевает, им времени не хватает, нужно выбивать срочно. И что же они будут делать? А, у Ворона есть полет, ничего они не смогут сделать. Too late to start the turnaround, and SK needed that. They really did. It's never too late to get kills in Brawl Stars. Doesn't happen in the first set. Don't worry about it. Отлично, СК забирают. What a burn. Счет 1-0 в гемах. But it's true. It is true. Has been a bit of a slow one so far for SK, a bit. Пока ну папка, ну да. But now that was a great way to start their turnaround potential. Look, Zulan can't really win this side lane matchup without A, help, or B, his super. If he doesn't have those and Gear's able to close the gap, нужно было немного поменяться. Чтобы Пока был на миду, чтобы он мог, если что, снимать станы из Джанет. Now we're starting to believe that that is truly possible, as it wasn't really the case in the previous one, as Livy be a bit cautious here on his HP and trying to keep himself well out of the range. Стычки укладывать. Импакт. Ну да, Пока прям очень жестко фокусит. Нужно улетать Джанет нужно. Не-не-не. Можно было, конечно, знаете, выстрел дать и сразу просто улететь, чтобы яд, который летел от Кроу, не успел ударить по Джанет. Ой-ой-ой, какая хорошая килл от Гуэля. Да, все, СК забирается, СК, скорее всего, забирает все эти гемы. Ну, спокойно, сейчас все, минус Макс, это минус Макс, отлично. Замечательно. СК забирает гемы, 1-1 счет у нас общий по режимам. Ну все, уже не смогут выбить. А, не смогли. Но на базу, скорее всего, не успеет внести. Они знают, что должно повести. Ворон запрыгивает, это минус Джанет. Все, да, все. Пока Сол уже ничего не сделает. И это 1-1 по режиму. Just like that, the arena and Semantic start the shout off. Smiles all round, and what a difference that makes. Looking like a completely different team. I will say though. Водяра хлещет. Ну да, после такого нужно водички попить. Semantic almost breaking the desk. But yeah, you know, Geeks timed those Carl runs absolutely perfectly. I mean, and you've got to play in Carl. It's not just. Ну, тут ничего комментирую, просто показываю пока что хайлайты игры, пока чего готовится к следующей игре. Вот. Ну, счет общий 1-1. Будем смотреть, какая карта будет дальше и что по итогу будет. Да, даже сейчас у Типочка больше урона, чем у Олега Петровича. Да-да. There are brawlers that can do that. Most of the time, the ones with stuns and the like. Yes, Poco is scary, very much so in a 1v1 sense, but
he didn't quite have enough to sort of give him at least a 50, at least a 50-50 in that lane is what you're looking for, and he couldn't even get that. You really want to have something a bit more aggressive, you know, that's the thing. I can understand the strategy here, but obviously going to be very different going into knockout now. And Bell's Rock bans surely coming in to follow. Tribe Gaming and A banning out the Rico. And I don't see why that is ever a bad thing. And the Bonnie, I think they've read this really well, actually. They really have. Banning the Gene as well, the Tick, the Brock, and the Piper banned. Без рокну следующая карта по банам от трайбов. Рикошет, Бонни и Джин. Аут СК, Тик, Брок и Пайпер. Первый пик у трайба. Первым пиком они берут Спраута. И, в принципе, правильно сделано, потому что Тик бан, Брок бан, но... также Пайпер бан, да, ему вообще нечего раскрывать. Если на это можно противопоставить, не знаю, какого-нибудь Грома. But we saw yesterday, didn't we, just in dueling beetles against Navi, how much Tribe Gaming in A. Говорят то, что комментаторы говорят, неужели ты пики по стопам Нави? Отиса убирает СК. И Бель. Ну, Биль, в принципе, полностью правильный пик. Не знаю, трайбов может быть какая-нибудь будет пчела на лайн. Пчела, газ хорошо подойдет здесь. Из дальников может быть бол какой-нибудь. Ну, пчела, газ это, конечно, первостепенные бравлеры. Да, газ. Я думал, пчелу какую-нибудь против танков. Вдруг там, если цепочки решатся взять какого-нибудь танка, чтобы не было возможности у них такой. Ну, смотрите, я думаю, что пчелу возьмут пчелу на трайбах, а СК возьмут бо, чтобы ломать стены Спрауту. Ну, посмотрим, какие у них есть заготовки. Да, пчела была пикнута. Не посмотрим, что у нас придумает СК. Ну, видно, что нервничает СК. Понимаю то, что пик у них не очень удачный. Грома все-таки решили пикнуть Грома. Опять с ним показываются ники у СК. You said control, so that often means that maybe there's a thrower that you know could be good at filling that role. Why Grom here? Again, for the controlling element, you know, you've got the Sprout on the other side of things, which is going to have a great deal of side lane control or mid. Looks like they're going to be going mid for it. There's a lot of crisscross on this map, so it actually suits the way that his projectiles expand out from that center bomb really effectively. I don't know if that's intentional. Так, ну что тут у нас? It's going to be a little annoying for Eslivia to deal with here. Гром пытается как-то мисс стоять. He's got a bad reputation amongst some circles, but he's definitely a legitimate contender here. Бель видно, что она, в принципе, никуда не торопится. Просто спокойно стоит лайн. Отличное попадание произошло. Пчела опасна, есть сильный выстрел. Пчела играет, кстати, с двойным зарядом, не щитом. Спраут набил ульту. Прикрыл мид Грома. Ой-ой-ой. Не дожала пчела немного. Ой-ой-ой, какие два хороших выстрела. А спрауты подошли. Ну все, тут типочек 100% отлетает. And SK Gaming, well, they're not going to have scurvy, but they're definitely looking a bit woozy. They need to pick me up, don't they? Try make that look so good. Оп, хорошее попадание до спраута. То есть поменялись лайнами обе команды. И, в принципе, стали точно так же.
I mean, again, funneling your opponents into a small space with just one hedge is kind of what this map lets you do on that Sprout. It's so scary. Denial. And I think as Livy picks that up, so he transplants that bush out here, doesn't fancy it, maybe Tyrant wanted the sight line. Either way, he'll have another super available, and in a pitch, they just want to catch someone out, and then pull the bush out if they have to. Ну опять видно, то, что Спраут все-таки более удачный бравлер для мида, поджимает он Грома. Ой-ой-ой, Гром. Ой-ой-ой, что за стенки от Спраута? 1000 хп у Грома осталось, Спраут нужно поджимать, но у него сумма 3К. Не решается прорашить. Хавает выстрелы. У Грома есть ульта, опасно, он просто пытается зарашить, но получает 3 выстрела, 900 хп. Что это за стенка была? Господи, братанчик, это третий мифик? Это третий мифик в соло-лиге? Ой-ой-ой, господи, как же просто на карполях добивает. Опасная игра получается. I've got to ask how Tribe were able to come out of that one on top. I wasn't sure it was going to happen. It looks like it's Livy didn't either. Maybe trying to protect it. It looks very unclear what the point was behind that hedge there. Benefit of the doubt, though. Так, ой-ой-ой, Спраут зафокусил Отиса. Помог пчеле с лайном. Here we go again. Good jukes. Again, as Livy making sure he's on the diagonal every time one of these buds gets thrown in. Ну, они пока что на равных стоят. Но, конечно, у Трайбов посерьезнее. Все-таки метатель полноценный, хороший. Нормальная стена наконец-таки была поставлена. Ой-ой-ой, опасно с Спраут. Здесь 2 выстрела от Грома. Хорошее попадание. Перекрытие. У Спраута 1000 хп остается. Он не поставится под Грома. Ой-ой-ой-ой-ой. Добивайте пулечек. А ну-ка, добиваешь? Ой, нет, не получилось. Отлично. Раунд ЗСК. Все, наконец-то они поменялись лайнами, как хотели. Пчела сразу начала сосать отбель. Спраут перекрывает левый лайн, и Спраут умирает. Ой-ой-ой, хорошее попадание от пчелы. Шансы есть, но, конечно, небольшие, потому что у одной команды есть метатели, у другой нету. Также у Отиса есть метка, он может просто вплотную выйти, и газ уже отлетает. Ну, Отис даже не собирается тратить метку, просто оставит ульту. Все, отлично, это победа. Да, отлично. 1-1 сейчас у нас в нокауте. Посмотрим, как у нас будет развиваться ситуация в третьем раунде. Здесь там СК так поддерживают. Ну, конечно, блин, там самые алдовые эти почки. Просто самые игроки. Хороший манс от пчелы. Опять по газу попадают. Видно, типочку сложно против Гуэле стоять. Ой-ой-ой, хорошее попадание от пчелы. У Семантика 1800 хп. Поджимает пчела. Не попадает за медлом, обидно. Оп, есть сильно у пчелы. Справа ставит стену слева. Второй забирает ее. А слушайте, Адвент уже поджимает. Это минус пчела, походу, в дыму будет. Нет, отлично. Ой-ой-ой, господи, Спраут замешкался. По нему прилетает 3 выстрела от Грома. И это первый раунд за СК. Нет, Правил нужно срочно реабилитироваться, если они хотят пройти дальше. Потому что это что-то уже попахивает сливой жесткой.
Так, отлично, Зулан поджимает семантика. Давай. Ну, немного еще подраз. Что ж ты так боишься? У тебя фулл хп, там чел просто хилится. Чел просто на хиле. Он боится, наверное, кары от Грома. Но не знаю, если честно, чего так бояться, потому что в любом случае его Спраут бы подстраховал. Ну, Спраут просто хавает каждый выстрел от Грома. На самом деле, в той ситуации, блин, от Грома, там у него такая анимация выстрела, она идет сверху. Если ты там на определенной дистанции от Грома находишься, то ты видишь, когда выстрел уже приземляется. У тебя там есть только миллисекунды смысовать. Ой-ой-ой, попали за медлом по семантику. Ой, плохое раскрытие, влево-вправо может что переходить. Ой-ой-ой, плохое ульта от Грома, и трайбы забирают счет 1-1. Так, начинается самое интересное. Игра решит, кто же у нас заберет режим. Кто у нас забирает режим и в чью пользу будет добавлена 1 очко. Ну, убей сразу под Рашела Газа. Ну, пчелы более-менее лайн раскрыты, и теперь легко она сразу может двум челам саппортить. Кстати, теперь кардинально решили поменяться лайнами Отис и Гром. Что также сделали, в принципе, пчела со Спраутом. Ну, сразу видно то, что пчеле на миду намного легче накидывается. Она поджимает. Близко было попадание, немного не хватило за улану пчеле. Давайте, фокус нужно выносить. Матака, 400 хп, давай. Отлично, юзает щит. Все, отлично. Это игра за трайбами. Трайбы забирают. Счет 2-1 в пользу трайбов. Забирает режим трайба. Ой-ой-ой, ну эта стена, это, конечно, кринжатина лютая. Да, и даже с такой кринж игрой, точнее, с такой кринж стеной, и трайбы забрали тот раунд. Livy has a fantastic very first round with the hedge, right? He gets a nasty double kill, and finally he gets value with it, catching Eye Chaos between it and the gas. So much patience from Livy, but that's what gives him the win in the end. Really impressive mental fortitude from Tribe Gaming NA to take away that set. You said it. It doesn't get any better than this. I feel like Cody is going to cry if a Tribe get this win. Every time it just feels like he's got tears brewing. But the stats say it all for me, don't they? You know, Tyrant with a fantastic game, but DPS was pretty low actually. When you consider things, it was a lot of poking, right? A lot of like, I take a hit here, I back up and heal up. But I mean, you can see like the Semantic versus Zulan matchup, right? That's again what a winning, quote-unquote, winning lane gives you. There's much more to Brawl Stars than just sort of, you know, beating your 1v1 opponent. So очень маленький TPS у обоих команд, подмечает комментатора. Or a middle lane, as it was in that case. Turn it into a win for your team, but no time to, you know, enjoy this exquisite Brawl Stars. We're moving on to Brawl Ball already. Now this is, of all the game modes, an SK gaming mode, isn't it? It really is. So in terms of the draft, I hope that Tribe Gaming NA do ban out some of the. Да, Петра очень сложно обогнать, но сегодня уже обгоняли его. Супер бич играют. Бан от трайбов — это Барлей, Сквик и Вольт. А от СК — Эш, Бастер и Макс. Я думаю, первый пик будет Джанет. Первый пик от трайбов — это Джанет. Что же возьмут СК? And again, we saw the Barley band. We realized that things have probably been working on this in scrims, right? We actually got to see it from Zeta Division in that previous game, right? Just how
Я думаю, может быть, какой-нибудь гриф сюда зайдет. Гриф, maybe Нита. Гавса ничего любит брать. Может быть, Гавса, кстати, возьмут. Равса. Нет, Пенни. Пенни первый пик. Думаю, он пойдет на лайн, а на мид могут взять, кстати, и Бо. Rush your attempt on goal then. You can just place down the turret and let your opposition just slowly crumble in that spawn side. And then pick up the ball and just score it very quickly. Or bring it back from the corner if you're SK. Ну ждем, что же они все-таки решат пикнуть. Я бы на их месте взял тут мидера, скорее всего. Отиса на мид решили взять, совсем забыл про него. Что же на это ответит Трайба? I've got to say, SK have been so much more aggressive in this World Finals. We saw it yesterday, we're seeing it again today. Maybe they're going to be playing less. Я правда не совсем понимаю, куда сюда Джанет, но я думаю, лайн Джанет, да? Может быть, на мид они Чилу возьмут? Maybe. Tribe Gaming though now going to bring a Stu, and that was what I was thinking in terms of aggression. They do need to have those side lanes having a bit more going on there. The Janet as well, especially going to complement it quite nicely with the drop of the base as well. Maybe the speed zone as well on the side of the Stu. Yeah, round down this cop now. Yeah, less things blocking you to sort of break through. Так, что же возьмут последним пиком Трайба? Penny maybe once upon a time, Salty Barrel makes that much less of a straightforward prospect, and if you get Mutterbug gear, you can kiss your bum goodbye. Тоже последним пиком Трайба. Ой-ой-ой, они выбирают просто скалу, скалу выбирают жестко, ребята. Ну это халява просто. Ну посмотрите, разве могут быть кто-то мне равный? Просто, разве могут быть кто-то просто не равный? А мне скажите, а? Ну просто халява, ребят, это изи. It's been a long time since realistically we've seen Rattle Hive on берем световой меч, настоящий световой меч и просто, блядь, разносим, ребят. Просто, блядь, вы куда вышли, ёпта? Вы против меня? Серьезно, блядь, ребята? Алло, ёпта, я тебе головешечку раскрошу. It's not the strongest of brawlers in terms of the meta, but it is a safe pair of hands. Kerbal can get those angles. Кстати, Спайк. It does hold its own better than most. Что мы видим достаточно редко. Кстати, я угадал с пчелой, то, что все-таки она была пикнута. И Спайк, мой любимый персонаж, он все-таки был пикнут. Не хухры-мухры Кема и Каусом. Brawl Ball for set number 4. Tribe with an opportunity to end the series here. The crowd behind Tribe massively slow at the moment. Не, ну слушай, тут Спайк очень жестко будет продавливать. Ну, Гули читает, просто Гули читает. Ну, думаю, теперь понимаете, да, кто тренировал Гули? Ой-ой-ой, что делает Сту? Просто разносит планету. Ой-ой-ой, Сту, что ты делаешь? Просто остановите кто-нибудь его. Taking it slow and steady as Livy now with a beautiful angle. I don't know how he even connected that tap, but he did. Now another breakthrough there. Salty Barrel though to the face. Каус просчитал. To stand his ground, and now the curveball as well. As Livy's ну, сразу видно, Трайба не готовились, не тренировались на мансы против Спайка. Tyrant now looking to maybe clear up the other side of the map with a couple more of those breakthrough activations, but he's hit by the mute. Semantic was hoping to try and capitalize. Почти Джанет добила в Пенни. А что теперь будет делать Сту? У него закончились гаджеты, по нему сейчас будет стрелять мортира и, скорее всего, попадет. Не успел уйти. Реакция не подвела. Переагрелась мортира на Бель, на Бия, на пчелу. Все время, знаете, какая-то игра, если честно, вялая, не знаю. Спайк хилится, Джанет хилится, все хилятся. Зулан пытается мансить, но не очень это получается, плюс еще Пенни накидывает. Нажимать сразу двух, все-таки проблематично это. Да. Видно, что цепочка очень плохо получается по мансам против Спайка.
Отлично, сразу снесли турель. Пенни. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо. Пчела зафокусила. Ой-ой-ой, повезло, повезло, то, что не попало по Пенни замедление. Ой-ой, забирает спью Отиса. Копит ульту. Копит ульту, начинается продавливание, отлично. Это минус Пенни должна быть. Нет, 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 защищается мортирой. Минус мортира. Оп. Давай, 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 забирайте, забирайте. Подхити, пчела, очень опасно ты ходишь. Тебя убивает и понимаешь, вся инициатива переходит на команду СК. Ой, отлично, отлично забирают Спайка. Но при этом же забирают Джанет. Сту пытается что-то сделать вообще невообразимое. Чуть не убивает пчелу. Защищается гаджетом. Нужно срочно подхилиться, что пчеле. Но остается 7 секунд, и это ничья. Это ничья. Ничья. Да, ждем еще. Еще игры. I mean, for the majority of the time, they were the ones on the ropes, and towards the end, just really started to make the most out of overtime. Couldn't quite get the ball from the corner, but got to see that SK mean business here today so far. They'll be quite happy to take that as a draw. Look at that, Tyrant's force Semantic out of position already. Getting with the outplay there. And now Tyrant, just a breakthrough to remove some of that architecture. Probably was hoping to get that bottom part of the fence as well, but he'll have to use another catch. Отлично, размен. It's going to be a trade on the right side. Одиссей и Сту. And ultimately it will start to just help out a lot when it locks on to the drop the base and everything else. Slivy with the amplified shot, being patient with it, but now we'll have to earn it again. Semantic creeping forwards. He would love to. Ой-ой-ой-ой-ой, Семантик перебивает. Ой, какой точный выстрел от Пчелы только что пришелся. Красиво, красиво. Сравнял шансы. Исправил ошибку. Сту. Ой-ой-ой. Пенни под замедлением закрывается мортирой. Минус Джанет. Остается одна пчела. Ой-ой-ой. Успевает задефать. Выкидывай мяч. Ай-яй-яй, какая плохая станция была. Какая плохая станция была. Просто продлила выстрел Пенни, из-за этого умерла пчела, но, скорее всего, там бы ее спайк добил. Нужно подхилиться пчеле срочно до фулл состояния. Последний гаджет был использован. Сту. Пчела заряжена, хищник готовится. Естественно, промазывает. Сразу убивает новую заряженную. Сейчас по Отису, скорее всего, будет фокус. Отис, фокус! Отлично, отлично. Продавили очень хорошо. Выходи. Нет, не сульты, что ты делаешь? Отлично, это гол. Очень зря ульту он потратил. Сейчас могла бы очень сильно зарешать эту ультан открытый. Господи, сразу ловит Джанет фул вообще выстрелы. Прожимает жестко СК. Сту наносит хороший урон спайку. Ой-ой-ой, Пенни 2 точки попадает. И, к сожалению, для фанатов Трайба это... Что, они засейвили? Господи, каким образом это могло произойти? Ну тут минус. Отлично, СК остается. Игру команды СК. Мяч вперед выбросил, к сожалению. Я еще говорю, к сожалению. Как мне кажется, зря, потому что челы могут подойти забрать его, но нет, ничего не решается на это. Ой-ой-ой. 3 тычки автоатака промазали. Ничего, бывает.
Неужели смогут продавить? Неужели смогут продавить на последних секундах? На последних секундах смогут! Какая красивая, какая красивая! Господи, просто феерический сейв ворот и такой красивый гол. Все, полетели, переключайтесь нас в игру. Ой, отлично, отлично, Пенни зажали. Блин, ну почему там не попадание было? Это очень печально. Не-не-не, что-то отмена пока что. Выстрелом отлично, отлично, 2 подряд выпадает. Как-то говорю, что отмена. По Отису, 600 хп у Отиса. Фрилайн. Отлично, нужно кактус снесли, Гуили, фокус. Пчела, давай попади. Один выстрел от пчелы нужен всего лишь-то. Пчела. Почему так много промахов? Подкидываться пчеле надо, не стрелять по стенам, конечно же. 1800 хитпоинтов, уже 1200. Everyone on Tribe just starting to move around a bit more to heal up accordingly to then get back into the thick of things. But more or less, everyone trying to earn that utility, trying to give themselves the edge as we approach. Ой-ой-ой, ой, хорошо, Айкаус закрывается бочкой. От стана. Ну, Спайк очень сильно жмет. Просто посмотрите на это. Да, не умеет мансить против тычек Спайка. Зря он вышел на Пенни, просто схлопотал 2 выстрела. Что от кактуса, что от Пенни. Комментатор, которого мы заслужили. Pennytar locking him on, and he's still just not dropping a single HP. Now the breakthrough, now the aggression. Oh, beautiful. Ой-ой-ой, опасно было. Нет, Сту все-таки забирают. 2 в 3 остаются, но Сту уже ресается, у пчелы есть большая, она его тратит, есть еще одна. Все-таки пассивка на двойной выстрел. Как же чел его сможет реализовать или нет? Нет, к сожалению, не получилось. Также ульту в никуда. Блин, лучше бы он сохранил все это до открытого состояния. Зря он так рано начал пушить. Все, открытая карта. Ну, тут пчела должна просто разрывать. Пчела пошла, автомат просто полетел. Автомат Калашникова. Давай, разрывай. Просто пуканы всем подряд. Отис фокусит, неприятно. Выстрелы все-таки не маленькой дальности. Ой-ой-ой, еще получает дабл пчела от Сту. Ой-ой-ой, хороший выстрел от пчелы. Забрала Отиса. Конечно, лучше бы и подхилиться до фула, а не выстреливать на 1800 все-таки. Потому что останется всего лишь одно попадание от какого-то из браузеров, и оно снова выходит на хил, либо ей придется уже бежать с базы. Ой-ой-ой, повезло, что закрывается. Так, опасный момент. У Айкауса был 100 хп. Мансует. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, обратно пас. Ой-ой-ой. Блин, очень близко было очень близко. Надеюсь, нам покажут этот момент. Блин, там просто миллисекунды не хватило. Просто не хватило миллисекунды. Ой-ой-ой, хорошо, Джанет против Отиса отстояла. Ой-ой-ой, гаджет неприятно, конечно, слился. Ну, Спайк снова просто делает свою работу, поджимает цепочку, просто на халяве стоит, выстрелы накидывают, они там сами крутятся. Выстрелил, крутится, тычки мутится. Ой-ой-ой, Отиса вдвоем прожали, неприятно, а Спайк-то далеко от ворот. Сейчас одна Пенни должна отдефаться против двоих. У нее-то не получается, это гол. Гол от Трайбл залетает. СК нужно по-собраннее играть. Потому что счет 2-1, напоминаю, в пользу Трайбов.
И это решающая для СК игра, потому что если они проигрывают, то они отлетают, и трайб проходит дальше. Ой, неприятно, по стулу залетел выстрел от Пенни. Все, трайбу просто увели мяч в деф. Трайбу увели мяч в фулл деф. Я не знаю, тут СК нужно два из всех троих, чтобы этот мяч только достать. Что очень сложно делать с их пиком. Стул убивает Отиса. Отис сейчас будет выходить без метки. Ой-ой-ой, неприятно. Турант хотел гаджетом сломать стену, но просто ультанул в нее. Отлично. Забирает. Джанет Отиса. Ой, Отиса. Спайка. Отис остается против троих. Ну, потому что наконец-то его команда. Ну, у типочков есть 45 секунд, чтобы изменить ход матча, чтобы камбэкнуть, чтобы не проиграть эту игру. Слышим на фоне фанатов как трайбов, так и СК. Ой-ой-ой, меточка на пчеле была неприятная. Смотрите, СК смогли мяч наконец-то вытащить. Но ненадолго. Да. Опять всех убивает, и мяч догонит обратно. Остается 15 секунд. Я думаю, тут уже исход очевиден. Трайб проходит дальше. И будут сражаться через одну игру против команды Z Division Zero. Никто не ожидал то, что трайбы смогут, причем трайбы из Америки, трайб AAA. Да, это сильно. Прямо сейчас мы увидим батл Z Division 1 против Стамины. Ой, это Huawei, кстати, по камере. А мы можем пока что пересмотреть этот момент, как немного не хватило типочкам. Просто миллисекунды не хватило им, чтобы забить гол. Да, немного бы раньше Джанет посуетился, и был бы гол. Печально. Кто был MVP этого матча? Ну, естественно. Ну, пусть Турант будет. But I said, prove me wrong. I would love for nothing more than for you to go out and explain to me exactly why we were in the wrong. And that is exactly what they did. What a day, what a вот этот момент просто, блин, так обидно, конечно, то, что там гола не было. Но по итогу все равно трайбы забрали, трайбы выиграли, трайбы прошли дальше, трайбы будут сражаться против Z1, Z Division 1. Ой, Зира, туплю. Z Division 1 будет сражаться против Стамина прямо сейчас. Буквально через 5 минут. У трайбов у всех трех игроков киллов 10 или больше. Жаль, это, который болел за СК. Да. А чё Каус дизлайки поставит? Не получилось. Америка лидирует. Интересная реакция фанатов Нави, которые видели, что были кажется токсик. А вот, оверот взяли. Как Нави, так и ИСК. Ну, ждем выхода следующих команд. А я, короче, пока себя отойду, чаюху налью. Вот, ненадолго. They sort of, broke their sort of normal streak of sitting and waiting. Tribe did at the start of that last round. They just pushed up the middle. They knew they had a brawler advantage, and they just brute forced their way into the goal, putting SK in a position basically you'd be unable to come back from. I think this game really delivered. I think, SK definitely was suffering a lot of scrutiny early. They managed to bring it back, but now I guess the title
you know, the NA-EU rivalry, it definitely is over in the NA direction. There's much more to be decided here at the Brawl Stars World Finals, ladies and gentlemen. 2 semi-finals to come, so don't go anywhere. This is the 2022 Brawl Stars World Finals, and we are just getting started. Так, тут здесь музыки не будет никакой. Это что, музыка вот отсюда. А, короче. Я просто пришел, думал, что тут музыку будет САП, чтобы выключить. Тут вообще ничего нет. Так, я понял, тут была музыка все-таки с авторским правом. Я вот понял, если присылала пассив ЗАПы. Ой. Скайнави не повезло. Так, естественно, кому повезет, когда ты пикаешь дабл лайн. Что за кринж? Никому еще с дабллайном не везло. Просто признать надо, что я обосрался и все.
EMEA teams in the competition. I am heartbroken. I predicted with my heart this year, and it has not paid off. Смотрите, дает заново перевыборы, то есть у меня не прошла ставка, то есть я не угадал. Кто выиграет, ZT1 либо Стамина? Я считаю, что ZT1 выиграет. Да, за них... Да что мне постоянно появляется? 76% голосуют за Z. Да ёпта, я ж убрал. Все, не надо не больше. Я понял. Yeah, this is gonna be crazy. Who out of SMN or Tribe Gaming NA might take down his полуфинал, да, сейчас самое интересное начинается. Это полуфинал. Прямо сейчас у нас будет играть Zeta Division 1 против Стамины. И следующий игра у нас будет Zeta Division Zero. Просто смотрите, все обосрались, никто ничего не угадал. Сделали новые ставки. Кто-то у нас думает, что NA Tribe Gaming NA выиграет Zeta Division Zero. Нет, ну мне кажется, тут без вариантов. А вот за Z1 все-таки проголосовало больше людей, чем за Стамину. Ну сейчас посмотрим, как отыграют команды, как они себя проявят. Мне, кстати, интересно, новые добавили ли новые что-то? Новые подарки. Нет, также 1000 максималка. Ой. Все нормально. Writing itself here at the Brawl Stars World Finals. No doubt, STMN in Zeta Division 1, it's coming up very, very soon here, but of course we have to get prepared as well and also discuss how exactly this one is going to go down because... На всякий случай обновим, потому что иногда бывает то, что задержка появляется после такого. Лучше сейчас обновить, пока игры нет, чем обновлять потом. Так, естественно, тут звук пропадает. Not a whole lot of people expected to do so well from the EMEA region. Yeah, no, certainly so. I mean, говорят, что 80 для EMEA региона слишком много, пора России 3 отдавать минимум. Let's be honest, they popped off at the end of that match against Team Queso, but on the way there, it was a little messy. They lost the 2 first set, nearly ended up going down because they had to face some match points, and that would have been quite unheard of, to be honest. But either way, let's get our teams on the stage. Semi-final number 1. Semi-final number 1. De retour pour les demi-finales. Encore Это beaucoup точно de даже matchs не pour les английский joueurs pour les язык. demi-finales. Это может французский какой-то, потому что во Франции проходит финал. Мне кажется, тут на французском говорят. Il est temps d'accueillir la première. Ils font partie des favoris. Il y a 2 équipes japonaises. La première équipe japonaise toujours en cours. Un max de bruit pour Zeta Division 1. Ой-ой-ой, а почему оттуда выходим? Ой-ой, пятью не раздаем. Что, чтобы Трай выиграли этот турнир? Ну, не знаю, посмотрим. Справится ли. Oh yeah, I mean the world champion is delivering again. There were some questions, you know, coming into this year's World поставочки, Finals, поставочки. Делаем подставку под ноги. And to me he surpassed it, so I can't wait to see how he performs here against SCMN. Talking of them. Сколько раз Z1 и Z0 встречались в единичных финалах? 4, думаю. Et leurs adversaires, 7 раз! grande finale, ils représentent évidemment l'Amérique du Nord, 3 joueurs qui ont un super parcours Охренеть. pour l'instant, mais un gros client en demi-finale. Un max de bruit pour STMN. Stamina Esports, that's Bobby, OG, Czar, and Sans sitting on the bench, rather probably on the couch at home right now, as he couldn't quite make it here to the World. Слушайте, они отдохнуть-то успели после предыдущих игр? Там, наверное, так вспотели жестко. Big wins. Team Queso, that was a very close match, but a full-on reverse sweep. If any team
is, you know, as ice cold in the veins as Zeta Division 1, it might just be STMN. I mean, just imagine the amount of pressure that they must have been feeling after значок Нави, the значок Нави наклеил. Where they fought their way through 2 match points in a row to get that ball rolling and get that Чел значок Нави наклеил. in. It is unimaginable. And yeah, that's really the only thing that can contest versus Zeta Division 1. But we've heard people talk about how Zeta Division 1 play and just how it's like robotic. It's as if they are AIs. They are made to play Brawl Stars. They're just that good. And STMN in those first couple of sets that we saw versus Team Queso, some really big blunders, making mistakes, that is not an option here for STMN. Yeah, there's been very few reverse sweeps. О, братанчик не мог подмыхи побрить перед турниром. Понятно, все понятно с тобой. On the biggest stage, it's unbelievable how good STMN have been able to handle the pressure so far in these World Finals 2022. But this is a whole other level of an opponent, Zeta Division 1. I mean, they came here as favorites pretty much, and so far they have not disappointed, taking down teams like Totem just earlier today, which honestly, I mean, most of us. Мне кажется, поставки вот эти вот специально для Z разрабатывали. Типа, ну, нет типочков таких низких, только в Z по росту что-то как-то стоит немного. Знаете, они типа из роста все в скилл вышло. Going down a couple of sets to Team Queso. Maybe we shouldn't think to ourselves that посмотрим, сможешь ли стамину что-то противопоставить. Themselves by the gameplay. That's what I'm counting. Да, видел пин Нави. Я сразу сказал про пин. А, так смотрите, там у другого чела тоже Нави, только у него просто Нави написано. You know, their biggest advantages obviously is going to be the tempo, but it could be a weakness too that he has been so instrumental, you know, and such a big part of the success. Тут показывают, как Z1 просто делали золотой дождик своим противникам в прошлой игре. Надо сказать сразу, чтобы прибодрить своих противников стамину. Be what makes the difference, but it's really hard to tell at this point. It's a fascinating dynamic to think that the strongest point of your team can also be your biggest point of weakness if you rely on them too much. And Zeta Division 1, really the one standout player for me that would step up to take that spot has got to be Moyagoku. He has been popping off today as well. Just in my opinion, barely outshined in today's competition. If Shetampo gets singled out, I am very confident that Moyagoku will rise up to the challenge. But what happens if STMN just plays diff today? As far as the STMN roster, it's hard to single out a single player either as well. They are all doing very, very well today. But as far as a Shetampo situation, I don't think there is just a single brawler, or rather a single player on STMN that we can pick out as a point of weakness or a point of strength here. It's not quite as clear-cut, right? Because if we looked at their performances so far in their World Finals this year, Просто реплей команд, которые добрались до полуфинала. Сначала показали Z1, теперь показывают стамину. Только самое главное не показать, как стамина против TQ играла. Просто стамин TQ 2-0 пользу TQ. Вытаскивает последний раунд в этом нокауте и все. Еле-еле как урывают 3-2. И самое главное не напоминать. Czar, I think, has been a little bit more quiet, which is unfortunate because he is an incredibly talented player. Не рофлит над нами. I want to see more from him. Да я не думаю, что... Нет, тогда нужно было кольта, и Лолу. Ебать, нужно было сюда, короче, кольта и Лолу наклеить. А сюда, кто там на виду был, а сюда вот этого второго чувачка. Вот тогда вот это рофл было бы реально.
Ой, забейте. За стамину вообще никто не голосует. Один чел из 4 голосует за стамину. Опа, по банам у нас. Прямо сейчас у нас игра происходит на карте Hard Rock Mine. По банам от Z Division 1 у нас Капс, у нас Бас и Пенни. Первый пик у нас от команды Стамина производится и выбирает Бобби Отиса. Также стамина забанила Карла, Пока и Сту. Так прямо сейчас остается 20 секунд, чтобы обдумать свой пик, что им противопоставить против Отиса. Ну, я ставлю на то, что будет какие-нибудь пики. Пенни, конечно, в бане. Так бы, скорее всего, Пенни бы взяли. Но думаю, что Зета может пикнуть какого-нибудь мидера по типу Макса, по типу Чилы, почему бы и нет. Джин. Газа берут они. Газ неплохой пик. Но все-таки мне кажется, что Газ больше идет на лайн. Посмотрим, что все-таки выберут, какую тактику выберут за Division 1. Кроу берут вторым пиком Зета. Picks from Zeta Division 1 looking kind of scary here, especially Gus, but also Crow as well. It looks like they Что же ответить на это стамина? Ну, мне кажется, что против Кроу можно брать Пока, чтобы снимать хил. Можно было бы, конечно, взять, если бы не был в бане. Вот. Поэтому стамина думает над чем-то другим. Я думаю, что против этого можно противопоставить как пример Рикошета, либо какой-нибудь мид Джина, например, да. Все правильно делают, берут Джина на мид. Не нужно брать какой-нибудь лайн. Ну, я бы на их месте взял бы Рика. Не, я бы на их месте взял Спайка, но учитывая то, что Спайк очень редкий пик сюда, я думаю, что будет Рикошет, либо будет пик какого-нибудь другого персонажа. Сейчас мы узнаем, кого именно. Кто выиграл СК? Нет, Трайбы выиграли. СК отсосали. Макса берут. Что для меня, кстати, очень странно. Макс вроде здесь играется мид, ну ладно, в принципе. Выбирает Макса, типочки. Посмотрим, что смогут на это ответить Зета. Тут, естественно, уже ни о каком рикошете речь не идет. Здесь нужно брать что-то кардинально тащерское. 8 бит мы уже поняли, что не вариант. 8 бита очень легко задавить. Думаю, может быть, какой-нибудь будет Бо, либо Пчела. Проверяем. Джанет решили взять. Постоянно забываю про эту Джанет. Tremendous value. It's also a mystery as to which lanes exactly we are going to find these people on. Yeah, I was gonna say, I agree, but at the same time, are we really разминается Зета, также стамина тоже не отстает. Делают упражнения. Физическая разминка все-таки не помешает. Ну, полетели мы в игру. Ой, уже 2 выстрела по Джину пролетело от Гаса. Ой, третий. Джина 2000 хп остается. Так, показывает то, что почти у всех, кроме Джинет, есть скорость. Также у Джина, у Отиса и у Макса есть глаз, как у Джанет. Джин сейчас не пикает, да, кстати, не понимаю, почему. Ну ладно. Ну тут, единственное, идет саппорт от Касса, чтобы быстрее лайн перебить. 80 хп остается. Неприятно. Максимально неприятно. Сейчас просто Ворона могли бы закрытить, но, в принципе, его добивает Джин. OG has been flanking Zeta for so long now, not quite able to find as many kills as he would have wished, but he is creating some space. Землен Отис, неприятная ситуация. Ой-ой-ой, промазал меткой! Это максимальная ошибка, просто ошибка галактического масштаба.
Забирают Макса, забирают Джина. У Зета уже 8 гемов. Прямо сейчас выпадает 9-й. 10-й гем будет выдан Зете прямо на базу. Ну, смотрите, шансы все еще есть. У Джина есть ульта. Макс прошел слева, Ути стоит справа. Но если бы Джин, конечно, хилился, а не страдал фигней, то были бы шансы. Но так нет, Зета все прочитала, и Зета размотала типулечку вообще под ноль. That was close from being a kill and reset, but either way, the Gems were way too far into Zeta Division 1 spawn, so they had a strong countdown, were able to hold on to it and lock in that first game. Let's see if they can turn it into a set. Zeta Division 1 once again approaching mid with nasty Throw intentions. They are trying to get some early game damage onto Bobby, and Kenji is going to do just that. Bobby's forced back. Moyagoku also tags him up with the there's a slow as well and some poison to keep him down for even Решили longer. поменяться лайнами, забирают уже Отиса от команды Стамина. Стоят 2 в 3. Right now, positioning is still quite good for Zar. See if he can make something out of it as Moya and Kenji try to pinch him out. We'll get him out of position, but now the healing buffs. О, скорость от Макса полетела. Джин под скоростями может забирать еще 2 гема с вражеской стороны. Я решил не рисковать, все-таки там у Гаса мог нафармиться привидение, он бы его взорвал и дал бы 2 выстрела, и там был бы минус Джин, потеряли бы все гемы. Not quite as dominant as in most games we've seen Zeta play, but dominant enough. Да, Джин забрал гем сразу в команду, но свой темп это не простил. Сразу же цепочка отмудохал. Ой-ой-ой! Джанет убивает цепочка на базе и забирает гемы. Уносит 3 гема просто с вражеской базы. 10-1 по счету гемов. Сможет ли Стамина выбить гемы с... Джанет? Нет, не смогли выбить. Джанет улетает на ульте. Уносит 3 гема к ним на базу, остается 5 секунд. Держит все на Джина, но нет. Ворон все керрит. И это Солянова от Зеты. Зета Солянова забирает. We haven't seen as much of Tempo in that opening set as we did in the previous matches of him. And then he hits us with literally the perfect play. He goes in, kills the gem carrier in their spawn, steals the gems, gets away in a 1v2 with like 80 HP, gets a kill in the process as well. I mean, this guy is just on another level. He has perfected playing Brawl Stars. I mean, call it a flex if you want, but that's simply just good gameplay, and, you know, being that good at this game is incredibly rewarding, as we just saw. Very, very surgically played by Zeta Division 1, and despite us being more familiar and more comfortable with what STMN was running, it was, like I have been saying, robotic. It is just picture-perfect gameplay from Zeta Division 1. Yeah, love the confidence rising up as well, as Tempo encourages the crowd to be loud when they have some good plays. And overall, I definitely feel like STMN had an absolute chance with this draft, but Zeta Division 1, just their execution is so well calculated. There's just no room for mistakes in there, and STMN were just not quite able to match that in this opening set. Забирает Зета 1-0 что-то в пользу. Momentum carries on over for Zeta Division 1 because STMN, I think they looked very confident headed into that first win and got completely shut down in every single department. And we saw some good approaches, and to reiterate, confident approaches, trying to get in enemy backlines, especially тренер стримит такой говорит: да, бля, ребят, похуй, типа, мы и так уже дошли сюда еле, или как, блядь, там, против TQ, слава богу, не отсосали, короче, забираем, хотя бы какие-то призы. Yeah, no, I agree. I feel like his flanks were like brilliant ideas, but somehow Zeta Division 1 where they're like, we can coexist on this side of the map as long as you don't, you know, take down our gem carriers or fragilize our lanes. We're fine with it. And такой теннис именно, да, бля, пофиг. 80 тысяч долларов уже забрали и сойдет. Так сойдет. Куда мы летим? Против Зета у нас нет шансов. Надо было Рика брать? Не было шансов бы так же. As focused as possible, and I think
Вот у них у всех, кстати, видите, у них у всех значки Нави наклеены. One of their best modes, 71% win rates. Heist is coming up next as well, and this one is not really a standout for either team here, actually, so this has the potential to be that much more of a scrappy matchup in the second set. Yeah, definitely so. We'll see if that is going to be enough to give more of a fighting chance to Stamina. As we показываю следующую карту, это у нас Haste. Man, we've seen все равно они показывают эти кринж-обработки, там, где газ просто в стену долбится. Save Zone. Так, по банам у нас от Division 1 Брок, Калет и Равс. А по банам у нас от Стамины Карл, Бель и также Равс. Перепик у нас от Стамины это 8 бит. Достаточно странный пик, потому что у нас не в бане все еще пчела, напоминаю, не в бане. Также у нас не в бане. Хотя нет, Калет в бане. Сколько прошло блока? Да не знаю, но плотно прикалываешься. Очень плотно. Это хорошая футболка, она там, ну, в 2 слоя прошит. Я, наверное, не порву даже. Футболка дешевая. 1015 может быть. За 15 тысяч можно. Ну так ладно. Первый пик от ZT у нас поступил это Гриф. Также они, наверное, обдумывают. Но я уверен, что тут будет пчела. Это 100%. Тут, наверное, гадалки не ходили. Обязана быть пчела. Карта открытая. Нет, Лола. Лола поступила пик. We'll have to see what the approach is from SDMN to deal with this as well. Lola, not only does she offer great damage on lane, but she can block out a lot of damage. Пайпер, нет, Пайпер тут не будет, потому что Пайпер это аим бравлер, а тут все берут таких более-менее, ну, таких других персонажей, другого плана. Я это уже просек, то, что это не обычные пики, а не обычные меты, то, что тут типа свое придумывают. Provide any good counter opportunities for Zeta Division 1 with their next couple of picks. Pick number 2 for SDMN is coming in. It's going to be Penny, actually. Выбирает Стамину. Alright, I mean, I don't mind it. It's not necessarily something I think is necessarily the most meta brawler when it comes to safe zone. Интересно, будет ли Ворон? Ну, я ставлю то, что должен быть Ворон. Бо маловероятно. Не думаю, что будет Бо. Думаю, что пчела будет. От любой команды будет пчела. Газ может быть. Отис. Да, Отис. Забыл всем про него. Отис это вообще мета, его сейчас везде пикают. Ну, опять же, ждем пик Газ, пчела. Бо не думаю. Ну, Брок в бане у нас, Пайпер точно не будет. Карлитос, ну такой маловероятный пик, но тоже, в принципе, могут забрать. Все-таки цепочки не промах, там на Карлитосе неплохо разносят. И Сквика решили взять. Не знаю, либо я карту перепутал, либо они что-то вообще, типа, какие-то странные пики максимально забрали. The A-Bit's weakness of, you know, the turret, which Penny can annihilate. So I think it's very even, at least from my perspective. Да, я сейчас не понимаю, почему тут именно такие пики. Ну ладно. Ну как по мне, если честно, то у команды Стамина пик будет получше. Ну, посмотрим, как смогут реализовать своих браулеров обе команды. Ой-ой-ой, какое неприятное замедление. Бит просто не может выйти. Ой-ой-ой, как же хорошо Кенджи попадает на сквики. И так, конечно,
больше никуда. to push up on the right side. He also has heals coming in at every given second. First turret comes down from OG. It's a boosted бooster почти с темпа отлетел. Нужно мортиру ставить. Мортиру. Отлично, мортиры поставлены. Ой-ой-ой, как же Пенни продавили. Ладно, размен ушли. Я сейчас не совсем понимаю, почему у Бита нету скорости, но ладно. Как по мне, это ошибка. Я бы взял все-таки скорость больше, чем высокий радиус. Он была постоянная мортира. Нет, нет, господи, что за глупая мортира была после сквика? Так сказать, это максимально глупый бит туда же пошел. Господи, вообще на ошибках не учитесь, ребята. Что вы делаете? Просто сейчас с просранными станциями, конечно, за это их продают, причем очень сильно. Я уверен, то, что будет в течение 30 секунд нанесено как минимум процентов 20. Но нет, почему-то держится. Хорошее, то что Отис постоянно переходит, то на мид помогает, то слева свой лайн перестреливает. Но нужно стамине проходить, потому что 2% было нанесено, и нет, стамина не справился со своей задачей. Проходит сквик, и это первая игра в сейфе за командой Z Division 1. Was yet another game that's straight in a row now. Стамин нужно срочно снимать значки Нави, срывать и камбэчить. SCMN, no doubt, said, wait, guys, we need damage on the safe. We're behind by 2%. We haven't even touched theirs. And then it all just started to crumble from there. They had to take a different approach this time, and it looks like Zar is going to be starting off on the left side, hoping to get some easy pot shots up mid. Didn't seem to work out for him either. And things have doubled up on the right side in an unfortunate way for STMN. They're going to lose this mid fight at the beginning of the game, it looks like, unless Bobby is able to hold off a lot of people on his own. Пока что идет жесткий прессинг от Зета. 6% опять было нанесено. Сайд темпа проходит по лайну, все там забирает, все, забейте, стамина обосрался. Стамина обосрались. Сейчас будет еще минус 8 бит, но это элементарно, не знаю, что там орут. Там элементарный манс просто вплотную от бита был. 40% было снесено сейфа. Я абсолютно не понимаю, как стамина собирается это камбэчить, хотя Пенни зашла в кусты. Ой-ой-ой, поставит. Господи, сейчас просто... Посмотрите, какой урон сейчас будет проходить, это просто жесть. Давай, наноси урон. Охренеть, одна Пенни сравняла проценты. Да, конечно, бочка это просто имба. Ой-ой-ой, какая хорошая. Ульта от сквика залетела. 2% перевес в пользу Зета. Ой-ой-ой, как быстро Пенни стерла чертенка Лолы. Накоплен, но мортиру у Пенни, если что, при поджиме можно будет переставить. Ой-ой-ой, какая ошибка, что с мортирой? Я уверен, что он хотел поставить наоборот выше этого квадрата, но перелетел. Я не знаю, правда, как настолько можно обосраться. Нет, все, это поражение команды Стамина. Обоссали их 2-0 в пользу Зета. Стамина отлетает. Arrives just in time, and an 11% differential towards the end gets this second set victory for Zeta Division 1. STMN are on the verge of defeat as Zeta Division 1 secures a second set. And now there is literally no more room for mistakes for the North American team. This is the
highest that this roster has Трущество ever значков. gotten. Top 8 is where they placed last year. They really want to go all the way, or at least to the grand finals. But right now they need 3 sets in a row if they want to shut down the powerhouse that is Zeta Division 1. Well, we know what that could look like for STM, and we know what it's looked like in their very last match as well, except that was versus Team Queso, which is not Zeta Division 1, and I would not really place on the same level as Zeta Division 1 either. На 1% выиграли, серьезно? Unfortunately, much respect to the guys. However, Zeta Division 1, they are just different, and the stats seem to tell a similar story. But when we look at STMN, by and large, higher average DPS, it looks like, and I think a lot of that just came down to Zeta Division 1 getting that damage when it mattered the most. Yeah, I think it's also about the positioning, right? The most part, the fights were on the top side of the map, which means that STMN, even if they go down, they respawn quicker, get quicker back into the action, get more damage. But they don't get any sort of damage on save from those sort of encounters, right? Because they're in defense, the time that they get towards the enemy safe. We saw in the first game, they didn't even hit the save, and in the second one, they did, but I mean, it still was Zeta Division 1 that took it. And right now, they are on fire, building up a ton of momentum and stamina. Интересно, будет ли камбэк стамины как против TQ? Все-таки TQ и Z Division 1. Unfortunately, for Zeta Division 1, this is actually their least consistent map. 44% win rate for Knockout, and for STMN, nothing really special to speak of on Knockout. Not the best, not the worst. And Knockout, of course, it's one of the newest in the game. It is the newest mode in competitive, and as a result, once again, a little bit less consistent. This is where STMN can bring it back. The odds, I think, are really in STMN's favor here compared to other maps and modes that could be approaching. В нокауте от Z бан у нас Нани, Брок и Тик, а от стамины бан у нас получается Спраут, Тик и Гром. Всех метателей решили стамины забанить, и пику первым пиком Бо. Well, we've seen how that matchup can also go. It can just be particularly irritating to face versus sort of thrower meta on this map and attempt to guess what Но они, видимо, знаете, просто решили пойти вместе с ними. Да, только, наверное, забрали 15 тысяч, а стамина 80. Хороший бравлер! Ребята, хороший бравлер! И Кенши пикает! Не, ребят, я единственное, что могу на это ответить, это вот это вот. Просто, ребят, спасибо, что меня пикнули. Спасибо, ребят. Всем привет. Это я, но комментаторы говорят, что это Леон, но нет, не верьте им, это я. Меня пикнули. Так. Ну тут уже явно видно то, что преимущество на стороне стамины. Так, следующий пик у нас Отис. Так. Что же у нас будет дальше? Ага. Стамина думает, что же противопоставить мини-кулеру. Так. И что же они смогут? Пайпер они выбирают. Так, что там выскочил, не понял. Так надо. Меня выбрали, не бойтесь. А, на самом деле появилась картинка наконец-таки. Джанета не выбрали. Какая-то ульта. Ну я просто беру, короче, и... Не знаю даже какая. Просто мамок своих тиммейтов в соло-лиге. Ну поняли, короче. I like the squeak again against the Penny. I think it can do just wonders, right? Take down the turret very easily, depending on where it's placed. But it has a bit of an edge to that extent, and
I don't mind the bow, but I also don't know if it's necessarily going to be that. Ну, посмотрим, что тут по пикам. В принципе, по пикам у стамина намного лучше, намного. Но, как мы уже неоднократно видели, то что Z1 очень хорошо реализует своих браулеров. Да, их, смотрите, просто поджимает. Игра только началась, сразу зажим, цепочки теснятся к базе. Lane the entire game because that's simply how Squeak operates. You can consistently spam your shots at one area and deny it for the entire game unless you make a mistake, which unfortunately for SCMN, Zeta Vision 1 simply don't do, and we see it in the positioning as well. Поджались, два цепочка Z1. Не смогли разжаться вовремя. Ой-ой-ой, неприятно сантемпо получает выстрел. Серьезный урон. Опасно у GT хитпоинтов. Ой-ой-ой, Пенни забирают. Бо получает 2 раза выстрел. Мы умираем в дыму, забейте кринж мирового масштаба. Пайпер последовал тому же решению. Зету сухую пока что просто уносит стамина. Зарядили гаджеты. Решили раскрыть стены. Правильно, у них персонажи больше рассчитаны на дальность, чем у команды Z1. И для них раскрытие будет более полезно, особенно на поздних стадиях, когда будет дым поджимать, им будет легче расстреливать Z из всех калибров. У бота лежат мины, и если, конечно, не видели за это, что бот туда положил мину, можно было бы отойти с этой позиции, чтобы ее занял какая-нибудь Джанет, которая вылазит на минах. Ой-ой-ой, хорошо, Бо разменялись, сейчас Пенни начнет коцать туман, да. И чел улетел вплотную к Зете. Зета забирает первый раунд. Цепочек показывает эмблемку стамины на своем планшете, но, к сожалению, это не поможет. Скоро стамина собирает чемодан и отправляется домой с 80 тысячами долларов. С 80 тысячами долларов. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо от Пайпер тут пролетело сейчас по 2 выстрела. Еще по сквику залетело. Пайпер нужно срочно пойти раскрыть. Пайпер нужно пойти раскрыть, я говорю. Ну Пайпер просто отходит, даже не раскрывая. Не знаю, как по мне, это ошибка в отыгровке. Нужно раскрывать обязательно. Для них у них пик больше рассчитан на дальность. Нужно было раскрывать обязательно. How does he hit those Azar? Finds the tempo, and finally something seems to be going the way of Stamina as they are in a 3 versus 1, and Moya Goku chooses the gas. О, кстати, Стамина смогла. Стамина забирает первый раунд. Looks like the Oda Super was not too much of a concern for STMN because they had to know that that was going to be important to Moya Goku if they decided to push in. They really do need this penny super in order to get good control. Хороший гаджет от Отиса. Ломает. Ну, он, в принципе, всегда так как ему ломает. Правильно делает. Накинутый мин от Бо. Отжимает Пайпер левый лайн. But Zeta Vision 1 know too well exactly what fate awaits them if they let it charge up. And here it comes. Turret going down on the left side. And Zeta Vision 1 run for cover. Ой, Джанет пошла поджимать. Взлетает, чтобы не хавать лишних выстрелов. Хорошо, с темпа выжил. Это самое главное.
but so far is being disciplined and not wasting it. Что сколько происходит? ХП Отиса забирают, ошибка, нужно было хилиться. И это победа за стаминой. Отлично. Победа за стаминой. 1-1 у нас в нокауте. It's like deja vu. It's the same thing that we've seen versus Team Queso. Ready? I know you are North American and you're very enthusiastic and optimistic, but that's one game. There's been 5 for Zeta Division 1 before that. I want to believe you ready. I want to be with you for this one. But until they take the set, I'm not gonna call it too early because it's still match point and ой-ой-ой, какая ошибка. Стамин забирает по име. 2 в 1 остаются, и так у них проблемы есть с отыгровкой. Очень сильно поджимают их за это, так еще они остаются 2 в 1. Думаю, тут вообще шанс максимальное, минимальное количество. Хорошо, хорошо, Бобби делает. Ну, мне кажется, исход очевиден. Этот раунд Зета должен забирать. Или Ки 2 в 1 все-таки. Стен не раскрыта. Ну, для Зета это халява. Все отлично, это минус бот должен быть сейчас. Отлично, да. Первый раунд за стаминой. Посмотрим, что будет дальше. All they need is this one round. Well, it's not over yet for STMN either because they are fighters. Zar towards the top side. Каждый пошел на вкус своего врага. Actively seeking a target on the right side of the map. And STMN, once again, they need to win 2 rounds in a row to take this one back. поставить свой гаджет, который пожил больше половины времени должного. Так он даже до конца дожил, прикиньте. Это первый гаджет бог, который сломался сам по себе, а не от кого-то. They need something on the side of STMN, anything at this point. Поджимает Зета, более-менее раскрыта карта. По 2000 хп остается у 2 игроков Z1. Ой, Пайпер фокус, гаджет. Нужно было гаджет дать. Ну, сейчас не нужно было гаджет давать. Ну все, тут уже видно то, что Зета. Что? Ой-ой-ой-ой-ой. Забирает. Нужно было скрику лепить стычку на прилегающую стену близкую, чтобы и рассчитать так, чтобы когда Пайпер приземлилась, сразу стычка взорвалась, но не догадался он. Ушел вплотную, думал то, что успеет как-то добить ее, но, к сожалению, нет. 1-1 у нас в нокауте. Снова стамина поджимает Z1. Ой-ой-ой, какие прелестные гаджеты от Пайпер. Мне кажется, тиммейты просто благодарят за такую отыгровку. Тяжело сообразить было. Не знаю. Ну да, согласен, тяжело было. Ну так типочки-то Зета, а не какие-то лошпедки. Ой, что происходит? Все, стамина умирает. Один типочек. Второй, что происходит? Ой-ой-ой, стамина забирает. Камбэк, неужели это камбэк? 2-1 в пользу Зета. Все-таки помог планшет. Все-таки помог планшет с эмблемкой стамина. Забирает раунд. They say NA hope, and NA hope has come true, but only for one more set, as they were at the brink of defeat 2 times in a row, facing that match point, and with only 1 round to go. Amazing clutches that we've seen from STMN, but for Zeta Division 1, it's just another day at work. Показывают самые крутые моменты за всю эту игру. Can we just talk about how ridiculous
Bobby's gameplay is on that Piper. Like, it's not just that he's hitting ridiculous shots, which he always is, but Piper is supposed to be weak in endgame. It's not supposed to be the closer, it's not supposed to be the one that closes out those rounds for your team, and he does it twice in a row to bring his team just a step closer from the grand finals, a step closer to remaining relevant in this match. As we see there, the instant tap as he lands, I'm sure he's never spammed his auto aim as much as in that moment. Look at that one as well, pop in to clutch up that final game there. Just amazing stuff. And when we take a look at the kills as well, it's looking very переплюнули ММА, переплюнули. Давайте поздравим. Давайте поздравим. Поздравим. Чел выиграл, чел просто забрал все сливки. This is definitely a Bobby set. 5 kills, 145 DPS, the most in the entire set. Looking good for this guy. If he continues to pop off, then SCMN might actually have a chance. Yeah, he's been performing at the World Finals so far. So as OG, to be fair, 6 kills to his name, matching the tempo and Moya Goku's. But now SCMN, they need to, you know, slow things down and make sure they get следующий everything раунд у right, нас especially будет in в this ход-зоне. process. When you are trying to achieve a reverse sweep, the worst thing that can happen is to draft yourself and mess things up in the draft process. Well, hopefully they don't do that, at least for their own sake. But for the side of Zeta Division 1, I doubt they would mind. Here are the bans from their side. И Отис, Джанет. Решили Джанет забанить и Гас от команды Стамина. Я думаю, первым пиком будет Пенни. Да, отлично, отлично, Пенни. Но уже, понимаете, уже читаю, что тут по первым пикам, что по вторым, третьим. Думаю, вот команда Стамина будет пики какого-нибудь Бо. Думаю, что будет Бо. Может быть, Бель. Бо, Бель, что-то такое. Гриф. Интересное решение. Первым пиком в команде брать Грифа. Ну, такой себе. Посмотрим, как обернется это для Стамина. Ну, с Грифом, думаю, будет Макс, либо Пэм. Я думаю, Макс должен быть. Они любят Макса пикать, так что Макс должен быть. Сквик? Не, вообще забейте, какая-то странная комба Сквик с Грифом. Не уверен я вообще в данной комбинации. And I think Zeta Division 1 really did force SCMN's hand here because you have to do something versus the Penny here, and the wall break is simply not an option in this respect. And this means that Zeta Division 1, they can go some brawlers that they're relatively comfortable with, especially when we see Stetanfro on that Carl. That's something that he's very comfortable with, and it's also something that does fairly well in the squeak, especially if you gadget in, and then immediately super. Here's the Meg, though, and that's a big one. Yeah. This is much more unexpected, to be honest. I mean, ну, думаю, последним пиком будет Макс. Почему-то я уверен именно в Максе. However, it's probably Stetempo playing it. He played it on Ring of Fire earlier today against Reply Totem, and he was doing absolute wonders with it. And even Трочное ворнение 42 DPS. Да, уже комментировал это. Много раз причем. Well, we have to see what they pair up with it as well, because Poco's still an option. Wow, and yeah, there it comes. But you have to see the response of B on the opposing side. In fact, I think this is pretty much a gimme for ну, Максу-то мы сегодня увидим, алло, ребят. Давайте не расстраивайте меня. Я обязан был угадать пик. Хотя бы один, кроме Пенни. Потому что Пенни, блин, в каждом раунде играется. Zeta Division 1, they gotta be confident. No, Carl? actually, a Carl pick actually from STMN. I think it's not bad. Ну, не знаю, против Пенни. Мэг и Поко брать Карла. Against the Meg, it's a bit more complicated, because in the end, Meg has kind of a great matchup against everyone inside of her mech and a bad matchup against everyone outside of her mech. So it's a much more situational. Посмотрим, как они реализуют бравлеров. Смогут ли они это играть? И будет ли это камбэк? Но мне, если честно, кажется, то, что тут Зета соло унесет Стамин. Ну, давайте посмотрим. Ну, плюс они
не раскрывает, мне кажется, то, что реально сейчас за это просто соляного делают. Сколько снимает стан, уходит из-под выстрела. Ой, зря он на стан зашел. The capture percentage of Zeta Division 1 so far, now coming barely ahead. Tempo is playing da capo on Ой, странный залет, если честно. I'm pretty sure. Много мне непонятен был, без ульти, потому что... Далековато он как-то... А, я понял, почему он поставил так турель. Нет, тогда все правильно сделал, продуманно. Я сначала думал, зачем так далеко, а потом понял, что он сквик. Турель полностью оправдан такое положение. Ну, смотрите, у стамины прямо сейчас забрано 55%, в то время как у Z только 30%. Выживает Пенни, еще и попадает. Ой, хорошо, Поко вышел. Сравнивают проценты, две команды. Out, but that's not how the gadget works, man. Kenji also on the left side, barely hanging on by a thread. Moya Goku on the right, forced back very effectively. STM, they are in the lead here. Ой-ой-ой, вот это ульта от Мэк только что просто разлетаются, как горячие пирожки. Ой-ой, Поко выживает. Поко выживает. Поко все еще живет. Жесть. Да, тут жить очень нужно. Критическая и стамина забирает эту игру. Это победа за стаминой. Неужели камбэк? Неужели 3-2 сделают? From tying things up, pushing things all the way to a fifth set. What did you say about a reverse sweep? Huh? What did you say about a reverse sweep? Okay. I said I wanted to believe in it. I said I wanted to believe in it. I said I'll wait until they take the first. I will, you know what? I will patiently wait. That said, Zeta Division 1, they are still in this game, but we, I think for the first time in a while, start to see some blunders arise on Zeta Division 1. Думал я, но нет. Решил, что это ненужная трата гаджетов. У Мэк уже есть ульта. Да, втроем фокусит Мэк. Очень бесячий персонаж. Ну, тут сзади выйдет, 3000 нанесет. Ой-ой-ой, как хорошо-то Сквика разлетелась. Но Поко сразу парировал эту ульту своим гаджетом, расстанет всех. Ну, тут уже видно, да, кто все-таки фаворит, 60-0. 70% уже у команды Z, и стамина не забрала ни одного. Ой-ой-ой, не забейте Z в соло. 1% чисто зашел, забрал, знаешь, чтобы не в ноль, просто чтобы не в ноль уйти. What a way to answer from Zeta Division 1. Интересно, сможет ли стамина камбэкнуть? Что, Сквик даже не завязал вначале? Я сейчас сам не понял. Ну вот, теперь он решил завязать. Карл взлетает на гаджете, на вражескую базу. У Поко гаджет на хил, кстати. Точнее, пассивка на хил, а не на урон. Ой-ой-ой, Карл соло двоих забирает на 41 хп. Карл залетает, правильно, что отошел, урон нанес, все, достаточно. Ульту Поко потратил, время потянул, пока их цепочки забирали. Самый главный лайн дальше стоит. Ну, с Мэку, конечно, проблема у Грифа, тут видно это отчетливо. Мэк очень большой импакт вносит.
Проценты все еще равны, хоть и стамина поджимала там достаточно долго промежуток времени, но по процентам команды идут уровень в уровень. Но вот стамина потеряла контроль над ситуацией, над игрой. Только сейчас вышли из базы, но уже разница по процентам почти в 2 раза. И снова перебивает, просто мид приходит от одной команды к другой. Постоянно. Уже нет ни у кого гаджетов с команды стамина. Ой, хорошо, Карл убивает плохо. Жей СП не очень жестко зафокусила Карла. И Z снова забирает 80 на 80%. Карл сейчас будет залетать на ульте. Залетает, но правда много ничего сделать не может, потому что сразу фокусит. И Z забирает эту игру. Все, Z забирают. Счет 3-1. Стамина отправляется домой. И Zeta Division 1 переходит в финал. С чем мы поздравляем. Not this year, at least not in our first semifinal, because our second semifinal has a bit more of that East Asia versus NA vibes. But for now, Zeta Division 1 remain victorious. Yeah, you can still have some hope, ready. Okay. Пучка там прям со всеми обнимается. Отправили домой стамину. Шуму просит, дать шуму. Сайт темпа. Just a huge thank you to Stamina as well for this unbelievable match and for showing up with such a performance after losing 5 games in a row. They do still manage to challenge Zeta Division 1 and make them sweat. And there's very few people in the world that can, actually say that. And what a challenge it was, evidently, for Zeta Division 1. Показывают хайлайты с ход-зоны. Okay, yeah, maybe we sweep that one under the rug, but yeah, a bit of sweeping action there at the beginning for Zeta Division 1 too, right? STMN, however, I mean, what a scrappy matchup for the guys. They really did bring their all, and the third seed in North America. Zeta Division 1 выполнил свою задачу. Они забирают $200 000. Они забирают $200 000. Если Zeta 0, блин, на самом деле, если Zeta Zero пройдет до финала, в чем я, в принципе, уверен, и встретится Zeta Division 1 против Zeta Division Zero, мне кажется, я бы на их месте просто сговорился, и в первой игре, знаете, там просто какую-то хуйню творил бы, просто, паровозиком так ходил, это реально угар был бы. Это реально был бы угар, и я бы, договорился и так бы делал. Именно первую игру просто паровозиком ходить, и, сделать до ничьи, чтобы первая игра ничья была, чтобы никому не засчитала, а потом уже можно было отыгрывать. Блять, это было бы гениально, конечно, если мне так договорились. Все-таки Zeta и Zeta, я бы на их месте именно так и сделал. Смотрите, Zeta Division 1 против всех отыграла 3-1. 3-1 против Часмаков, 3-1 против Реплитотема и 3-1 против Стамины. Man, I talked to the manager of Zeta Division on the first day, and I told him, who do you think is making the finals? And he was there like, Zeta versus Zeta. and I was there like, nah, there's no way, right? Like the odds that they are actually both. Да, японцы всех просто всем показали, что такое разнос планеты. And it's looking realistic now. It's actually looking like a possibility for Zeta. I mean, we talked to Zeta in the finals, this, that, but I mean, could it just be another East Asia monthly finals where we've seen Zeta versus Zeta every single month? Maybe so, maybe so. It's gonna come down to one match because it's not a chalk decision just yet. Tribe Gaming NA and Zeta Division Zero have a say in this matter, and so far, Tribe Gaming NA, they did get a bit of an upset versus SK. Certainly not an upset for the NA folks among us, да, я тоже думаю. I think the rest of the world, не, Трайбом неплохо 80 косарей залутать. Yeah, it was a big grudge match, right? Because if you look at Worlds 2021, it was Tribe NA that beat SK Gaming in the first round. SK
А почему Z слева стоит? Почему трайбов на красный фон? Ну ладно. Кстати, я думал то, что трайбов типа красный на красном неплохо смотреться будет, а по факту типа офигенно смотрится. Не так уж и плохо. Okay, we'll see if they can matter when it matters the most, right? Which is right here. They have the potential to deny a Zeta v Zeta in the grand finals, and that's a huge opportunity. But of course, I mean, there's prize money at stake, there's fame and glory. На самом деле, если честно, не понимаю, как они так постоянно комментируют, потому что у меня, если честно, у меня 3 часа назад еще горло начало болеть. Я 3 часа просто комментирую сквозь боль. Я не знаю, как человек просто так тараторит по КД. Это жесть. And Zeta 0 against Tribe NA. Yeah. It's like you're supporting the homies, but not too much. Hey, you know. Well. I did vote SK. I don't know. Maybe the NA vibes just weren't really flowing today, but fair enough. If the team I predict doesn't win, then that means. Сколько там минут осталось? 4 минуты? Ну это значит, что их прямо сейчас уже вызывают с секунды на секунду. Event stuff. This is gonna be an incredible Even stuff. semi-final. Tribe Gaming NA, I mean, not only did they look absolutely insane against Navi, like they actually destroyed them. Now, after that match against SK where they were also quite dominant, I could see them taking down Zeta Division 0 because they're the best hope that, you know, any other region has to do so. It is very, very realistic that Tribe NA could take this team down, but it's certainly going to be a close match. Ну да, мне такой практики не было, поэтому есть некоторые проблемы в этом плане. Все, объявляют выход команд. Сначала, естественно, Z, потому что сначала синюю команду Z, а потом красную. La première demi-finale a vu la première partie de la Zeta Division se qualifier. On va peut-être avoir une finale entièrement japonaise ou peut-être que Tribe Gaming va nous sauver, mais c'est l'heure d'accueillir la deuxième version de Zeta Division. Ils aimeraient rejoindre leurs compatriotes en grande finale. Un max de bruit, s'il vous plaît, pour Zeta Division 0! Division 0. The sister team of now a На grand пафосе, ребята, finalist in this year's World Finals. Tensai, Achapi, Kuru, 2 World Finalists already. And Kuru, the new addition to the roster, who has also been blowing us away so far. Yeah, this is a fantastic roster, and they've proven to us as well that they didn't need the Tempo to be a successful team. They were able to carry their own weight and get here in the Balance League. And, it's a beautiful story, actually, the Zeta Division. They wanted to play with their friends and decided to split despite being world champions. And now they have an opportunity to reunite again at the grand finals. But first, they gotta take down Tribe Gaming NA. Speaking of which, let's bring Tribe Gaming NA on the stage. Évidemment, on est avec nos supporters préférés. Il fallait bien, on est chaud au milieu de la foule. Теперь представляет, команда трайбов вызывает их. On va en avoir besoin. Voilà, encore. Allez. Tribe Gaming NA! А чё чел с накрашенными губами, с глазами накрашенными сидит? Это вообще нормалек? А, ну это ж Европа. Понятно, почему тогда. You know, it being a full-on Japanese grand final, they are the final chance to. Видишь, было бы прикольно по такой дорожке пройтись. По белой, естественно. По белой сейчас ждем дорожки. Походу. The notorious tyrant, obviously the land demon Zulan, and the rookie Aslevi, which has surpassed himself through and throughout this year. Those guys are incredibly good at this game. But are they gonna be good enough to beat Zeta Division 0? It's a difficult question, ready? Говорят, что очень сложный вопрос, кто же выиграет Zeta Division 0 либо Tribe Gaming NA. Ну, неплохо так с рука бачи залутать на 3. If STMN is able to make it this far and Tribe Gaming NA is the most dominant team in North America, that might be something to say. But that last match that we saw was quite dominant on the Zeta side of things. And you said that the Zeta Division coach said it himself,
Zeta Division Zero being the dominant team of the two. Will that come to fruition in this showdown between them and Tribe Gaming and A? I think dominant between the two Zetas is a big word to use, right? Because they are literally. Блин, господи, как красиво сцены сделаны. Я прям смотрю каждый раз, вообще офигенно. Правда, синие лампы какие-то слишком, не знаю, не синие, не сильно светят вот по обивке сцены, а так вообще офигенно сцена сделана. Let's check it out. So far, I mean, amazing stuff today from both teams, but да, показывают хайлайты обоих команд. Это очень красивый матч с Bloodline. Только я, правда, не понимаю, почему нам показывают Tribe Gaming EU. А, это показывает ЗО. Ну, показывает, как Зета обоссали одних трайбов и сразу готовят других трайбов к тому же, наверное. Я не знаю, правда, зачем это показывать. Ну, именно против трайбов это прикольно, типа. А просто, знаете, сейчас такие трайбы такие, блять, они наших отцов снесли, нужно отомстить за наших братьев просто. Старших, правда, ну ладно. Какой сейчас матч? Сейчас Zeta Division Zero против Tribe Gaming NA у нас будут играть. Две очень сильные команды, но, естественно, все-таки полуфинал. Финал? Нет. Полуфинал. Финал у нас уже прошла Zeta Division 1. И сейчас будет играть Zeta Division Zero против Tribe Gaming NA. Here's the thing. I predicted against Tribe Gaming NA twice in these World Finals that proved me wrong. Господи, как он просто показывает свою доминацию. Просто Таулан, да, он показывает свою доминацию. For the North American side of things, while remaining totally unbiased. But man, what a semi-final this is. Он смотрит на них, он уже готов просто... Он готов просто выйти уже, всем вот так вот лица сломать просто. Знаете, чисто вот эти японцы будут такие руки всем проходить, жать во время победы. Что-то такой, на нахрен одному, блядь, на второму, ёпта, всех раскидает, и все. Снизить этот кубок и просто съебется в закате. We see almost zero mistakes. They've been described as just robots. It's the exact same case for Zeta Division 1, but with Zeta Division 0 just squeaking ahead of Zeta Division with Zeta Division 0. Ну, водяры хлебнули. Слушайте, они так каждый раз по бутылке водяры хлебают. Им вообще нормально, когда этот в финале будет играть? Relies maybe a little bit too much on the tempo performing when he has an off day, when you know he's not quite feeling in his element, then suddenly they start losing much more consistently. Первая игра у нас будет производиться в ход-зоне. Карта прямо сейчас на ваших экранах. Of that one superstar player, Tensai Achapi Kuru, just incredible players by their own. Первый пик от Tribe Gaming NA Crow. Также баны от трайбов это Max, Quick и Mac, а баны от Z, Mac, Бель, хуй там, ёпта, Пчела и Пока. Also been out to Mac, but also add B and Poco to the list. Here comes another pick from Zeta Division 0 as well. И что же пикнул Zeta Division 0? Отис. Проверяйте. А, газ. Будет ли пик Бель? Проверяем. Не, ну трайбы не пикают, они не пикают такое, они такое не пикают, будет что-то другое. Будет какой-нибудь гриф, что-то, ну точно не Пайпер, точно не Бель. Проверяем. Не будет ни Пайпер, ни Бель, просто проверяем. А трайбов будет что-то другое. Амбер. И может быть даже какой-нибудь Карл. Кто начинает игру с заряженным супером, тут элементарно Сэм. This is a good way to
Я думаю, смотрите, от требов может быть какой-нибудь Карл. Точно не будет дальника. А, ладно. Все-таки взяли Бель. Решили все-таки взять дальника. A lot of value can be found on that brawler. Very versatile brawler that doesn't really have too many, you know, big time counters. Well, Zeta Zero have to get creative with how Мой they're going прогноз to не play удался. versus these brawlers because in a Что lot of ways ответить на it это does come Зета? down to the lane matchup. They gotta get some more range in here. Бонни Bonnie's gonna be отвечает their они на approach here, and это. I definitely like this. It is going to be outranged a lot of the time by Tyrant and Izlivi, but Сколько процентов за when Bonnie Зету? does get that super, it can Надо feel уже at не times посмотреть. like a free kill as long as you land at Кстати, the не было perfect area. голосования, я бы There's увидел, у still меня на экране бы counterplay for Tribe высветилось. Gaming NA, but the counter Голосование не is clear запускали here еще. for Kuru. We could see some switch-ups as well on some of these particular brawlers, but a brawler that stands out to me, a brawler and player pairing that stands out to me is Tyrant actually on the Amber. At least anecdotally, he's very frustrating to play versus on this brawler. I expect to see exactly that. Так, у Отиса глаз есть. И все, только у Отиса глаз. Посмотрим, что тут будет. Зет уже заняли мид. Ой-ой-ой, Отис хорошо вышел. Зафокусил мидера вражеского. О, вот, только сейчас, господи. Ну, давайте посмотрим, короче. До конца дождем. Блин, как эту шнягу убрать? Ребят, может, уберете? Ладно, давайте сразу ответим. Ну, я голосую за ЗО. Все, полетели. Нужно было посмотреть процент, ну ладно. Но я думаю, там 50 на 50, очень сильная команда обе. Incredibly dominant so far for Zeta Division Zero. Tribe Gaming NA, though, they are starting to fight back, but it might even be too late. Choppy takes major damage. Down goes Tyrant as well. Ой-ой, какая просто микроигра, как он чувствует эти эмоции. Эти выстрелы просто читает. Прям кайф смотреть. Господи, с Тенсаем это вообще жесть, забейте. Просто смотрите, как он мансует. Да, мансы очень хорошие. О, Куру залетает, забирает одного типочка. Почти забрал ворона. Пошел отхилиться. Ой-ой-ой, минус Бель. Ой-ой, 500 хп, отлично, минус Амбер. И Зета забирает данную игру. It's almost as if Tribe Gaming, they're really wiped out after SK as well, and we need to see that kind of energy brought to the stage as well. It's either that, or Zeta Division Zero simply are on that different level, because that sort of lead where there is only подмечает то, что у Зета очень хорошая сыгранность и очень жесткая отыгровка. Well, let's see if Tribe Gaming NA can start things off better here in game 2. At least they have the lead for now, but it's only 10%. A couple nest eggs already placed down in the mid. Tensai low HP, Tensai Ой-ой-ой, хорошо. Бель перебивает. Going in the direction of Tribe Gaming as they're starting to build more and more of a lead. Choppy trying to catch Tyrant. Сразу же метка просто на Чапе. Умирает Отис, но Зета все-таки забирает мид и начинает сравнивать проценты. Ой-ой-ой, неприятно наступил на метку, 3 попадания подряд от Бель, 4-е. Ой, давай. Не получается, Тенсай мансует, отлично, наконец-то попал. Не получилось отмансовать, накинул сразу с гаджета Отис. Ой-ой-ой, уходит в размен на лоу HP. Отлично, Ворон забирает Бонни. Ой-ой-ой, как просчитал Тенсай, просто красавчик. Не, это просто, я не понимаю, что это тут за отыгровка. Отыгровка мирового масштаба получается. Ой-ой-ой, господи, тут каждый выстрел попадания забейте, просто забейте у трейбов. No chance. Цепочки потренили, все понятно.
Good explosion there. A jump in from Zulon immediately destroyed. It's Ну just все, 95%, ребята, это игра с этой. The celebration from Zeta Division 0, that set number 1 under their belt Японцы просто сносят лица. 2-0 victory. Convincing stuff from this East Asian team. They're already having their sights set on the grand finals, and it's in a convincing fashion. The first game. Так, нужно, естественно, выпить водяры просто, хлебнуть нужно. Нормально, нормально. 3 по 50. Нужно дальше играть. А мне интересно, у типочка голова не кружится, когда он на подставке стоит? This is the moment where they need to find that energy. They need to come up with some sort of solution. I don't know if it comes down to the draft, the execution, the communication, or whatnot, but something here needs to change before it's too late. Да, да, хороший выстрел тут был. But there's just not much you can do versus people who play this game to absolute perfection. When it came down to the draft, I was quite convinced by what Tribe Gaming NA had to offer as well, but it's beyond just that. When you get the draft spot on, all it comes down to as far as differentials is mechanics, and the stats tell the exact same story. 8-8-7 on the side of Zeta 0, and on Tribe Gaming NA side of 4-4-6. Кстати, похоже, как будто, знаете, какой-то код от Supercell 887-446. But there's a clear winner here, and once we transition the mode, I wonder if that will stay consistent. Yeah, that is definitely true. In total, we do have quite a significant kill lead, as well as damage on the side of Zeta Division 0. They're just much better, and I don't think that was really up for debate, considering how dominant that opening set was. Real question here is how do Tribe Gaming and девушка сидит, расстроился, СК отсосали. So far, really only gets challenged by its own sister team. It's a tough ask, and I mean, as we asked you guys at home for your predictions, still 32% went for Tribe Gaming, but so far it does seem to be much more in the direction of Zeta. It might just be a Tribe Gaming in a diff on the sort of consistency of these game modes. Так, играют следующую игру в нокауте. Баны команды Zeta — это Нани, Джин и Ева. Баны команды Трайбов — это Макс, Фэнк и Брок. Первый пик был за командой Трайбов, они взяли Пайпер. После этого Zeta отвечает пиком Бонни. Я думаю, в обязательном порядке будет... Что будет? Газ. Газ должен быть. Zeta это любит. Нет, решили взять Отис. Отис тоже хороший персонаж. Я думаю... Джин в бане. Понятно. Но я думаю, тут 100% Газ будет выбран. Любой из команд будет выбран Газ. Не знаю, насчет Тика тут все-таки Бонни. Думаю, Тика уже не будет ни в одной из команд. Вот все-таки слишком сложно он будет защищать. Гриф решили пикнуть. Хороший дамаг у персонажа, хорошая дистанция. Кому СК слили? СК слили Tribe Gaming NA. Find some sort of natural advantage, and this draft needs to be absolutely on point. Well, as far as things that are out of the box here, I can't really see that in terms of Janet. She is an all-round consistent. И Джанет у нас последний пик от Трайбов, что на это ответит Zeta Division 0. But also because they picked two of the same brawlers that they went for in that very first set, and that's something that we've observed kind of continuously and consistently from both of the Zeta teams, is that they largely pick the same brawlers over and over, and where they get the diff is on the mechanics, and I wonder how that comes in. Газ, как я говорил, Газ. Газ мета, Газ имба. Я думаю, то, что тут Zeta в нуль укатают. Тут единственное, что хорошее у Трайбов, это Пайпер, но Zeta забейте, Zeta соло сделает. Слишком жесткая отыгровка. Все поменялись браулерами в моменте. In game modes where, you know, you wanted to have a tankier long-range DPS, we see 8-bit now instead. So it's been
Оп-оп-оп. Осталось мало хп у Типулечка. Опасная, опасная. Ой-ой-ой, забирает Пайпер просто в моменте. На ошибки поймали Трайвов. Ой, также на такой же просто ошибки ловит также Грифа. Просто халява, ребята. Ну, тут просто остается 3 в 1. Зета просто накидывают Типулечки. Типулечку накидывают. Отлично забирает Тенсай. Не давая шансов накопить Джанет ульту. У Куру есть ульта. Бони есть ульта, это очень хорошо. Ой-ой-ой, Тенсай реакция. Что с реакцией Тенсай? Ой-ой-ой, как хорошо. Ой-ой-ой, Куру просто запрыгнул за спину, и даже ульта Грифа не помогла ему отдефаться. Ой-ой-ой, хорошая от Пайпера. Но шансов мало, в любом случае, даже если она улетит, то там и встретит Бонни сразу в моменте. Все, Бонни превратилась в 7000 хп. Это будет очень сложно. Ну и все, это Габелла для Пайпера. Без шансов, Сейчас сразу встретить выстрелом. Да, даже улететь не успела. Отлично, Зета забирают. Really have yet to enter the scoreboard. If anything, it gave a little bit of time left there with Второй раунд у нас в нокауте пошел. For Tribe Gaming and A to think of a new strategy which they're going to need to bring to the table. Whatever they were doing in that last game, it simply was not working out. Zeta Division 0, they've gotten good, consistent Гриф взял 2 раскрытия, every single push so far. чтобы было легче на базу зажиматься. Very aggressive on that left side, and Kuru trying to the best of his ability to tank a little bit for Choppy and Spirit. Ой-ой-ой, господи, как же фокусит Зета. Это просто жесть. Сколько они скримов в день играют. Просто смотришь на их сыгранность, такое ощущение, как будто не знают абсолютно каждого игрока. Просто мацы на высшем уровне. Мацы на высшем уровне сыгранность. Это жесть. Просто взял, попал по Пайпер на халяве. Some sort of opportunity on the right side. A very low HP as Livy, but so is Tensai. Zulan still have the super. Ой-ой-ой, какое неприятное. Ульта от Грифа залетела по Тенсаю, остается 3 в 2. Трайба. Смогут ли они забрать? Ой-ой-ой-ой, неужели Трайба камбэчат? Посмотрим, рандом ли это или все-таки зарешала отыгровка. Гриф ломает последнюю стеночку, чтобы Гасу было легче обстреливать Грифа. Ой-ой-ой, что происходит? Чапи допускает ошибку, его фокусит Пайпер. И по итогу снова Трайб остаются 3 в 2. Куру взяет предпоследний гаджет. Ой-ой-ой, господи, все. Все, типочку забирают. Отлично, Трайбы забирают. Что-то 1-1 у нас в... Перемещаемся в следующую игру. Ой-ой-ой, что ты натворил? Что сейчас сделал? Как его зовут? Зливи, просто, что ты творишь? Ай-яй-яй, господи. Ой, господи, нет, Пайпер просто разошлась. Просто Пайпер разошлась, показывает разницу. Отлично, просто в одну калитку размотались Зету. Расслабились пацанчики, подумали, что халява против Трайбов будет. А оказалось, нет, типочки-то собрались. Опс. Мацуем за бочкой. На Чапи лоу HP, уходит 1000 хитпоинтов. Куру прыгает. Уходит размен. Хорошая новость. У Папи больше нет гаджетов, не может крысятину добивать.
Остается Пайпер Джанет против Гаса и Отиса. Что же у нас прямо сейчас будет происходить? Нужно Отису набивать ульту в срочном порядке. Если у Отиса будет ульта, то шансы на победу команды Z Division Zero очень сильно взлетят. Потому что при сужении карты будет сразу же накинута метка на цепочку. Это минус 1 игрок. Не будет просидеть халяву. Самое главное сейчас Гасу не ососать. Отлично. Отлично. Чемпион накопил ульту. Его забирают. Так, неужели Тенсай соло? Неужели Тенсай соло? Давай, давай. Нет, нет, не хватило немного. Немного не хватило. Трайба забирает данный режим. Еще становится 1-1. 1-1 счет, еще не все проиграно. Американцы забирают. Keep some restraint here as well, not let it get to their heads too quickly, because we know how quickly things can escalate from here on if they are getting overconfident. But some good signs of life here from Tribe that they desperately needed. And that has to be nerves as well for Z Division Zero, because as we've already gone over, knockout is their most consistent mode. Да, жестко Трайбы собрались. And that has to feel like a pretty. Если не повезло с чертом, если бы черт по двоим попал, то там бы неплохо бы. Неплохо бы получилось, что Газ бы даблкил сделал. It's better on the side of Tribe, and that's a welcome change because it really wasn't in that opening set. But those two final games, Tribe just started popping off, getting 4 rounds in a row, which is going to help cement that momentum a bit more. And we know how much Tribe Gaming and they love to just ride off that momentum and, you know, have that snowball until it becomes unbeatable. Да, очень большой импакт. Зливия был внесен, который играл на Пайпер. Очень много киллов было сделано от него во второй и третьей игре. Следующий игра у нас будет проходить в Баунти. Shooting Star, бан от команды Z Division Zero. У нас следующий это Джин, Пайпер и Тик. И Макс, Фэнк и Брок. У нас от Tribe Gaming NA. Спраут первый пик достаточно странно, что первый пик именно Спраут. Хотя если так приглядеться, не совсем странно, потому что Тик-то в бане, то есть получается имитацию ты в ответку не возьмешь. Также в бане Брок, которым ты можешь сломать стены Пайпер и Джин. Макса также нет, которого мог бы и показать разницу на мидом. Думаю, 100% будет Газ, 100% будет Пчела, Бонни какая-нибудь, Нани. Да, всем забыл про Нани. Но я думаю, сейчас цепочки Бель заберут. Нет, Газ все-таки решили, что он по импакт не будет. Ну да, с его чертами, с его щитом на 4500 хитпоинтов, это очень импактно. Мне кажется, будет Пчела от Трайбов. Но они обязаны здесь. Обязаны просто, ребята, вы обязаны взять Пчелу и Бели. Нет, берут Бонни. Они решили взять Бонни, чтобы не отдавать просвинку, чтобы Бонни не залетала в будущем на Спраута. В принципе, правильно взяли. Не только из соображения этого, но в остальном, конечно, Бонни пик такой себе, не очень подходящий. Only a few seconds left before we know what that brawler is from Tribe Gaming NA, and it's Lola actually. Lola? Интересные пики.
И Карл у нас от Зета. Он все, правда, он пик, потому что залетать на Спраута можно легко, также на Лолу. Definitely at best a neutral matchup. So I think that is a really good option here that Zeta are bringing to their comp. Нет. I don't know. I feel like they have the edge here comp-wise. Когда камеру выключал. Забирает Тенсай синюю. Well, let's see if Livy's able to line these shots. 1, 2, 3, 4 shots. Oh my gosh, 4 shots already. That's the easiest super that Livy's ever gotten on this brawler. Tensai only barely stays alive with 120 health left as well. But Tribe Gaming in A, they don't have that blue star. They might have mid control, but they don't have the advantage just yet. And they need to start things off with the first kill. Ну, мид, ясное дело, отжимает команда Трайба, потому что забирает Спраута. Хорошая стена. Ой-ой, попадание от Куру наблюдаем. Почти добил, немного не хватило. Хорошее закрытие головы. А Спраута только что произошло. Но закрытие есть закрытие, но все равно синяя звезда за командой Зета, и нужно предпринимать какие-то меры. And even then, it doesn't even give the advantage to Tribe Gaming in A just yet, because with only 50 seconds left on the clock, Zeta Division 0 still have this blue star and they have the man advantage. However, Tribe Gaming in A have their Bonnie super at the ready. Kuru can shield up, and he might even opt to pop it just now, Трайба, начинает поджимать. Много неприятно становится. Зете неприятно, Зете становится. Забирает Куру. Отталкивает своим чертом, тем самым спасая жопу Нани. Пытается забайтить. Ой-ой-ой, как сбоку залетел. Сделал вид, что залетит на Лолу, но изменился направление и резко залетел все-таки на Спраута. Но им нужно забирать двух цепочков в любом случае. Бонни залетает, ее сразу же отталкивает. Не, ну Газ тут просто соло сделал. Газ соло импакт. Not dropping a single star. And not giving a single kill to Tribe Gaming either. That looked so convincing from Zeta Division 0, and I don't see the game starting off any differently in the next one either. The only difference could be that Sprout doesn't get 4 easy shots at the beginning of the game. We'll have to see if it happens. Решил прорашить. Ну да, потому что либо их начнут поджимать, либо они. Даже хоть первые 15 секунд потянуть, это очень полезное время. Решили поменяться позициями, на этот раз Нани пошел направо против Бонни, а Газ пошел налево против Лола. Ой-ой-ой, немного остается. Не хватило дальности немного Нани. Ну, сейчас будет отходить, голову запускать Спраута. Ой-ой-ой, какая хорошая голова. Вместе со своей ультой просто. Спраут закрывается от гаджета Карла. Хорошее закрытие получилось. Ой-ой-ой, не попадает Трайбов на Спрауте. Тенсай просто крутится уже. Ой-ой-ой, какая странная ульта была накинута, но смотрите, что Спраут творит, они забирают синюю, но Нани показывает здесь папочка и забирает Спраута, тем самым забирая обратно себе синюю звезду. Присвоенную. Неплохой взлет от Карла. Опять же, размен произошел, но размен в пользу Zeta Division 0, потому что они заработали на звезду больше. Остается 20 секунд, смогут ли Трайба поджать. Хорошая манса от Спраута. Нужно поджимать. Отлично. Добивает Нани. Скорее всего, будет минус Бонни. Минус Спраут, все отлично. Zeta Division 0 забирает баунти. Итоговый счет становится 2-1. Wow. Zeta Division 0
The call is something that Tribe absolutely overlooked here. It gets the blue star, it's dominant against the Sprout, and has really good matchups against the Lola. Absolutely not bad against the Bonnie. It was just a brawler that was perfectly drafted in by Zeta Division Zero. That Tribe Gaming, I don't know if they either forgot to consider it or just took the gamble. It just didn't pay off, and now this is when it gets really tough. Да, 20 сет остается для Z Division. И если вдруг каким-то чудом трайбы соберутся и выиграют этот сет, то будет решающее. Ну, скорее всего, буду сейчас играть в футбол. Better than they have in the past. Typically, they went with stuff that they were comfortable with, and it wasn't necessarily the meta. Now they're coming out with really inventive things. Смотрите, как у них прикольно сделано. У них красные наушники у красной команды, а синие у синей. Не только сейчас это заметил. We'll see what kind of interesting stuff they have cooked up for the next set. What we can expect from Zeta Division Zero, if we're just going by their track record, is the same old brawlers that they just do well on and are good in the current meta. Yeah, so far they haven't had to take really big risks. До 5 или до 4 побед. Тут до... Ну, тут бой 5 идет, а в финале будет бой 7 уже. То есть сейчас тут до 3 побед, а в финале будет до 4 побед. And Barley, Zeta Division Zero, ban out Otis, Nita, and Ruffs. We love seeing the Nita in ban or in pick. And Zeta Division Zero, I mean, they picked Nita for themselves. It didn't exactly work out so well for them in that first one, but I guess it's out of the question for now. Here come a couple picks in a row, and these are lightning fast coming at you already. The M's and the Daryl as well. Very aggro picks from Zeta там чисто Z уже стоит, рофлит. В это время трайб угрюмый. Думаю, что он пикнет такого. Safe too, so Tribe Gaming and A need to be pretty cautious about what they pick here because they need some tank counters out here, and Otis has been banned out by Zeta Division Zero. Yeah, I mean, interesting approach here from Zeta Division Zero. They're taking a risk here by bringing out the Daryl, but they can afford to. They are a set of Rico. Is going to be the answer here. Нет, не угадал, думал, что футбол будут играть, они играют I think every time we've watched Bitstomp, I've mentioned how much I love Rico on it. It hasn't been as successful as they hoped. Most of the time I saw it at the World Finals. But I'm sure that in the hands of Tribe Gaming and A, they can make something happen with it. They have to if they want to even stand a chance in this match. Well, we have to wait and see what Tribe Gaming NA's final selection is, because if it's not good enough, it will be their final selection for this entire match. There's the Gale as well, and that's going to prevent them from having to face versus any more tanks. It's also going to be fairly good, specifically versus one tank, and, well, now 2 tanks as well. Вот, Zeta Division Zero, они решили пойти просто с 2 танками, жестко рофлят над трайбами. Против Гейла была взять? Не, челы реально жестко зарофлили. If they can, because there's no way they can defend effectively versus the Tribe Gaming NA selections. That might just be the first bull of these World Finals. Let's see how it fares here against Tribe Gaming NA. Zeta Division Zero dangerously close to the Grand Finals now. Tensai does opt to take this mid roll as well versus Tyrant. He's not feeding really much damage so far. Also, as Livy on the left side is looking for something versus Crew, but Crew is slowly going to be charging up that super as he Дэрил, о, неплохо, Дэрил выходит на Карла, забирает вместе с Емцева. Ой-ой-ой, хорошо. Ой-ой-ой, какая хорошая ульта от рикошета залетела только что. Ой, вот это вот вторая уже такая се. But he's still getting damage onto Crew and trying to keep him at bay, but Crew has slowly crept up and he hasn't gone down just yet. Yeah, at last some damage onto that blue safe as Livy still was solid positioning. As the super blinked it, maybe trying to ставит торнадо, хоть в левую, но торнадо пропадет. Ой-ой-ой, залетают. Отталкивает Гейл.
Чел подпрыгивает. Думал забайтить трайбов, но чел все-таки второй раз не повелся на данное подпрыгивание. Равный процент у обоих команд по 20% минус на сейфе. Но все-таки есть небольшой перевес в сторону команды Z. Смотрите, как разменялись, господи. Приходится Дэрилу обратно бежать. Оп, запрыгивает, забайтил, просто забайтил. Типочка на стан. Гел после этого просто офигел и не офигел обратно. Ой-ой-ой, Карл проходит, начинает наносить урон. Более-менее сравнялись. По процентам Дэрил залетает сейчас на сейф, должен залетать. Вот сейчас будет залет, я думаю. Да, все отлично, вместе с быком что нужно залетать. Ой-ой-ой, господи, какой жесткий урон прошел. Остается 15 секунд. 15 секунд, чтобы типочкам нужно пронести дэмэдж, но бык вышел на Карла, и Карлу просто никак не пройти туда. Ну и все, это победа за командой Зета. Зета рофл пиком забирает трайбов. Первый раунд за ними. Game separates us from a Zeta versus Zeta grand final. Unbelievable. A region, East Asia, with only 2 spots, able to get both teams all the way to the grand finals. Let's see if that is going to be the case. Чел решил кинуть свой значок напоследок, перед тем, как чемодана собрать и отправиться в Америку. Ой-ой-ой, Тенсай пытался пропушить, но по итогу ососал. Харлфит пройдет, нанесет минимум 15% урона. А, нет. Обычным выстрелом бы больше нанес. Ошибка. Броуну по процентам мы не вышли, у обоих команд по 10% снято. Конечно, небольшим перемесом опять в сторону Зета. Ой-ой-ой, от Чапи, легендарная ульта, не забудем просто все маршрутки будем вспоминать. Карл проходит, Емс отправляется на деф Карла, в это время Дэрил идет на вражеский сейф. Копит ульту, но не может так спокойно пройти на Гейла. Мансует байтит на выстрел. 72% осталось у команды Z Division Zero. Разница 8%, но Дэрил потихонечку наносит урон, но и неприятно застанили от Чапи. Не получилось оттолкнуть Була. Ой, Емс проносит урон, Дэрил залетает, это минус 30%. Остается 30% на сифе команда Tribe Gaming NA. Дэрил остался на дефе Карла. Ой-ой-ой, как хорошо забайтил Карл. Но, к сожалению, для трайбов и тех фанатов Трайба отправляется домой в Америку. Трайб отправляется в Америку. Поздравляем Зету с победой. Ну, как я и сказал, то что Зета специально продумали, и чтобы распределить между японцами две самые главные награды, $400 000 и $200 000, они взяли, перебросили сайт темпа в команду первую. И обе вышли в финал. Гениальная, конечно, тактика. Ну, зато наказали токсиков. Ну, за Тенсай проголосуем. Ну все, Тенсай MVP. Прямо сейчас мы увидим Zeta Division Zero против Zeta Division 1. Самый интересный баттл. И вот мне интересно, будут ли они делать какую-то фан-штуку. Как, к примеру, просто паровозиком походить первый раунд или еще что-то подобное.
Не знаю, как по мне, это было бы, ну, фаново, очень прикольно. On the side of the Zeta teams, this also means that for Kuru, Moya Goku and Kenji, this is their first grand final at the World Finals ever. Ну, я думаю, нет смысла ставить на ZT Division 1, мне кажется, ZT Division Zero выиграет, все-таки не зря же они Zero, то есть тир 0 команда. But it wasn't enough to save Stripe Gaming NA from what ultimately seems to be the top region in the world, not only right now, but for a while, perhaps taken a while for everyone to realize. But man, it's a Zeta versus Zeta grand final. Да, до 4 побед. It's gonna be our MVP. То есть тут будет уже больше игр. Tensai's my MVP too, man. I mean, this is a world finalist from last year as well. He is a standing world champion alongside a Choppy, and regardless of the outcome. Мне интересно, а фанаты Zeta за кого они болеть будут? Типа, знаешь, когда там Z1 забивает гол в футболе, там Zeta Zero забивает тоже, и все там просто на каждый мув любой команды будут орать. Может, знаете, просто не прекращая болеть. In chats or in Twitter if I am, but from the top of my head, I'm wondering if did Tensai play the grand finals last year? I'm not sure, because I think also with Jupiter back in the days he didn't quite get to play, so it's great to see him, you know, achieve everything on his own, not on the bench, which I mean he. Бля, не, я жду, чтобы они какой-то рофл сделали в начале. Ну, я уверен, они обязаны сделать рофл, но это же будет вообще, ну, типа, скучно, если они рофл не сделают. Они обязаны зарофлить как-то. Zeta Division Zero, despite splitting apart into two separate rosters, they still managed to have this reconnaissance in the final, the final peak competition of the year in the grand finals. It all comes down to one best of seven to determine who comes out on top. But ждем легендарное противостояние ZT Division Zero против ZT Division 1. Because we have a special guest for you. Не понял, это что такое? Что за клоуны вышли? Давайте нам Зету, ребята. Не-не-не, ребят, давайте нам Зету. Ну что за клоуны вышли, ребята? Hello, everyone. Чел встал, просто камеру преградил. Ну правильно, правильно. Зачем эта камера нужна? Что там, финал Зета? Да. Did you understand? Because I didn't. What are you trying to say? The truth is, I don't know how to speak French, so I need some help. Короче, он пытался прочитать по-французски, но ничего не смог. Bonsoir à tous. So everyone, this is Felix. He's an artist and animator. Это Феликс? Bonsoir. Чисто вкусняшка для котов Феликс. Je suis artiste dans la team et malheureusement, je suis le seul français dans la team. Alors je suis là ce soir Да, финал бой pour 7 будет. traduire un message spécial de la part de Dani et Paola. Thank you. So, before we continue with the show, we would like to give you a quick heads up of what's coming for Brawl Stars this year still. Avant de continuer le spectacle, nous voulons vous donner un petit aperçu. Да, мы еще понимали бы, что они говорят. Очень интересно, ребят. Ребят, спасибо, что вышли, спасибо, что тянете наше время. Очень интересно. The Omega Box Zero skin, a lot of rewards, and a new way to collect brawlers. Le 1er décembre, nous révélerons comment это анонс. Omega Box, le skin Omega Box Daryl. 1 декабря будет скин Мегабокс Et pour finir, на Дэрила, как я понял. Un grand changement dans la façon dont vous pourrez débloquer les nouveaux brawlers dans le jeu. Типа тоже ничего не поняли, такие Now, ща, on блядь. December 7th, we'll release the new Brawl Talk. 7 декабря новый Brawl Talk. Je sais pas si j'ai besoin de traduire, mais Ну, логично, что 7 декабря новый Brawl Talk. Там как бы сезон заканчивается. Естественно, там новый Brawl Talk будет. Чему радуетесь? And on December 12th, we'll release the update, which is the Brawly Days update, and also the Brawlyversary update, which means a lot of free rewards for you all.
12 декабря 4 года Brawl Stars исполняется. Le 12 décembre, nous sortirons l'update de Noël, accompagné de Будет, nombreuses видимо, новый скин récompenses на pour Дарила. fêter l'anniversaire de Brawl Stars. Au revoir. Wait. We have something else, right? So, we can wait towards the finals between the two Zeta teams. But before that, А почему не вышли в СК, кстати? А, типа на ЗСК болеет или что? Блин, вышел, взяла футболки СК. Вообще офигела. Она что, фанатка СК? Nous sommes impatients de regarder la grande finale entre ces deux équipes talentueuses. Mais avant cela, voici un petit clip en l'honneur de tous nos incroyables compétiteurs. Now. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ой, так стоп. Там точно такая музыка, ребят, отвечаю. %. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не, ребят, музыка еще продолжается. Ребят, там 100% именно такая музыка. Ну сегодня закончится, блин, что за музыкальные, блин, перерывы? Я пришел сюда смотреть на вашу музыку, блин, с авторским правом или что? О, сколько раз в суперфинале ежемесячного финала близко к поражению команда неожиданно вырывалась вперед и побеждала. Наверное, два раза, по-моему. Проверяем, правильный. Ну, видимо, правильно ответил. Да, видите, мне плюс 40 зачислил, я правильно, значит, ответил. Не, музыка все равно нормальная. В принципе, ну немножечко отличается 7 капельку, но можно думать, то, что все нормалек. Все так и должно быть. Честно. Музыка именно такая. Опа. Zeta Division squad will stand at the top of the mountain arc.
They're continuing to reign victorious over everyone, stamping down on every other region. They are just truly built so incredibly diff. Yeah, and talking to many of the coaches and players, they struggle to put their finger on what sets these guys Самые apart жаркие in terms of повторы how they're able команды to achieve ZT Division what 1. they have so far. Incredible stuff from both our Zeta Division teams. We saw Zeta Division 1 first throughout the day, right? Both of these teams ultimately vanquishing a top North American squad to make it into the finals. Incredible really how the bracket ended up playing out and how we managed to get here. STMN first put up a really valiant effort, right? They had to reverse. Ну, красавчики, японцы, красавчики. That experienced the difficulty of being behind in a series, but Zeta Division 1 never really Жаль, что они в wanted to let off the Японии gas. живут. Yeah, they just had the ice in their veins and В этот попросился бы к ним в команду. It was such an enjoyable one to watch. Moments that will live with us for an entire lifetime. Bobby, incredible. Bobby, absolutely insane. The best piper, I think there's no doubt about it in the entire world of today. But my, oh my, you gotta just say, like, you know, Zeta Division 1, in the day, just stayed so calm and collected under the pressure, the might of North America and LATAM North regardless. It says a lot. А, они здесь не на 1% все-таки. Мне показалось, что здесь на 1% они выиграли, а там 52 и 41 было. I mean, that was a match that, well, we knew Tribe had what it took. They had the pedigree, but it just wasn't remotely enough against this Zeta Division 0 team. It's kind of insane, really. You break up world champions, you infuse it with extra talent from that East Asia region, and you've got two juggernauts that make it through the respective halves of the bracket. This is just not something we really see. This is a true treat to see East Asia's best. Yeah, and dangerous because we saw how Tribe Gaming NA were playing today. They looked so fierce. I personally felt like they were going to make it all the way to those grand finals, to be honest. Интересно, а реально, сколько им лет? Типа, ну они выглядят, говорю, лет по 16, причем все их за команд на 16 лет выглядят. Типа, если им 20-ка, то я охренею. Ну, там никому из них 20-ки нет. Both these teams getting a lot of value out of Carl on their star player. Tensai, who, by the way, plays with his device flat on in front of him, not really up. He doesn't pick it up at all. He just simply plays at the top of it. A really unique approach, and maybe that's what allows him to move so uniquely as well. Here's the bracket again. First it was Chasmac Gaming EU to fall. Там промежуток от 16 до 20 лет, точно не больше 20. Ну, кто-то разве сомневался, что так будет? Скажите, кто-то из вас сомневался? Я с самого начала, как только смотрел, я сразу сказал, что будет ZT против ZT играть. 12? Не может быть 12. Типа, как их привезли-то сюда? Вместе с родителями приехали, что ли? — 12 не может быть плюс, потому что нельзя меньше 12, меньше 13 лет нельзя играть в Brawl Stars. One more time, it's a chance now to welcome our competitors to the stage. Let's head down to Damascus and let's heat it up in here. Шутки про ZT финале. Так я сразу, типа, ну, у меня даже сомнений не было. On est pour la finale entièrement japonaise et tout le monde est ici pour savoir qui sera le nouveau champion du monde. Seulement une équipe pourra gagner ce championnat et on a les deux équipes à accueillir. Ce qu'on va faire, c'est un peu différent. On va appeler tous les joueurs pour cette grande finale. Est-ce que vous êtes prêts à appeler les joueurs? Kenji, Moyagoku, Shitetampo, make some noise for Zeta Division 1! Zeta Division, the first organization in Brawl Esports history to make the grand Бля, ZT просто разъебали, забейте хуй. Нет шансов ни у кого. They are the very definition of the immovable object, the thorn in the side of so many who tried to topple them. But this is a squad who truly cannot be broken. Все вот такой стесняшка стоит. Давай уебывайся, ёпта, ты в финал дошел. Here's Zeta Division 1. Let's bring out their sister team, bound by fate.
Et la deuxième équipe, il n'y a pas vraiment besoin de les introduire. Ils ont eu un premier match difficile, mais depuis c'est facile. Ils sont arrivés jusqu'en grande finale. 3 joueurs de Да, plus. нефоры, только они Japonais, заработали только что Achabi, 200 и 400 тысяч долларов It's держу в Zeta курсе. Division 0! Знаете, я хотел бы быть нефором, который заработал 400 тысяч долларов. Но это чисто BTS, я вам говорю. All year long, regions watched on in fear BTS welcome. for what East Asia were cooking. And on the menu, it's been nothing short of a firestorm. This is a Chabi and Tensai's chance of becoming back-to-back world champions. And with the mastery of Kuru, his moment to seize his dreams of lifting gold. For one of the most reserved teams in the entire BSC, for Zeta, it really is a case of actions speaking louder than words. Zeta Division are Brawl Esports Apocalyptic Hydra. Cut off one head and 2 more grow where the first was left. Типа снизу с нами говорили 3-0 лизи заберем. А вот таких уже трайбов To make выступили. some noise either here at home for our grand finals competitors. Les équipes sont prêtes. Are you ready, crowds? Конечно, готовы. La После finale ваших est музыкальных entièrement перерывов japonaise. не нужно. Une Давай, seule бля. équipe soulèvera ce trophée. Et pour introduire cette grande finale, on va faire quelque chose de spécial pour cette finale. Но мне кажется, они по-братски For the поделят Zeta его и Division вместе Finals, начнут поднимать. I suggest Ну, и типа там, не знаю... Ну, короче, Zeta Division Ichi time. странно. Я не знаю, блин. Zeta Первый раз Division вижу так, Zero. чтобы в финале встретились две команды с одной организацией. Не было же такого ни разу еще. Subarashi is the word I have in response to that. Fantastic way to bring us in to the crowning match of the Brawl Stars Француз global заебал. calendar. At Согласен. the end of this best of 7 series, only one of these teams will stand Что-то чем as the становится champions неинтересным. of Brawl Stars Esports. So many Не, мне интересно, будет ли какой-нибудь угар. So many different ways this Не, на самом деле, когда Зета против Зета, реально неинтересно. Типа, ну что за хуйня, блядь. Считать, его команда уже выиграла. Считайте, одна организация залутала 600 косарей. Долларов. To the raging inferno that are these Zeta Division teams, and we get the treat. We got what we've experienced every single month in East Asia, except now it's for all the marbles, Ark. Yeah, and we got to give an honourable mention, massively so, to LATAM South. They were the region that came the Zira. closest of getting an Ну, upset. Зира, да, я тоже за Зира. Потому что все-таки Зира, а не Ван. Ну, хотя было бы красиво, если бы Ван победили. Тогда бы, знаете, их переименовали. Это. Ван стала бы Зира, а Зира бы стала Ван. Не, ну Зира, она на то и Зира, она должна быть сильнее Ван. Они же могут не играть все равно 600к. Ну какая, типа, разница есть? Типа, одним достанется 400 тысяч, а другим 600 для организации. Ой, для другим 200. А организации, конечно, все равно. А игрокам есть разница. Both of these two teams face what could be considered the unenviable experience of going up against an opponent who knows you deeply. Both of these teams, they practice together. That was the whole premise with Zeta Division. Я просто читаю это. Самый первый день написал Ростиславу, то, что челы просто разделились. И самое главное, перегнали сайт-темпу в ван, чтобы просто разделить, ну, типа, приз вдвоем залутать за первое и второе место. Ну, гений, сразу это прочел. The job is done just because they made it to the grand finals together. This is everything to a Brawl Stars competitor. And only one of these teams will be holding the trophy. Это первое место играет, ну да. Не, ну, говорю, для самих этих типов есть смысл, кто победит, а вот для нас, как для зрителей, уже, в принципе, нет, все равно за это выиграла. Нет, ну, для меня будет только одно интересно, что выиграть первого, поэтому буду за первых болеть. Типа, есть один интерес, если за Division 1 выиграет, которая младшая ветви Зета. Это будет реально интересно. It does seem like fate. Yeah, I love how you pointed out a year of blood, sweat, and blistered thumbs.
Yeah, this draft is where it's going to kick off in just a moment. Again, these two teams classically led by superstars in Stetampo and Tensai, of course. Stetampo going up against two of his old teammates that he held this trophy aloft beforehand. It's a good time to be a Brawl Stars esports fan. За Z1 проголосовало 63%, за Z0 37%. Кстати, не помню, я проголосовал за Z0, но болею я за Z0. Ой, я сказал, за Z1 болею. Бан у нас от Z1 Джанет, Сквик и Пенни, а от Z0 Джи, Нотис и Ворон. Первый пик у нас достается за Division 1, они пикают Гауса, Зира на это отвечает Максом. Здесь уже рофлить нельзя по пикам, здесь два фаворита собрались. Две тимы, которые дошли до финала. Definitely not where many of their wins have come from. So Gale getting picked up here by Zeta Division 0 pretty early on in the piece, so they must have a clear idea of Я what they're думаю, looking to он push за back with that Division 1 Gale поступит... Что же может поступить? Даже нет вариантов, если честно. Ну, я бы взял пчелу, но я знаю, что за это пчелу не возьмут. Может быть, какой-нибудь гриф, я не знаю. I would have gone for the penny. They're actually chosen to ban out themselves, which is interesting to see. Гриф, Сквик, maybe. А, Сквик банни же. Все. Интересно, интересно. If we get to see him on the surge, that's something well worth being excited about. As the game progresses, that surge is going to be even more difficult to Не было на прошлом чемпионате Z1 и Z0. Господи, что вы несете? На прошлом чемпионате была просто Z и все. Если говорить, что кто повторяет, то повторяет максимум Z и Zero, потому что у Z и Zero 2 игрока из 3 с прошлой команды Z, а у Z1 1 игрок из 3. И Бастер последний пик от Z и Zero. Противостояние будет серьезное. Посмотрим, кто по итогу выиграет. Скажи, организационная команда, они по 10. Ну, ты скажи это трайбом. Ой-ой-ой, какой жесткий пуш от Z1. Ой-ой-ой, что происходит? Ой, задефали. Дефали наступление. Try to earn some utility. A nice block there from Kuru, and everyone really on the side of Division 1 going down. Бастер пропушил. И это гол от Z0. Забирают. One thing I think people forget is that while Buster is using his super, he can also auto-heal if he's not taking that damage, right? So he's healing, he's deflecting damage back, he's charging at you, closing the gap. Nothing Kenji could do once Kuro got in his face. But Chapi's gone down early. Ой-ой-ой, хороший отхил от Пока, и это гол от Z1. And as quickly as that, the response is there. Wonderful to see. Shatampa, though, would like to gain a bit of stacks along the way here. A bit more range. Would go a long way, but struggling with the back of that Buster. Shield now, but the push through. Очень напряженная игра. Отлично. Сайт темпа за Кирилл. Deflating the entire push, leaving Moyogoku alone, but now with the respawns coming in, a chance to redeem. Look, he gives up his rank 4 in order to do that, right? But definitely feels like it's worth it. Back now to level 2, which is going to be his flaw because of his star power. But Zeta Division 0 in a commanding position. Remember, one goal will end the round. Oh, Kuru moves. Ну все, это гол. Это гол от Z0. Макс нужно за мячом сейчас бежать. Все. Пока, Z1. Хотя не, слушайте, они задефались. Ни хрена себе. Господи, блин, насколько... Что происходит, я не понимаю. Как они задефались от такого там
Гейл, можно сказать, троих застанил. Он просто в ворот их загнал, но чилы задефались, смогли уйти в атаку. Оп, скорость выдал Макс. Ой-ой-ой, сайд-темпо сейчас отлетит. Да, отлетает сайд-темпо. Хотя нет, Макс решил не рашить его. Выходит сайд-темпо на мид, все-таки у него дальность высокая. Чтобы сразу по всем накидывать. Отлично, два попадания сайд-темпа. Пытается сбоку прокинуть по бастеру. Не получается у него никак по бастеру попасть. Куру мяч выкидывает. И это гол. Это гол от Zeta Zero. Considering that on the other side of things, everyone in Zeta Division 1 were all souped up as the result of those rough supply drops. They had to eradicate methodically one by one to give themselves the best odds in that overtime situation. And they really did persevere in a fantastic way. Now though, it's reset. Chance to redeem themselves. Zeta One вроде как более-менее забирают мид. Начинает поджимать Зира. Знаете, можно так сказать. Зеты неплохо заняли Зета мид. Ну, Зеты неплохо дефуются, кстати, да. О, неплохое попадание от игрока команды Зета. Так, игрок команды Зета. Ой-ой-ой, как хорошо Зета отыграли, жесть. Ой-ой-ой, Зета поймал Зету на ошибке. Так, неплохой хил от Зета. Ой-ой-ой, Зета продавила. Неужели это будет гол от Зета? Наблюдаем, так, заходит сбоку игрок команды Зета. Так, давит Зета, это гол? Нет, поздновато. Немножечко не сыграно было, отыграна игра команды Зета. Ну, вроде у Зета появляется второй шанс пропушить. Это неплохо. Time now for Tensai's able to return to the rest of his team, but things looking a little bit dire based on Zeta Division Zero's positioning. Ну, единицы пушат, нормально, отлично. Подпушит единица, но лям приходится плохо. Все, отлично, гол от единиц. Макс, он же срочно набивает ульту, выдает скорость по одному только, по бастеру. Нули подпушивают. Ой-ой-ой, хороший стан. Ой-ой, какой хороший мув от сайд-темпа был сейчас. Но нули при этом все равно сохраняют мид за собой. Потихоньку отступают, потихоньку единицы отжимают их. Ой-ой-ой, какой хороший ульта, все. Единицы забирают. Нулей. Счет 1-1. It's going to equal some environmental destruction, and that's really devastating when the topography here really is supposed to help you defend as the team in red. Stunning stuff from Goku. Now we have an even set. Ой-ой-ой. Теперь нули поняли то, что мид нельзя оставлять, но при этом все равно единицы забирают его. Оп, почти попадает Гал с ультой. Хорошо, забирает. Один Макс остается преградой для того, чтобы забить гол. Пока не попадает хилом по своему тиммейту. Нули забирает мид. Нули сейчас, походу, начинают жестко пушить. Очень близко к голу. Ситуация подходит прям до ворот. Но самое главное, бастеру близко не подойти, чтобы Вольт на него не выпрыгнул, иначе он толкнет и щитье пропадет. Нули немного, видимо, снимать напряжение, но нет, снова идеальный стан от Гейла. Второй идеальный стан от Гейла просто. Ой-ой-ой, какой хороший
какая хорошая ульта от Бастера. Идет за мячом Бастер, и все. А, нет, собака все-таки заметила проблему приближающуюся, зафокусили вместе с Пока. За нулями мид. Единицы из них пытаются что-то сделать. States Division 1, they don't have a terrible matchup in overtime either, especially if Shitabo can be on those max stacks when it comes in, but the speed of Tensai is fierce. Оп, нули под скоростью, нули под спидами. А, и очередное раскрытие собаки подоспело. Ой-ой-ой, Сайн Темпо умирает, не успевает, доживает до хила Пока. Ой-ой-ой, какой хороший стан от нулей. Что это был за высер? Господи, ошибка легендарная. Хороший манс от Куру. The speed of Tensai now as a push is inevitable. The box is going down. This is a shining moment here for States Division 0. Ой-ой-ой, нули подпушивают, и все. Это гол. Это гол от нулей. Нули забирают футбол. Нулям достается одно очко. Первое очко за нулями. Division 0 able to control the map, the Buster, so hard to shift. Even with Poco giving out so many heals. Surge not the most durable brawler. Even with, of course, the gadget that lets him hang around in the fights a little longer. Zeta Division 0 starting off really well. It's not going to be a clean sweep for Z1 this time around. Zeta Division 0 looking a little diff today. Yeah, breaking the mold. Все, уже из игры пытается. Ой, я сейчас могу говорить только потому, что я приняла обезболивающее. Так скажу вам. Despite the poker heals, it just wasn't really enough there for Zeta 1. Again, I'm curious to see what the kind of numbers tell us here, because it's pretty hard to quantify Gale's impact, right? These super stuns are just absolutely ridiculous. Here's where they push in, right? That's the first one. It's the one in overtime that really kind of blows my mind. Shitampo able to super pass, get the ball away from the goals, just buying enough time. You're done here. Look at that. Absolutely hammered. Now, no stun from that. But it's pushing them back is more than enough. Absolutely ridiculous. Так точно. You can have a look at our stats here. Кенджи, Моя Гоку и Куру — это новые игроки. I just want to point out as well, Moya Goku's stats there with 13 takedowns. I mean, pretty commendable round for him. But it is States Division 0 with that lead, and again, such an important thing, such an underrated thing to have in a competition like this. When it comes down to the nitty-gritty, you know, it's a lifeline, isn't it? It's the start, the role of that momentum, potential, and одна команда или что? Ну это типа от одной организации, от Zeta. And it's kind of an unwritten, unspoken agreement between these two teams to just go absolutely freaking hog wild on each other every single time they play. Don't hold anything back. You know, to be training partners here, they're used to this pace of play, right? Yeah. Other teams, we've seen it today, команды разные. From Europe and NA to some degree, but just try and slow the game down a little bit, compose themselves, gather themselves. These two teams ride the lightning. They thrive in a maelstrom of brawlers, of supers being thrown around. This is their element. Организация выгодна. Ну, конечно, выгодно, поэтому они так и разделились. Yeah, everything they've got to give as we go in now into Bounty and Canal Grande. I'm curious to see if we're going to see a call ban, because it's definitely the flavor of both of these two teams here, and this is what I love so much about a Zeta v Zeta. They both know all the tricks, and they're both banning out Janet, both banning out Penny. Играем мы в гранд-канале Bounty от The Division 1. Следующие баны — это Penny, Gavs и Janet, от The Division 0, Buster, опять же Janet и опять же Penny. Carl's open. You know, obviously flying hook to get yourself that blue star straight away.
Первый пик достается команде Z Division Zero, то есть нулям. Они пикуют Еву. Единицы на это отвечают тиком. Отис также был выбран. And very map dependent, you know, Eve is one of those brawlers that just can really thrive here. Tick for control, but again, if you lose that mid ground, which a Max on the opposite side could well be something to Макс берут Зира вместе с Джином. Джин ответит за Division 1. Мне кажется, тут должен быть какой-нибудь либо Карл, либо Гриф. Проверяем. Ну, еще есть вариант взять Касса. Две команды из одной организации. Потому что две команды залутают $400 000 и $200 000. А процент от победы команды организация забирает себе. То есть даже 50% выгодно им забрать. Точнее, 100 000 это дороги не валяются. Welcome our new overlords from East Asia. I welcome this kind of playstyle. If you listen closely, you can just hear the sound of pencils all around the world as they're writing all this down. And like, step one, lose your sanity and become absolutely like hog wild in the game of Brawl Stars. 2, find a team that's willing to follow you down that rabbit hole and play this ridiculous brand of Brawl. 3. По итогу, кстати, взяли Отиса, как я понимаю. Well, Blue Stars actually kind of left relatively open there. Что я вообще проглядел? Уже все, уже мозг плавится. Стримить 7,5 часов. Ладно, состоятся последние самые интересные игры в плане отыгровки. Но не самые интересные в плане призера. Ну или пока что присутствует единица. Ну, разрыв не такой большой. Справа единица пытается что-то сделать, противопоставить. Оп. Джин набил ульту. Будет тяга. Да, отлично, стяжка Отиса. Ну, единицы вообще жестко жмут. That's what I love about these two teams when they play each other. The best kind of show you could ask for. Chapu there wants to keep pushing back. He, of course, the recipient of the blue star in the first place. One of the safest brawls to have it on here, especially with the gadget that lets him jump away. Chitapo trying to get aggressive. C1 are in trouble. Thick hair, jump away, and Chapu's got the moves. Ой-ой-ой, хороший стан. 4-4 счет. Отлично, отличная ошибка от Тенсая. Единицы начинают вести. Ой-ой-ой, опасно, опасно, уже 0-та. 12 секунд. Ой-ой-ой, метку промазал, опасно, опас. Отлично, победа за единицами. Нули отсосали. There really is nothing quite like it. There really isn't. Zeta and Zeta are just so enjoyable to watch. It's so back and forth, so aggressive. You really got to keep up because the game goes so quickly. And it's not just because of the max, it's because of the thumbs of both teams. Chappy pushing really aggressively here into the mid. Расклад у нас пока что такой. Правый лайн более-менее заняли единицы. Хотя нет, единицы уже начинают убивать. Это -2. Нули пока что рулит на 5 звезд. Плюс синяя. Ну, эти тоже забирают. Просто что творит Куру, вы это видите? Просто ни одной стяжки не промахнулся, такое ощущение. Fat splatter on the left-hand side will keep Kuru at bay for the next couple of moments. Kenji with the thick head going out. Chitabu trying to bait as many shots as they can. The 10 side does make quick work of it. Few little shots from Kenji into the mid, keeping Chappy low, but again he's able to really maneuver and jump away. Ой-ой-ой, хороший стан от Гейла. Ой, да господи, что творит Куру? Можете, пожалуйста, кто-нибудь у него Джина забрать? Ну, неинтересно, смотри, стяжка есть, равно килл.6 stars on him right now. Definitely needs to be a little bit careful. Просто, ну что-то нереальное.
can take some risks in trying to get even more stars. Even a trade here if it switched to Tampo with a net gain of 1 star. So keep that in mind. Might affect how Tensai gets aggressively. Division 0 giving up a lot of ground here though, Arch. Yeah, they are, but they can't go back this early into spawn. The Gator 1 are going to punish it. The Chappie is going to be the first shot. Ой-ой-ой-ой-ой, какой стан. Давай, тик-тик. Не. Ой-ой-ой. Поставился. Должен отходить. Сейвить. Отлично. Счет в пользу единиц. Нули сосуд. Тенсайд 2000 хп. Ой-ой-ой, отлично. Стан. Все, единицы забирают. Нули отсосали, единицы забирают. Нули отсосали. Would be a massive understatement. My goodness me. The cold, cool exterior there of Zeta Division 1 really proving all it's worth. Interesting to see Shitapo there on the Gale. I love it. He's just waiting in the bushes. Very, very patient from him. He knows, of course, that Zeta Division 1 have to come forward, and he punishes that so well. Показывают хайлайты. Ну, тут станы просто сайд-темпы. Не шуточные залетают. Сайд-темпы соло. Exactly it. You know, you really want to reap the benefits of those heals, but you've got to still hold your ground a little bit longer, otherwise you've just got nowhere to go on a map like Canal Grande. Even a Chappie on the eve, you know, who has got that extra strategy. He was in that exact same boat. Look at Kuru's game there. 5 takedowns. Tensai was 0 actually, but Shitampo, Moigoku, Kenji, 3-3-3. Everyone doing their bit. Tensai's on the max there as well, so definitely looking to be the aggressor and ну, Куру просто 5 киллов сделал, не забейте, просто отберись у него Джина. Big deep breaths here for both teams now as this is playing out like a classic Z1 versus Z0 matchup that, you know, we kind of got to see again in the East Asian region in monthly finals, just on a far grander scale. To reiterate, last time these two вот у меня бы русских таких типов, которые целеустремленные, которые реально готовы ебашить, это просто халява. It's quite clear that Zero put in the work over the last few weeks, really tried to take their run up to these world finals seriously, and I'm glad they did because they're giving us an absolute тут отобрали просто типов ебейших. You got to consider as well the fact that, you know, Zeta Division 1, you know, they are the MSI champions. There was only 1 slot available though in this particular region. And they sit on the sidelines. Zeta Zero, watch them go, watch them dominate the rest of the world. Go, what about us? Well, they got their chance here to make up for that and some. Играют игру вжух-вжух. Ой, здесь еще бой 7 же играет. Ё-моё, до 4 побед. У меня горло просто после этого откажет, и я поеду, наверное, в этот... на скорую помощь куда-то. Так, бан от Zeta Division 1 у нас следующие. Это Джанет, Ворон и Пчела. И от нулей у нас бан. Это Карл, Отис и Джин. Первый пик достался Zeta Division 1, то есть единицам. Они воспользовались его и взяли Макса. Зира на это третий, то бишь нули, Амбер и Газ. Теперь единицы думают, что ответить нулям на такое дерзкое заявление. Думают. Фэнг. Пикают Фэнга. Неожиданно. It's always going to be something that is going to have to keep your guard up. Zeta Division 0 now are going to have to really keep their firm eye on that whereabouts and have Не последний пик от единиц у нас следующий. Yeah, Fang really scary in a pinch, right? Because it's not just one target that he can hit with that super. If anybody's too close, they're all going to get slapped for a base of 1,000 damage. На Турик залетели. Не, на Рофл Турик залетели эти Нави. Чисто с дабллайном. И кольтом. Gem carry, of course, most likely to be max, but we'll be able to watch Poker get aggressive at times, try and collapse those side lanes here. We'll have to be very wary, of course, of both the Gus and the Amber, and let's see what Zero... Я думаю, от Зира Бастер. Интересно. Boogeyman returns. Buster for Zeta Division 0, and we all know what that brawler can do.
It's a very, very aggressive lineup. More so for State Division 1 than 0, but Ну, посмотрим, ну как по мне, тут, блин, вообще пики одинаковые, если так посмотреть. Ну, посмотрим, как игроки смогут реализовать их. To shake, to take down the positioning, it's really going to have to be considered greatly on the side of Data Division 1 to handle this situation. Alright, so Moigoku and Kenji, looks like they swap here. Kenji just descends on Kuro, I love that. He knows exactly what he can get away with. Kuro thought he was dealing with Fang. Turns out the Fangs. Забирают у нас единицу нулей. Отлетел Куру. Но все за секунду меняется. Ой-ой-ой, господи, как же Бастер зафокусил. Пулечка. С темпа отлетает. Support as he can give, but Chappie just locking it down. I love the position there, but it is going to be a Chappie that wins that lane. Опять у нас темп отлетает на Пока. Персонаж получается. Хорошо, Фэнк залетает. По гемам, кстати, у единиц и у нулей паритет 5-5. Gems are very evenly split though. Moigoku lurking here, waiting for that shield to go down. He goes in, but he didn't quite get as much on the back of it as he would have liked. Shield for Tensai as well, and he'll soak up some damage. Kuri pushing forwards, and now Kenji on his own with the gems. У нулей уже 8 гемов, в то время как у единиц все так же 5. 9 гем забирает, остается 1 гем, но он будет выпадать на сторону за Division 1. Ну, Куру подбирает его спокойненько вообще, не парится. И эта игра за нулями. He's helping it up for the time being, and even Kuru holds onto the gems, and this is where the wheels start to fall off. The Zeta Division 1 bus. This Jumper's going to struggle to get around the corner. Screeching Solar there is nice, but again, not enough to force his opponents to part with their gems. Just goes to show, though, as well, that it's not always about aggression. You know, sometimes it's about longevity, about strategy, and just trying to make sure that you're always in. Перемещаем следующую игру. For Moigoku, I'd like to see him just kind of take his time a little bit on this Fang pick. Try to really make those moments count, make it that 2 versus 3 and open up some space for him and his teammates to be able to capitalize, and going in now with a lovely time. Roundhouse kick gets the takedown on Kuri now. Surely not far away from Super either. Yeah, it's a bit of a trade in the end here. Размен по лайнам. Справа лайн единицы, у нулей. Амбер сейчас должна закинуть будет огонь, да, отлично поджигает. Причем аккуратно, деликатно поджег, не сожгла свои кусты, это самое главное. Shielded out, but Kenji just trying to find a little bit of an angle here, connecting nicely now, but look at how much that mid control they've had to give away in order to do so. Chappie is just always in a fantastic position, healing up now as well. And Tensai coming in with some lovely support. Чапи оказался сильнее. Just leave some of that oil slick to be able to potentially burn it whenever he wishes. Speed coming in for Kenji, and a lovely little spooky pop as well. So Shitampo's little cubby there gets burnt down. He can now 3-7 счет по гемам в пользу The Division 0, то есть в пользу нулей. He gets there. Kuru goes down. Tensai now has to back away as his right side lane has collapsed. Still able to pick up a gem despite it. So fortunate squad, but it's not going to stay that way. Zeta Division 0 need to reassert themselves. Ну все, нули забирают. И счет становится 2-1 в пользу Zeta Division 0. Well, they're running the clock and they're looking awful good. Zeta 1 on the hunt, 6 seconds remain. They've got to get Tensai. He is the only one there. The patient are in. Ой-ой-ой, забирают. Выбивают гемы, забирают единицы. Что происходит? Единицы перевернули игру и сделали еще дольше ее. Но нет, нули снова выбивают. Кстати, темпо решил почилить. Все, нули забрали. Нули забрали с базы единицы гема. Единицы хотели, чтобы я еще дольше комментировал, чтобы я вообще сдох, блин, после этого стрима. Но нули сказали: нет, братанчик, пощади мини-кулера.
teams are just this close. 3 seconds left in the round. Moya Goku's headed for the hills, but Kuro is hot on his heels. Не, слушайте, все-таки And literally, the blowtorch comes out. He burns Moya Goku to the ground and gets значок away Z. with all the loot. Zeta Division 0. Ну понимаете, просто я поставил значок Z, и только поэтому не забрали. Unbelievable stuff. I mean, I'm at a bit of a loss for words, to be completely honest. What an amazing way to turn this around. This was fantastic. I mean, Kenji there, just superb. Moya Goku there with the perfect timing for this here, there, where Moya Goku was low. Kuro from the side. Показал нам хайлайтом Every single member of Zeta Division 0 самые лучшие моменты с игр в геймграбе. Look at his 362 DPS, absolutely filthy. Because he is 1 versus 2, right? Zeta Division 1 have the gems, but Значок, знаешь, мне Зета Division 1 сливать, да уже поздно, ребят. He's backing up, trying to contain them, trying to slow them down. Throws a montage even in their direction, and it does. It slows them down just enough for the rest of the reinforcements to arrive and to get those gems dropped. Moya Goku, despite all his damage reduction care of Divine Souls, is not able to stay alive after all 3 players from Z0 turn up and start snatching up the cookies from his cookie jar. Что-то выяснять, видимо, какие-то у них проблемы там. Chappy had 14 takedowns. 14. I mean, talk about the way of you out, Danny. To be fair, in the crowd giving you some love. To be fair, Shitapo kind of inting on him at the start of that round, right? Running and trying to take these fights over and over again. Really just trying to keep a Chappy very much contained on that right side of the map. So a lot of those eliminations do come from Shitapo just serving himself up on a platter. 17 лет Сайт Темпл сказали только что. Chappy's been one of the most exciting prospects on this Zeta Division 0 roster so far Нет, this подождите. series. 3 Чё? sets down, still only 1 set. 14, это 14 вообще даже. Не сказали 14. 14 на Сайт Темпл. It's just incredible. It really is. Zeta Division 1 as well, you know, when you look back at this year, you know, they were MSI champions. They were also the Season 1 Snapdragon Pro Series champions in the grand final against this very team on the other side of the stage. Короче, какие там заминки сейчас решают? It does feel fitting. It does feel a little bit fitting that when it's all said and done, Zeta Division 0 starting to get back with a little bit of an edge. Always the bridesmaid, never the Цепочки bride. решили присесть. I don't know how many Спрятались they've чисто. caught, but I think they feel like it's their turn. Ну, устали стоять, я их понимаю. Там какая-то заминка у единиц. Вот, сейчас там решают. Жесткие разборки идут. Great stuff, really was from Zeta Division 1 to capitalize down on that early retreat there from Zeta Division 0. But every single moment as Scott plays, it really speaks to the testament of how well both teams know each Какой-то other. высокий ли 14. Так им поставки под ноги поставляют. Они все мелкие там. Я говорю, им меньше 20, всем 100%. Ставлю жопу по пахало, то, что все меньше 14. Ой, 14, блядь. 20. Very, very hard to slow a Chappy down. He doesn't have the highest fire rate either, right? But again, doesn't matter. He's durable. He has a heal for all of his team. And this was it. This was the moment. A Chappy and Kuro both able to get away. The fact that a Chappy walks back with that super available means that it's really no chance of getting those gems back off of him. Ну что там за проблема? Все решили, ушел этот менеджер уровня. Zeta Division 1 got to be feeling some degree of frustration here. But a close match between these two. Nothing really out of the ordinary. I mean, we've asked everybody, players, coaches, pundits, you, whatever Teddy is, you know what I mean? They've all said the same thing. These two teams, like, a lot of teams in Scrim thought that Zeta Division 0 was actually looking a little bit better so far this week. But seeing him on the other side of the bracket, it's been so hard to say which one we expect to win. That burning question that everyone has been asking in the backstage area is who is Да, ребят, ну и так вы 7 играете, пожалуйста, в катку пойдите. А то сейчас тут сдохну, блин, уже 8 час сидеть. Potentially to bring them down. Either way, players getting themselves geared up for the next draft to come and having a little bit of a breather. As you say, just trying to reserve some fuel in the tank and never a bad thing. Yeah, again, look, I mean, these two teams operate without coaches on stage. So a lot of the discussion about, you know, how their draft is supposed to look
probably happens in moments like this. They do know what the next map is, right? So they have a chance to prepare for that. There's also the question of like, okay, so the other team knows what we normally do. Is it worth really throwing a wrench in the works, mixing it up a little bit? And if we're going to do that, what is that? Have a chance to discuss that here. I think that's exactly what Shitampo is doing to his two teammates there, as they are definitely having a discussion. 3 sets in. Жесть, вы понимали? Ростислав уже постримил даже. This is going to go all the way. We've seen a pretty solid variety of brawlers so far the last 3 maps arc, but I've got to say, definitely a few repeat offenders coming out. Interesting that Carl is not getting banned and is still not being picked, so something that neither of these teams actually want to risk playing against each other. Maybe they both know how to counter it and they don't want to risk running О, into themselves. наконец-то, ребят, поаплодируем. Bridge to Far. Баны от команды The Division 1. Следующие это Бонни, Карл и Макса, The Division Zero, Лола, Брок и 8 бит. Первый пик достается The Division 1, это Калет. Слава богу, заменил строка на спрауте. Неплохо. Yeah, I mean, look, Colette obviously is a bit of a given at times because they're super so effective, getting free damage on the safe, forcing people back. Also operates as a tank counter in and of herself, so you're really satisfying 2 win conditions with the 1 pick. Really a no-brainer. She's been incredible in that role ever since she's brought into the game. But very, very quickly, we see Otis and Eve locked in. Ну, Пайпер обязана быть. Ну, Пайпер, ребят, пикните. Ну, Пайпер тут халява будет. Халява. Да, халява. Халява, Пайпер, пожалуйста. Ну, тут Пайпер. Не, ну, на самом деле, чат правильно пишет. Ребят, Лола, блядь, с кольтом. Ну, Лола, к сожалению, в бане. Давайте кольт, короче. И не знаю, кто там еще. 8 бит, блядь, тоже в бане. Не, пчела, ребят, ну пчелу не возьмете, просто попущенцы. Проверяйте, пчелы нет, пчелы попуски жесткие. Кстати, у меня тоже фон этот красно-синий. Ну, понимаете, все просто в тему, просто в тему типочек. Просто плечик в этот, в тему. Я просто могу, знаете, как сделать? I mean, we've seen crazier things. I wouldn't be surprised, but I feel like it might be. I refuse to believe it. A safer bet. Go with something else. For this compromising one, very, very good. The Otis though and the Eve is going to be something to be trifled with. Buzz, I know. Там закрыло все красное. What the response was going to be, I would never have landed on Buzz. Oh my god. Ой-ой-ой, Бас. Бас на открытую карту? Это что, пики от ММА? Ну, полетели смотреть. Уже нам покажут ключики. Дабллайн. Неплохо, неплохо, ребята. Зато мы решили постебаться. Ой-ой-ой. Не, единицы просто нулей уносят. Просто уносят нулей. I can't believe it. Warp blasting on the other side of the map at the start of the round. Zeta Division 0 took them a moment to realize what on earth was going on. Идем, идем, идем. Дабллайн, ребят, дабллайн. Kenji, Moegoku, 2 nest eggs on the right hand side by Kenji as well, just to be able to deter anyone that tries to contest and push that lane. Nice tap on Takuru. Tensai really struggling on this bus pick. I had some high hopes for it, but so far I need to see. Да, согласен. Ну тут понятно, тут типа просто этот, решили поугарать. Не забрали. Забирают единицы. Сейф первой игру.
themselves off the mark is exactly what they need. They are behind in terms of sets, but now ahead in terms of games. I feel like this comp is much more rounded. You know, it's much safer, more controlled. But I think that the big mistake in that last round really was Zeta Division 0 leaving the nanny on the safe. Yeah, Tensai choking for Zeta. No surprises there. Yeah. Okay, Ой-ой-ой-ой-ой, Тенсай, блядь, отдыхай, ёпта, откисай. С такими притяжками. Да, кринж затяжки, конечно. Нет, сайт-темпо соло, сайт-темпо соло. Биться опять, что над ними рофлит. Ну то, конечно, вы кринжайте, ну выкатили, ёпта, на мировой чемпионат. Как будто на 2 не будут рофлить. I really do feel like it's just not the brawler to make this draft work. It's almost like it's a bit of a sitting duck. He's not able to contribute really too much unless he really times this run perfectly on the left-hand side. Долго, да, я согласен. Pick up a nest egg there for insurance. A couple of taps on the safe. Полетел Нани. Оп. На лайне Лоли. Офигея. Отлично. Ой, неужели затяжка от Тенсая пошла? Оп, на сейф. И дэмэдж по сейфу полетел. Кенджи вместе с Альтеф подефали. А Чапи забирает Кенджи. 2% более-менее, кстати, на равных играет. Ой-ой-ой, колец Соляна. А промазала Чапи ультой. Ой-ой-ой, сайт-темпо, что происходит? Сайт-темпо, где собранность? Слушайте, по процентам-то единиц начали сосать. Ну, ли-то вести начали дабллайном. Ой-ой-ой, как неприятный черт появился. Нули забрали. Нули с базом забрали. Нормально, неплохо. It's just a constant learning cycle. I thought it was chalks, man. I think 1 minute something doesn't work at all, and it just is showing clear signs of being a potential miss. And then you see why all the time there was a strategy, a game plan behind it. But now, the reset. Will Zeta Division 0 be able to do that again? Tensai flash on the gadget, gets the connection, he dies on his Chitapo. Ой, неплохо. Цепочка опять дабллайн играет. Some damage on Zeta Division 1 safe though, is from Kuru, 4% to his name. Куру носит урон пока что. Цепочки дабллайн хреначат. Правильно делают. Дабллайн норм тактика. Ну чего нет, это не изменяется им традициям, это также дабллайн. Неприятно эти вот черты, блин, на каждого по выстрелу тратить. Затавили все-таки колет. И Куру все это время просто дэмэдж носит. Сейчас будет затяжечка. Ой, ну что, Тенсай, делит гейм, ё-моё. Тенсай, просто забейте, Тенсай. Ой, ее пошел урон от единиц. Ну, легкий все равно пока что впереди. Нули пока что больше не нести урона. Ой-ой-ой, на сейфе-то у единиц остается-то всего лишь-то 25%. Куру нормально, Куру живет. Тенсай снова идет на вражеский сейф. По миду. Отлично, колец забирает. 15% остается на вражеском сейфе. Забрали Бель. Проходит дэмэдж серьезно проходит. Ой-ой-ой, Тенсай выходит вплотную, сразу фокус. Не дали урон нанести ему. Чуть мне кажется, что сейчас минус Куру будет. Колец залетает. Ой-ой-ой, 11%. Посмотрите, что происходит прямо сейчас на карте. И кто быстрее? О, 1%. Это что я радуюсь? Это 2-2 получается.
Да получается, стрим вообще, блядь, бесконечный. Long range damage in small increments. It all adds up, Ark. And 1% separates these two teams, sending 0 to a match point set. Unfreaking believable. Oh my word, I need to just reflect upon what I've just seen. Дабллайн зарешал, ребят, дабллайн зарешал. То есть, получается, проблема не в пике, проблема в скилле была. Oh, it's just insane. It's just insane. There's just so little in it. It really is just beautiful brawl. There's nothing more you can say. It's impeccable, impeccable skill. А не бжите, ZT0 выиграл уже, все правильно. ZT0 выиграл, значит, наоборот, челы быстрее игру делают. Не, на самом деле, я бы на самом деле был рад бы, если бы ZT1 выиграл, если бы у меня горло не умирало сейчас. Wow, look. Сайт темпо 361. But a very even split. It's got to be said on the side of 0, 577. 361. Охренеть урона. 64 был у чела, но я не помню этого. 361 это, конечно, жесть. Must have given him the feeling that, hey, we can do this. I can do this with you guys alongside me. Achapi holds that 1 versus 2 lane. He actually gets 1-3 в пользу Z Division Zero. Onto one of his opponents, makes it a 1v1. He eventually goes down, but he does his job there. Stalwart defense combined with Kuru. Love to see. Нормально, нормально. They ignored the Eve so much of that round. Сейчас самое интересное начинается. Ты как теперь это умеешь? Who would have thought it, honestly, of that draft? And it just blows my mind. It really does. Can't wait to see how this next one fares and whether Zeta Division 1 can start to bring themselves back in this series. It's unusual to see them as behind as they are at the moment, but nothing but love between these two teams. But when the game is running, they are against each other now, going in to hot zone. This is gonna be epic. These guys can be as friendly as they like. Так, Ринку Fire. Надеюсь, последняя игра. Первый пик до Division Zero. Баны у нас следующие. Z Division 1 забанил у нас Макса, Отиса и Пенни. А нули забанили у нас Пока, Сквика и Мэг. Как уже говорил, повторюсь, первый пик достался за Division Zero. И они выбрали первым взять Ворона. Poco as well banned out, Penny, Otis and Max banned out on the side of Zeta Division 1. I mean, you have to ban Poco Meg because Zeta Division 1 played that into единицы выбирают Рауса. И пчела, да! Кто сказал то, что там другая мета, то что не будет пчелы? Моя школа, братанчик, давай ждем на пчеле, оп-оп. Просто на ротанчик, чтобы всем накидал, понимаешь? Понимаешь, что такое на ротанчик всем накидывать, а? Ты понимаешь, что такое на ротанчик всем накидывать, а? Что такое, кстати? That does seem to be a bit of the strategy here of Zero. Now, looking to have something with a bit more punch, maybe, in the mid. But then again, I mean, at this present moment in time, Zeta Division Zero keeping the whole world guessing. Gusto going to come in, provide more of that support and that all-important shield. Going to keep them on the objective for a much longer period of time. So I'm looking forward to seeing who the other Чисто beneficiary of that Gus shield would be. Remember, Kooky Popper is so scary. Walking up, getting hit by that fourth shot, then taking an extra face full of damage is really very hard to anticipate. B is definitely going to have a range advantage here, but bringing Brock in will help answer that. Газ были пикнуты от Z Division Zero на открытую карту. И что же ответить на это Z Division 1? Я думаю, что может спокойно брать какого-нибудь грифа. Вообще хорошо тут зайдет. Ну, зная их, я уверен, что они почему-то возьмут Джанет. Проверяйте. Просто проверяйте мою тактику. Джанет. Давай, браточек, Джанет, пикай. Пикай свой любимый бравлер Джанет. Не, ну просто понимаете, когда 8 часов смотришь на то, как играют японцы, ты просто уже читаешь их. Просто читаешь пики.
поменялись пиками. Мне кажется, тут пчела должна разматывать. Не забейте Тенсайд. Тенсайд будет еще соло попадание оформлять. Тенсайд все-таки он не какой-то попуск. С третьего мифика. Ворон замедлил. Тенсай просчитал. 3000 урона. Not getting Janet probably pretty frustrating there for Zeta Zero. They used a cookie popper as well to try and secure that elimination. There's a chap who's using a shield gear. Хорошо попадание пчелы. Ну, Тенсай просто соло, смотрите, зон забирает, на краешку стоит, мансует от сильных, это самое главное. Ой-ой-ой, он еще обоссал ему головешечку просто. Как же хорошо просто, как же хорошо. Нулевки раскрыли правый лайн, чтобы Брок мог накидывать. Ну, единицы поджали, нулевок. Брок там навел суету. Perhaps they send a Charpy a little bit further forward. He still has slowing toxin charges available. Kuru's used all his gadgets though. 82, 83% and counting. Zeta Division 1 have to come up with something quick. They need some connections. Ой, 15% остается за этот Division Zero. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 8% остается за этот Division 1. Zero. Нулевок. Но единицы все еще достойно сопротивляются. Ворона сразу при приземлении чпокнули. Ой-ой-ой-ой-ой, как неудобно пчела. И Тенсай просто спокойненько заходит, подхиливается от проведения и забирает эту игру. Счет в ход-зоне составляет 1-0 в пользу нулевок. The Brock gets a lot of value, a lot of wall break here on the side of Zeta Division 0. They stand on the precipice of becoming your Brawl Stars World Champions for 2022. One more round. Так, нормально полетели. Z1 заходит на мид. Так, что тут у нас? Но нулевки быстренько их, так сказать, приструнили. Скайлайн, братанчики, давайте отдыхайте. Нельзя вам находиться на миду. Ой-ой-ой, что ж такое? Ворон не получается быстренько выгнать единицу. Приходит ему на помощь. Ой-ой-ой, какой хороший выстрел. Почему только что произошел? 20 на 20% сейчас. Ладно, так что быть. Съебу с левого угла. Верхнего. Pushing his way forwards and slowing toxin onto Tampo. It's a great maneuver there. Like just tick down all the way. Kenji's got to go. Yeah, he's so low. Запрыгивает Ворон. Сетдепу закрывается гаджетом. Равно пока что по процентам. 30-40. Ой-ой-ой, ну что творит Тенсай? Ну просто забейте. Артем мансует. Правильный фокус расставляет. Господи, нет, это просто командные мечты. Забейте, просто забейте. Ни у одной европейской команды нет шансов против Зеты. Он 55 на 55%. Ой-ой, пчела попадает. Легкий забирает потихонечку. Процент вообще ровень в ровень. Чайпи попадает по сайт темпа. Нулевки. Да блин, вообще проценты ровень 60-60. — 65 на 65, господи. Я не понимаю, челы Рокет не специально реально так подгоняет проценты. Ой-ой-ой, попали по Тенсай, неприятно. Ну все, нулевки забирают мид. Уже основательно 80 на 70%.
Разрыв уже 15% составляет. 20% разрыв в пользу нулевок. Нулевки забирают эту игру и становятся победителями мирового финала. Zeta Division Zero, поздравляем их. Поздравляем их. The greatest team in the world. It had to be a victory they plucked from their sister team. Господи, я счастлив. 8 часов стрим. Просто вот я стрим закончу, я вот так вот сделаю. Просто поздравляем нулевок. Поздравляем Балтику 0. Балтика Зира. Поздравляем с победой. Вы силовую счет ебанулись, у меня горло уже, блядь, сдохнет сейчас. Не, все, спасибо, ребят, я настримился. Поздравляем. Это еще хлопаю. Давай пересмотрим просто чемпионат. А давайте этот пересмотрим, блядь, просто 7 часов по второму кругу полетели. Oui pour Zeta Division Zero! Wow! Quelle journée! Quelle journée, quel week-end, quelle compétition, mais évidemment les champions ils sont là, ça fait 2 doubles champions du monde dans l'équipe. Donc prenons quelques petits mots du gagnant. On va la faire en anglais l'interview, comme ça on peut la traduire en japonais. Very quick interviews of course with the winner and with the captain Tensai. My first question is very simple. On your first day you were against Chazma. Это, наверное, представитель их команды. That was the hardest moment. What happened? You haven't lost, like you haven't been worried since then. What happened at this 0-2 moment? 初戦はね、まず0あ、это переводчик. だったんですけれども、その時にどうやって立ち直って逆転できて、そして最後まで優勝できた。Ну, это, наверное, переводчик и представитель их команды все-таки. もともと最初の2つのマップが苦手で、もう3マップ目からは得意だったんで、もうそこで絶対取れると思ってたんで、もう勝つしかないって気持ちでやってました。Хотя по голосу мы все 18, наверное, даже есть. So when we got that 1 point, we knew that moment, okay, we're good, we can go all the way. That's super good. One more question, of course. You know, round of applause, guys. Завтра стрим будет, посмотрим. To have Japan versus Japan in grand finals. Да, завтра, скорее всего, будет стрим. There was one Zeta last year, they won, and the 2 Zetas are in grand finals. What had the master plan? じゃあ決勝戦で日本チーム両チームは出場すみません。決勝戦に出場するのは最初から目標でしたか？はい、もちろんそのつもりで最初から決勝でゼータ対決で戦って勝つつもりでいました。Well, obviously, we wanted to go all the way from the beginning to the end for the Zeta Championship, and we did it. Нихуя непонятно. One last question for our champions. We know the Brawl Stars tour comes back in 2023. Japan just won it back to back. Can Japan go for the 3-peats? Can anyone stop Japan next year? じゃあ2連続決勝できましたね、日本のチームは。来年も3年連続できると思いますか？それとも日本はもうずっと最後まで優勝できると思いますか？もちろんこれからも優勝していけると思っています。Obviously, we're going to go for the third one. No one can stop them! It's Zeta Division Zero. Thank you so much, everyone, for joining us all weekend long. Please make some noise for our Спасибо большое за Zeta Division 1. Zero, точнее, за участие в нашем турнире. И поздравляем, опять же, победителей Zeta
Division Zero. Увидимся в чемпионате 2023 года. Это все, что я понял! Ура! Английский! Да все, давай съебывай, блядь, BTS, ёпта. Ну все, поздравляем победителей. Да, кубок очень красиво. Все, на этом, я так понимаю, знаменуется официально конец игры. Вот, спасибо большое всем, кто пришел на данную трансляцию. Всем спасибо большое. Вот. Всем большое спасибо. За то, что зашли ко мне. За то, что смотрели от элитного комментатора мини-кулера просто все это. Вот. Всем спасибо большое за стрим. Приходите завтра. Завтра будет соло-лига. Примерно с 15-16 часов начало будет. И по таймингам будет примерно 2-3 часа. Поэтому все, всем пока. Спасибо, что были. Переходите в Телеграм по ссылке, закрепленной в чате. Там у меня выходит постоянное уведомление о начале стрима. Поэтому все. Всем пока.